нужно, чтобы ты там сидел и отвечал мне. Я буду тебя просить что-то делать. А, сп- давай проверим. Выключи пока музыку. 843. Это участники. Ты сейчас участник. Я сейчас участник, да. Нам с участников тебе надо дать этот поток. Всё. Ну, стой, подожди. Мне надо... Денис меня видел, понимаешь? Меня, мой поток. Я понимаю, но это в любом случае с участником. Угу. Так, раз, два, три. Лимончик. А вам нужен просто местный техник, который с пультом подойдет и сбросит настройки света. И все. Да? А, если нельзя, то... Так. Анатолий, Анатолий. Костян, надо на Z1 TAT тоже выбрать вот этот переключатель нижний. А на Z2 RUS тоже переключатель сделать. Ага, все, этот вижу. Z1, Z2 теперь остался. RUS надо выбрать на Z2 RUS. RUS. Отлично. Так, мне нужна картинка в Zoom с бриджа. Денис, который синхронный перевод, я с тобой в WhatsApp, ладно? Да, давай, я пока на русском Сейчас. канале. Ты Да, меня я слышишь? тебя Напиши, пожалуйста, слышу, Даня. я тебя слышу. Сейчас пишу. Слышу тебя на первом канале. Говорю. Четвертый жалоб с переводчиком уходит. Отлично. Так, на первом... Не, пока можешь не говорить. Ну ладно, давай, говори в первый Ага, канал. да-да-да. Это у нас английский, Да-да-да. да, насколько я помню? Нет, первый канал это русский. Первый канал это перевод на русский. Все, извини. Вот теперь говори. Да, 1212, вещаю на русском канале. Все, Так, стоп, отлично. я, Я по-моему... тебя в Да, зуме я тебя тебя слышу. немного петлей слышу, но это я, видимо, с твоего компа слышу, да? С твоего ноута. Скорее Хорошо, тогда не всего. проблема. Я просто с ноутом сижу в Без зале. гарнитуры. Или в наушниках, из которых слышно. Понял, хорошо. Давай, так, на первом канале вообще. Вещаю. Денис, подожди, Ага. смотри. Денис, я сейчас выключу Угу. микрофон. Поговори. 1212, я себя не слышу, никакой петли условной нет. Значит, Да. в этом была проблема. Так, давай теперь во второй канал английский. Давай. English, я тебя прекрасно слышу. Я тоже могу подойти, Наташа? Я тоже могу подойти. Так, английский работает, Денис. Погнали в татарский. Исәмсез, хәерле дуслар. Мин сине яратам, кәҗә бүгә шатам. Отлично, ты меня и видишь, и слышишь, да?
Отлично, сейчас я на... Это один комп мы проверили, одну зум-конфу. Я сейчас здесь выключу у себя звук и буду в другой комп, ладно? Все то же самое. Давай с татарского начнем в обратную сторону. Так, я за твой ноутбук сяду? А, нет, я не буду за твой ноутбук садиться. Так, я слышу сам себя прекрасно, выбираю перевод. И татарский Денис. Да, я тебя слышу. Я тебя слышу отлично. Погнали обратно в английский. Так. Простите. Да. Я тебя слышу, отлично, я в русский пошел. Так, я в русском. Я тоже в русском канале, вещаю на русском канале, вещаю на русском канале. Русский, Мгм. русский. Русский канал вещаю. Вещаю. Параллельно еще всякой херней занимаюсь, чтобы переводчиков русский. организовать. Да, поэтому зависаю. Сейчас, извини, Костян, который мой, включи на Z1, Да, 1, нет, 2, Z2 1, Рус, 1, 1, микрофон. 1, 1, 1. У вас изображение на экране немного рябью идет. Или это так задумано? Наверное, так задумано. Наверное, так задумано. Костя Гоможев, Z2 Рус, надо нажать микрофон. Один, два, один, два, один, два. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Так, это Денис, Да, поговори. русский канал. Продолжаю вещание на русском канале. Продолжаю вещание на русском канале. Какая у меня отвратительная дикция сегодня. Может, это потому, что я не сплю? Потенциально это потому, что я не сплю. Вот, теперь я тебя... Нет, они вылетели вообще Да Z2. и... Они, да, вылетели. Z2 вылетели, Z1 на месте. Так вот. Тема такая сомнительная, конечно. Хорошо. Тогда за 70. Сольник, да, сольник. 17-18 мая. Это. Сольник Москва. Но это Москва. Это Москва. Okay, alright, it's okay, it's alright. I got something that you are going to like. О, ребята полетели в Уфу, какие молодцы. Синком в Уфе. А что это мы здесь снимаем-то? Мероприятие, что ли, делаем? Какие вы все молодцы. Я тоже давно не был в Уфе, я бы хотел поехать в Уфу и сделать там какое-нибудь замечательное мероприятие. А почему бы мне не полениться и не написать моим клиентам в Уфе и не узнать у них, как у вас дела? Как у вас дела? Но вот эта презентация седьмой команды перешли. Все? Так, отлично. Так, и Сэммисес. Мы, похоже, нашли Ага, прикол. да, какой? И сейчас говори Да, русский, всё. продолжай, и я тебя в зуме должен 1, 2, 3, 4, 5. Прикол связан с чем, интересно? Да не, у нас там разлогинился пользователь. Понятно. Понятно. Ну ладно, это... Все работает. Спасибо, Денис, большое. Мы все проверили, все отлично спасибо. работает. Хорошо, давай, отключаюсь.
1, 2, 1, 2, 1.
Добрый вечер, дорогие друзья. Раз, два, три. Зумы идет, везде идет. По-моему, все. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Все нормально Да, идет. все Я себя отлично. тоже слышу. Ну, отлично. Замечательно. Так, я в сети. В зал мне дай, пожалуйста. У меня пока написано делегат. Можно тебя? Нужно этот слайд. Я тебя понимаю, но нужно. Ну какой? Я не пойму. Секунду. Смотри. Нужен. У нас будет на заглушке есть, по идее, для интершапши есть заглушка на О, все, теперь я председатель. Сергей, когда говорит, Тут можно запускать голосование даже. но просто Фига себе. есть смысл пускать вот эти. Все, спасибо. Если она уже есть.
театр дегеннен сен татарлашу баядетчик кылып ойын болдырган экен. Котармасам. Мен де шулай билем. Ой, yanında bir kota okurga керек бит. Ой, okurga bizim Müslüman ağayının doğuşu gitmez. Татарский театр родился среди народа, в самом его сердце, в домах татар. Простые юноши и девушки без специального образования и опыта стали первыми актерами, а их друзья и родственники – зрителями этих постановок. 22 декабря 1906 года состоялся первый публичный спектакль на татарском языке. Эта дата вошла в историю как день рождения татарского театра. А первая профессиональная театральная труппа возникла весной 1907 года. Мы знаем ее под именем «Саяр». Это значит «странствующая звезда». И правда, под стать своему названию, эта труппа много гастролировала. Именно саярцы стали прародителями всех национальных театров Российской империи. Да, их жизнь была совсем непростой, но они всегда горячо приветствовали перемены, выражали со сцены смелые взгляды. Только представьте, чего стоило появление первой женщины-актрисы в консервативном обществе. В 1922 году в Советском Союзе было принято решение создать единый государственный показательный татарский драматический театр. Первый национальный театр страны. В год своего 20-летия татарский театр первым среди национальных театров получает почетный академический статус. Теперь он стоит на одной ступени с Большим Александринским театром, МХАТом. Были разные времена. Репрессии заставляли многих творцов замолчать. А во время войны театр потерял почти треть коллектива. Но он выстоял, стал символом татар и центром, куда ежегодно съезжаются все тюркские театры мира. Многие спектакли стали частью нашей идентичности, культурным кодом нации. И теперь мы стоим перед новым этапом развития. Нам предстоит узнать, каким будет новый татарский театр. Teatrda şartlı ulugaydı. Evet, ana da bir şap kına ремонт şeyler деген sözünü işittim. Принято было президентом потрясающе решение. Сегодня стоит задача по строительству нового современного здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Мы гордимся тем, что сегодня в Казани собрались лучшие архитекторы и специалисты в проектировании не только нашего Татарстана, России, но и других стран мира. Это вызов не только для вас, но и для нас. Дать новый толчок для развития этой территории, дать новую жизнь, чтобы мы гордились этим зданием, гордились этими решениями. При том, что спектакль только на татарском языке, это одно из самых посещаемых учреждений культуры. Я надеюсь, что вы вот на кончиках пальцев, что называется, почувствуете, как люди относятся к этому месту. Для людей это очень серьезная часть их идентичности, для многих это очень серьезное переживание. Если смотреть на философию здания, то это душа татарского народа. Вот насколько вы проникнетесь, чем живет народ, да, тем, я думаю, более встроенный, более точный будет и решение по театру.
стать участником такого события очень важно, очень приятно и очень вдохновляет. Очень сильно горим архитектурой, безумно любим наш город. Мы видим огромный потенциал этого проекта. Мне кажется, это серьезный профессиональный вызов для всех нас. И мне очень хочется, чтобы люди, которые сегодня приехали сюда первый раз, полюбили бы нашу землю так же, как любим ее мы. В том числе благодаря новым пространствам театра. Театр — это сердце татарского народа. И то, в каком теле оно будет биться, решается прямо сейчас. Слово для приветствия предоставляется председателю жюри международного конкурса, мэру города Казани Ильсуру Медшину. Добрый день, уважаемые гости, друзья. Добрый день, уважаемые члены жюри, дорогие наши коллеги, которые нас смотрят в онлайн. Мы сегодня собрались для того, чтобы подвести итоги международного конкурса, открытого международного конкурса по концепции театра Галиаскара Камала. Значение театра велико не только для Казани, но и для всего татарского мира. Именно поэтому в прошлом году президентом нашей республики Рустемом Нургалиевичем Миннихановым была поставлена задача подойти к реализации проекта нового здания театра с самых максимальных позиций. В проектировании всех территорий и объектов, имеющих для города особое значение, мы всегда привлекаем международные силы, и международные открытые конкурсы это становится традицией. Набережная Кабана в ее современном виде – это тоже результат международного конкурса, хотя на начальном этапе было немало скептиков. Мы получили уникальную набережную, которая сегодня любима как казанцами, так и многочисленными гостями столицы. Такой же достойный результат мы ожидаем и от этого конкурса. И тем более, что интерес к проекту архитекторов со всего мира огромный. Поступило 537 заявок, 8 финалистов лучших, представленные общество заявок. В ноябре все финалисты собрались в Казани, чтобы лучше узнать город, его жителей, нашу культуру, чтобы почувствовать выбранное место, а оно, поверьте, уникально. Театр остается напротив исторической старотатарской слободы на озере Кабан, в самом сердце центра Казани. Строительство его в любом другом месте невозможно представить, и очень важно, чтобы новый театр гармонично влился в контекст набережной озера Кабан и всей старотатарской слободы и стал ее достопримечательностью, как в свое время стало наше нынешнее здание. 4 месяца проектирования, и, наконец, сегодня в прямом эфире вся Казань, и, надеюсь, не только Казань, но и весь Татарстан, и неравнодушные к культуре татарского народа наши соотечественники будут смотреть презентации проектов лучших из лучших. И мы знаем, что студенты нашей архитектурной академии сейчас в прямом эфире также внимательно следят за этим конкурсом. И мы им передаем отдельный привет. Надеемся, что это станет для них тоже этапом в их развитии. И нам с вами, уважаемые присутствующие, здесь сегодня предстоит сделать выбор, каким будет новое здание легендарного Камаловского театра. Искренне желаю всем финалистам удачи, а всем членам жюри успешной работы. Благодарю. Слово для приветствия предоставляется Фариду Бекчентаеву, главному режиссеру Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Добрый день, уважаемые друзья, гости. Я сегодня сам не участвовал как архитектор, но все равно волнуюсь, потому что вся общественность, не только в Республике Татарстан, но во всем мире, я бы сказал, очень волнуется, наблюдает. Наконец-то, к какому мы придем к выводу. Действительно, нам предстоит всем вместе принять очень непростое решение, потому что все проекты, которые представлены, все талантливы. Поэтому я думаю, что
У нас состав жюри очень авторитетный, очень уважительный. Здесь много театральных деятелей, здесь много профессионалов, архитекторов, здесь есть представители общественности, журналистики. Поэтому, я думаю, мы сделаем правильный выбор, потому что, во всяком случае, за нами стоят зрители, стоят актеры, режиссеры и жители Республики Татарстан, города Казани. Поэтому, я думаю, мы замечательно сегодня поработаем, плодотворно поработаем, и выбор будет непростым. Всем спасибо огромное. Как все вы знаете, в рамках нашей международной процедуры был создан уникальный экспертный совет. Слово для приветствия предоставляется сопредседателю экспертного совета, помощнику президента Республики Татарстан Наталье Фишман-Бекмамбетовой. Большое спасибо. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто нашел время и возможность присутствовать сегодня, и тех, кто участвует онлайн, и тех, кто вместе с нами, собственно, выбирал финалистов. Мы понимаем, что это большое усилие, большое количество времени. Мы знаем, что вы очень глубоко поработали с проектами, мы знаем, что вы подготовили для нас комментарии, аналитические записки. Это очень ценно для нас. И я уверена, что у вас будет возможность высказаться сегодня. Что касается работы экспертного совета, она была большой. Дело в том, что мы подошли к подготовке этого конкурса серьезно и разработали совместно с театром, Эльфир Ильшатович, я думаю, скажет об этом отдельно, серьезное функциональное задание. И в рамках подготовки итоговых проектов прошло больше 45 консультаций с финалистами, многочасовых консультаций, непростых. Мы рассматривали решения как с технической точки зрения, так и с точки зрения реализуемости, с точки зрения соответствия контексту, символам и так далее. Мы не будем сейчас до конца презентации информировать вас о тех заключениях, к которым пришел экспертный совет, для того, чтобы не влиять на впечатление от презентации. Но с позволения Ильсура Раисовича, после окончания презентации мы зачитаем те выводы, к которым пришел экспертный совет, для того, чтобы вы могли принять их к сведению. Желаю продуктивной работы. Вчера мы сидели 10 часов, и, очевидно, легко не будет. Слово для приветствия предоставляется сопредседателю экспертного совета Эльфиру Якупову. Добрый день. Хочу начать свое слово со слов благодарности руководству нашей республики за то, что объявили вот такой конкурс, который заботится о гражданах своей республики. Мы в марте этого года написали функциональное задание. Вышло у нас всего 8 финалистов, а все, вроде бы задание только одно функциональное задание, но у нас появились 8 разных макетов, 8 заданий. Они все разные. Мы в течение 4 месяцев работали с финалистами. Каждый сотрудник театра, каждый начальник цеха вплотную работали с этими финалистами, рассказали о внутренностях театра, о жизни театра. И вот сегодня мы дошли до заключительного этапа. Дай Бог, чтобы у нас сегодня будет совместно такой хороший, полезный, удобная встреча, работа. Мы переходим к оглашению регламента. Наша работа будет строиться из 2 частей. Мы рассмотрим сначала первую четверку, затем будет обсуждение, и затем вторую четверку, всего 8 команд, после которых будет общее обсуждение, определение лидеров списка, голосование и ранжирование всех 8 команд с определением победителя.
Каждая команда представит нам свой видеоролик, презентацию, а также ответит на вопросы. Часть команд присутствует здесь очно, часть специалистов команд будут присутствовать дистанционно. Наше заседание проходит в гибридном онлайн-офлайн формате, когда часть членов жюри и участников находится офлайн в этом зале, а часть находится онлайн и также смогут активно участвовать в нашей процедуре. У каждого из вас на столах лежит бюллетень. Пожалуйста, начните с того, что подпишите этот бюллетень. Это основной инструмент определения голосов, подсчета голосов и выбора победителя. Вам необходимо заполнить фамилию, имя, отчество, а также поставить подпись для того, чтобы мы в конце заседания могли подвести итоги. Обратите внимание, что на втором слайде, на второй странице этого бюллетеня вы видите критерии. Всего у вас есть 5 критериев. Баллы и критерии были публично объявлены заранее. Финалисты также знают, по каким критериям оцениваются их работы. Эти критерии вытекают из функционального задания и требований конкурса. Вам необходимо будет заполнять графы сообразно критериям по каждой команде, и затем подсчет будет производиться по общему баллу. Обратите внимание, что в конце бюллетеня есть пространство для комментариев и особого мнения. Каждый член жюри, действуя на основе внутреннего убеждения, а также собственного опыта и знаний, может не просто проставить математические баллы, но также оставить особое мнение, комментарии и напутствия по отношению к командам и процедуре в целом. Они также будут учтены. Мы подготовили для вас небольшую презентацию, которая позволит вам погрузиться в контекст конкурсной процедуры и сориентироваться в том, как проходил этот международный конкурс. Важно отметить, что конкурс проводился по поручению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. В процессе организации были задействованы как эксперты театра и фонда Института развития городов Республики Татарстан, так и сама процедура проходила при непосредственной методической и экспертной поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, а также Исполнительного комитета города Казани. Конкурс носит международный характер, а также открытый двухэтапный характер. Все процедуры транспарентны, все документы публикуются на официальном сайте конкурса serce.tatar на русском, английском и татарском языках. Каждый может ознакомиться с ходом конкурса, а участвовать в конкурсе могли не только профессиональные архитекторы, но и специалисты смежных профессий, которые разбираются в оборудовании, акустических и световых системах, общественных пространствах, экономике, контентном программировании, всех тех областях, которые связаны с тем заданием, которое было выдано в рамках конкурса. Рабочими органами конкурса является жюри и экспертный совет, но новацией этого конкурса стало вовлечение также участников со стороны театра горожан, специального проекта, который был создан в рамках этой процедуры и таким образом осуществил представительство жителей города и республики в процедуре. Они также принимали непосредственное участие в заседании экспертного совета. Обширная география конкурса уже была представлена председателем нашего жюри, и мы хотим еще раз подчеркнуть, насколько большой интерес вызвал этот уникальный объект в мире среди архитектурного сообщества. У вас на экране 8 команд, 8 международных консорциумов, каждый из которых проводил огромную работу, непосредственно посещал Казань и выходил на территорию, некоторые команды неоднократно в рамках разработки конкурсных предложений. В ходе этой работы также проводились обширные консультации, в ходе которых каждый член команды имел возможность получать непосредственное консультирование со стороны экспертов и всех служб театра имени Галиаскара Камала, а также Института развития городов Республики и других институций, например, Управления главного архитектора города Казани, который непосредственно принимал участие в консультациях, и многих-многих других органов исполнительной власти и экспертных организаций, которые осуществляли содействие процессу разработки и участвовали в промежуточных презентациях. Общий таймлайн конкурса у вас на экране. Результаты будут объявлены завтра.
но и сама наша территория претерпела увеличение в ходе конкурса. Это была совместная инициатива со всех сторон, в том числе со стороны участников. Мы рассматривали изначально конкурсную территорию чуть более 2 гектар, но в процессе пришли к выводу, что важно расширить контекст проектирования и осмысления, и территория достигла 3,30 гектар общей площади. Наконец, принципы конкурсного предложения были отражены в ключевых документах конкурса. Важно отметить, что функциональное задание нашего международного конкурса было создано вместе с ведущими экспертами библиотеки имени Некрасова, а также фонда Институт развития городов Республики Татарстан. Это полноценное, подробное, детализированное техническое и функциональное задание и легло в основу работы наших конкурсантов. В составе проекта у каждой команды представлен сценарий развития конкурсной территории, объемно-планировочные решения развития конкурсной территории, архитектурные решения нового здания и экономическая модель с обоснованием стоимости реализации объекта. Конкурс носит не теоретический, но сугубо практический характер и направлен на выбор победителя для целей последующей реализации проекта. Ну и, наконец, завершающий слайд нашей презентации – это те критерии, те 5 критериев, которые были публично объявлены как критерии, по которым сегодняшние члены жюри будут оценивать каждую работу и на основе которых будет выбран победитель. Я думаю, что о театре «Горожан» мы сможем больше узнать в ходе нашей дискуссионной части. Я не буду подробно останавливаться на этом проекте. Мы готовы переходить к рассмотрению конкурсных предложений. Уважаемые члены жюри, по традиции мне бы хотелось задать вам вопрос. Есть ли у вас вопросы или комментарии по предложенной процедуре и голосованию, вы можете взять слово и озвучить свой уточняющий вопрос или предложение сейчас, прежде чем мы начнем. Если ни у кого нет вопросов и комментариев, мы готовы перейти к рассмотрению первой 4 финалистов. Первая команда, консорциум, который представит нам свою работу, это консорциум под лидерством архитектурного бюро «Мегабудка», члены консорциума, архитектурное бюро «Форм» и «Зарф». Татарский театр имеет огромное культурное значение. Он лежит в основе театров тюркских народов. Поэтому новое здание Татарского народного театра в Казани должно стать особым. Когда в здании читаются культурные слои и смыслы, создается та самая особая идентичность архитектуры народного татарского театра. Первый идеологический слой — это ландшафт. Театр находится в зеленой зоне, примыкающей к озеру Кабан. Геопластика скрывает основной строительный объем без необходимости заглубления и позволяет театру стать продолжением парка. Рельеф отсылает к зеленым террасам набережной озера Кабан. Террасы собирают осадки, которые хранятся в резервуарах под насыпным рельефом. Эта вода используется для полива и хозяйственных нужд театра. Также ландшафт формирует различные функциональные зоны, обзорные площадки и прогулочные маршруты. Следующий слой — лента с национальным орнаментом, которая отсылает нас к «Голубой шали», самой известной постановке театра Камала. В некоторых местах шаль приподнимается, формируя входные группы и наиболее эффектные визуальные связи между интерьером и парком. Местная легенда гласит о несметном ханском богатстве, спрятанном на дне озера Кабан. Поэтому объединяющим образом театра становится атрибут богатства — хасите — историческое татарское украшение с камнями. Как и хасите, архитектура демонстрирует высокий статус театра для всего Татарстана. Коробки залов и блок администрации напоминают драгоценные камни, которые возвышаются на холмистом рельефе. Каждый камень обладает семантическим значением и переплетается с функцией каждого объема. Восточный зал для проведения традиционных фестивалей похож на бирюзу, камень, почитаемый в Древнем Востоке как символ силы предков. Экспериментальной сцене универсального зала соответствует аметист, дарящий своему владельцу вдохновение и новые идеи. Большой зал — это сердолик,
Этот камень традиционно использовался как центральная вставка в ювелирных украшениях. В мусульманской религии считается, что он оберегает семейные ценности. А желтый топаз, как символ лидерства и мудрости, соотнесен с управляющим блоком администрации. Но фасады напоминают не только фрактальную структуру камней, в них читается преемственность переосмысленного советского модернизма. А созданные на основе элементов национальной архитектуры завершения вызывают у зрителей ассоциацию с праздником и запоминаются. Особую роль играет фасад административного блока. Он формирует фронт улицы и олицетворяет театральный занавес, превращая путь зрителя в театральное действо. Сначала посетитель пересекает открытую парадную театральную площадь, проходит под занавесом в арку и попадает в укрытый от уличного шума театральный двор с уличными перформансами. Здесь, через высокое стекло, зритель видит резную оболочку сердолика, объем центрального зала. Затем проходит в двусветное пространство фойе и попадает в зрительный зал. Интерьер зала большой сцены стилизован под городскую среду, как напоминание о том, что татарский театр начинался с улицы. Ориентация зрительных залов на различные стороны света создает возможность перемещения через общественное пространство между залами и позволяет создавать совершенно различные сценарии использования. Организовывать входы с любой из сторон в любой зал, объединять или разделять фойе и проводить мероприятия любой сложности. Таким образом, комплекс театра объединяет множество смыслов и превращает пространство в театральный ландшафт, интегрированный в природный парк. Здесь предусмотрено множество открытых и закрытых пространств для развивающего досуга. Ведь народный театр должен оставаться центром культурной жизни даже между спектаклями. Театр становится не только пространством для театральных представлений, а настоящим сердцем татарской культуры и общественной жизни горожан. Мы мощный консорциум, у нас много участников, и мы понимаем не только, как придумать что-то, но как и реализовать. Сегодня с нами на Zoom-связи находится генпроектировщик и театральный технолог, и будут готовы ответить на вопросы. Мы задались вопросом, а что, как вообще должен выглядеть вот это новое здание театром? Он должен быть традиционным, да, или современным? Должны ли мы сохранять преемственность как напоминание о существующем здании театра или должны полностью перечеркнуть и сделать его заново? Вообще есть такой стереотип, что татары очень любят... простите меня. Татары... Вчера я не ошибся. Татары очень... Как будто бы стереотип, что татары... Да. Татары очень любят как будто бы визуальное такое богатство. Должны ли мы вот к этой декоративности, которая выражается в архитектуре, следовать, или должны сделать что-то глобальное, и, глобалистское и лаконичное? А также вот стремление к формализму, оно среди доминантных объектов очень читается. Должны ли мы продолжать эту тенденцию, или должны сделать что-то абстрактное? И вообще театр — это же очень большая, доминантная, казалось бы, значимая вещь. Должны ли мы показывать ее, или должны создать прецедент и скрыть театр вообще, там, условно говоря, под землей, да? И вообще Татарстан — это про Запад или Восток? И мы поняли, что чтобы создать современный театр, но основанный на традициях, вот это современное здание, и создать ему новую идентичность, мы должны находиться в балансе, сохранять вот дуальность между этими, каждым из этих понятий. И тогда у нас родится новый стиль. Как мы вообще его придумали? Мы проанализировали очень много отсылок и слоев, культурологических, экономических, градостроительных, всяческих ических слоев мы проанализировали и придумали, разработали специально для этого театра особый стиль. Вот он есть только здесь. И он весь на дуальности. Вот смотрите, даже это не только в дизайн-коде выражено, это в объемно-пространственной композиции. Мы достали основные объемы залов и разбросали их, растащили их по рельефу, потому что театр находится в парке. Вот нам не хотелось, чтобы, знаете, люди шли по парку и видели какое-то моноздание, монообъем. Мы поняли, что залы, вот эти вот камушки, да, о которых мы рассказывали, они являются продолжением ландшафта, таким образом сформируя прям целый театральный ландшафт. Мы это назвали так. И, кстати говоря, по структуре это вообще напоминает, знаете, какое-то животное, потому что театр — это живой организм, во главе голова, мозги — это администрация управляет, внутренние органы — это театральные, значит, объемы, и все это соединено хребтом таким функциональным. И вот хасите, я напомню, да, вот залы напоминают хасите, они вроде как с одной стороны тоже дуальность
они разбросаны, а с другой стороны, ведь Хасите, у нее есть вот эта вот подложка, и вот эта вот подложка — это рельеф и террасы, которые все вместе объединяют, да, и объединенный, и разделенный. И за счет того, что мы разнесли залы, у каждого зала оказался свой вход, характерный для этого зала и характерный на пространство, на которое он ориентирован. Потому что мы понимаем еще такой момент, что со временем градостроительная ситуация в Казани сильно меняется. Есть планы построить метро, продолжить, значит, набережную дальше, расширить улицу, очень-очень много всего. Непонятно, когда все это совершится, и мы не можем построить сейчас здание, да, а потом окажется, что мы сделали не там вход. Мы должны в любой момент, когда его построили, иметь вход с той стороны, с которой нужно, а потом при необходимости его даже переделать. Вот, и посмотрите, вот, например, вот с этой стороны, это улица Назарбаева. Здесь у нас вот административный управляющий блок. Он решен как такая классическая градостроительная концепция, когда мы сделали фронт улицы, отодвинули его, такой красивый портик сделали, открытую театральную площадь, проходим внутрь, и здесь не то интерьер, театральный дворик, не то экстерьер, не то парк, не то город и так далее. Восточный зал, он ориентирован на воду, он раскрывается сюда и на водную сцену, а Black Box, как более неформальное пространство, соответственно, на парк. Да? Вот. С другой стороны, обратите внимание, вот здесь вот стоят пятиэтажки, и всю жизнь люди из пятиэтажек смотрели на парк, а мы сейчас вот здесь вот строим здание, большое здание, и загораживаем им парк. Некрасиво. Мы не можем здание заглубить, технологически это достаточно тяжело сделать. Что мы сделали для того, чтобы людям сделать приятно? Во-первых, за счет того, что мы растащили залы, мы сохранили визуальные связи с озером. Во-вторых, мы сделали физический прострел, то есть можно пройти со стороны Хади Такташа прямо в парк. Дальше вот это крыло театра мы отвернули, здесь создали приглашающий такой скверик, который заодно закрывает технические подъезды. И террасы мы обернули и с этой стороны. На террасах у нас посажены кусты, небольшие деревья, за счет чего фактически это зеленая стена, да, получается. Вот. И давайте спустимся вниз. В архитектуре, в дизайн-коде у нас множество отсылок к элементам, но они все переосмыслены. Мы не мажем жирно, да? Мы стараемся все переосмыслять. Вот это вот как раз, это вот как театральный занавес, вот это вот фасад с улицы Хади Такташа, административный блок. Здесь, значит, медиафасад, люди проходят под него, за счет контраста пространств они попадают из одного пространства в другое, низкое, освещенное сверху, потому что это же камень, он светится, в театральный дворик, и там, значит, артисты уже есть, там общение, там стеклянная оболочка, где виден красивый зал. А вот с другой стороны Black Box, посмотрите, значит, по террасам мы сразу же можем подняться и по лестницам, и по пандусам наверх на галерею, которая охватывает театр. И здесь прям видовые площадки. Вот конкретно эта видовая площадка прямо на ось старого существующего здания театра Камал. Зимой тоже все отлично работает. Здесь сразу, смотрите, есть входы на второй этаж. Вот на втором этаже у нас представлено такое важное пространство, как сердце театра фактически, буфет. Буфет, но это не просто буфет, это расширенный буфет, там выставляются художники, там проводят встречи с артистами, это большое интересное пространство, в которое можно попасть вообще минуя театральные пространства основные, но также оно может к нему присоединиться. Мы создаем культурный центр, и на самом деле даже вот в оболочке я поясню, что мы не делаем такие прям отсылки очень конкретные, мы все равно переосмысляем. Например, вот эта вот голубая шаль, она перфорирована функциональными такими отверстиями, стекляшечки туда вставлены, стеклоблоки. За счет этого создается игра света и тени в интерьере. Это очень интересно. При этом, обратите внимание, мы не делаем сплошное стекло, нет. Мы делаем стекло там, где нужно. Когда люди выходят, они видят красоту. И когда заходят, они видят красоту. Да? И обратите внимание, если днем это все такое белое, складчатое, то вечером эти коробки залов, они подсвечиваются в цвета своих камней. Элементы архитектурной идентичности у нас тонко выражены в интерьерах, и в проекте разработана концепция материалов и колористики. И если снаружи в дневное время у нас залы, они максимально нюансные, монохромные, то, переходя во внутреннее пространство, они у нас всегда яркие, всегда разноцветные. И цвет керамической плитки каждого зала в отделке, он соответствует своему драгоценному камню. Фойе представляет собой петляющую ленту между объемами вот этих залов, про которые мы вам рассказывали. И эта лента, переходя от зала к залу, меняет свой характер, свою атмосферу и свое назначение. Фойе главного зала
зала, оно самое просторное, многосветное, торжественное, парадное. Это своего рода городская гостиная для места встречи и времяпрепровождения гостей театра, и в то же время это своего рода внутренняя площадь для организации культурных мероприятий. Далее фойе перетекает в галерею. Это словно такой ручей с быстрым течением. Это галерея променадная. И она плавно огибает объем круглого зала. Если увидите, то это очень лаконичное пространство. Это такой своего рода белый холст, который театралы могут заполнить так, как им нужно. Так как пространство динамичное и променадное, оно идеально подходит для организации выставочной галереи. Соответственно, в этих пространствах можно вывешивать афиши, плакаты и экспозицию театрального музея. И нужно сказать, что главным украшением этого лаконичного, с одной стороны, пространства становится игра света и цвета за счет солнца, вот, который как раз-таки пробивается через вот эту оболочку и транслирует вот эти символы солнца через перфорацию на пол фойе. И далее вот эта вот галерея фойе приводит нас в пространство перед экспериментальной площадкой блэкбокса. Это самое неформальное, наверное, такое локальное пространство, самое современное. И это и есть как раз-таки то место для проведения творческих встреч, для организации локальных лекций, встречи жителей. И это самое такое, наверное, одно из главных мест пересечения артистов и гостей театра. Я далее передаю слово Павлу, он расскажет про интерьеры залов. Спасибо большое. Архитектура зрительных залов сознательно решена лаконично. Дело в том, что мы убеждены, что театру и татарскому театру в частности не нужна яркая архитектурная рамка, ведь самое важное происходит на сцене. И если снаружи театра и в его общественных интерьерах именно объемы залов — это самые яркие пятна, то внутри залов одним из главных цветовых акцентов являются ряды зрительских кресел. Это именно те самые камни, потому что мы считаем, что основное богатство татарского театра — это зрители. Так, например, в большом зале зрительские ряды покрашены в оттенки камня сердолика. С другой стороны, другой важный аспект, который нам хотелось отметить, это связь татарского театра с ландшафтом, как городским, так и природным. Так как на заре своего существования татарский театр, его постановки зачастую происходили на фоне городских декораций. И если, например, в круглом зале связь с внешней средой непосредственно через наружное остекление, то в случае большого зала нам хотелось симулировать городскую ситуацию, создать у зрителей и у актеров ощущение того, что представление происходит под открытым небом. Так, например, потолок зала напоминает ночное небо. Он практически растворяется, и мы видим лишь характерные светильники, которые напоминают звезды. Зрители попадают в зал через колоннаду, которая напоминает здание, или скорее модель здания, выполненную в дереве. Собственно, потолок перетекает в сценический портал, и здесь происходящее на сцене становится главным, центральным. Либо мы видим занавес, который по своему рисунку напоминает камень-сердолик. На примере круглого зала хорошо видно, как расставлены цветовые акценты. Действительно, зал снаружи яркий, внутри же главное внимание на сцену и на зрительские места. Боковые стены зала сегментированы и решены просто и лаконично. Универсальный зал — это трансформируемая, хотел назад прилистнуть. Да, это трансформируемая площадка, которая обнесена периметральной галереей, которая позволяет организовывать различные сценарии доступа актеров и зрителей в зал. А основным архитектурным мотивом этого зала становится модульная решетка, универсальная, которой подчинены все элементы этого зала. Универсальная решетка для универсального зала. В решетку вмонтированы светильники, которые позволяют организовывать различные сценарии подсветки в зависимости от требований сценографии. Передаю слово Артему. Важно, что они могут совмещаться, либо разделяться. Условно говоря, люди могут заходить с одной стороны, попадать в другой зал, с другой в другой зал и так далее. При этом независимо может работать пространство на втором этаже, либо быть присоединено к пространству одного из залов. То есть как угодно. Большая мобильность здесь есть. И при этом я отмечу еще раз, когда люди выходят, нам важно, что люди чувствуют, когда выходят из зала. Они выходят после представления и тоже должны видеть какую-то красоту. Поэтому мы ни в коем случае не стали там в сторону домов ориентировать. Каждый выход из зала — это выход, возможно, в природную территорию. Это важно подчеркнуть. Что касается самой планировочной структуры технических и актерских помещений. Вот залы, это первый этаж основной. Вот залы. Все они
соединены блоком технических помещений. Здесь производственные, основные мастерские, подвоз, и при этом все выведено в один уровень. То есть мы приезжаем сразу с улицы, и вровень сцены, очень удобно разгружаясь, монтируя декорации, мы привозим до любой сцены по самому короткому маршруту. Поднимаясь наверх, вот здесь уже актерские, пошивочные и гримерные. Значит, тоже обратите внимание, отдельные связи для актеров, которые не пересекаются с техническими коридорами на первом этаже. И также актеры очень быстро попадают в каждый зал из центральной зоны. Вот. И наверху тоже актерские. У нас есть кабинет, значит, здесь режиссера. Вот, здесь есть внутренний театральный дворик для непосредственно самих работников театра, ну, условно говоря, курилка, да, чтобы было комфортно. Вот. И здесь, обратите внимание, вот этот административный блок. Вот. В торце очень красивый вид. Близко сидит директор в роскошном кабинете тоже. Вот. И важный вопрос про парковку. А где нам разместить парковку? Потому что мы не можем заглубляться. И мы подумали, что самое замечательное — разместить парковку вот здесь. Вот она. Она под той самой площадью, которую мы создали, подчеркнув вот это вот городское пространство, сделать его понятным. Парковка в один уровень, фактически без заглублений, просто за счет перепада рельефа. Мы с парковки сразу же выходим во внутренний дворик. У нас здесь и коворкинг, и кафе, и магазин, и входим в основное пространство. Либо для работников театра мы сразу же попадаем во все объемы. Очень удобно. И отсылки эти смысловые, они есть не только в экстерьере, в самом здании, они также есть и в благоустройстве. Очень много. Мы продолжаем тему воды, хасите, отсылки к историческому зданию театра Камал. Я не буду все перечислять. И террасы. Вот, например, про террасы, это вот благоустройство фрагмент, но сейчас сосредоточимся на террасы. Террасы — это сложное инженерное сооружение, техническое, потому что мы хотим продолжить этот тренд на экологию, который был задан недавно реализованными каскадом террас, которые очищают воду в озере. Да? И мы подумали, что да, давайте мы будем собирать здесь тоже воду, под грунтом разместим резервуары для хранения воды и для пожарки, а также мы посчитали с генпроектировщиком, что вот этот слой грунта, во-первых, он не требует дополнительного отопления, то есть они не замораживаются, а во-вторых, сама эта структура плюс грунт, она существенно позволяет экономить электроэнергию на обслуживании. И вообще у нас получается тренд на экологию, мы сделали недоминантную доминантность, мы не только встроились в контекст, но и организовали его, мы сделали не просто культурный центр, а целое культурное событие для самого огромного количества человек. И мы воспитываем в молодежи тягу к современности, к традиционности через переосмысление идентичности. Таким образом, мы создали вот этот новый идеальный дом для театра Камала, и при этом недорого. Благодарим вас за презентацию. Время истекло. Спасибо. Простите меня, пожалуйста, я очень волновался. Мы с вами переходим к сессии вопросов и ответов. Уважаемые члены жюри, вы можете задать свой вопрос команде. А можно спросить, а вот у вас есть репетиционные залы, и есть здания достаточно далеко друг от друга стоящие, да, там центральный зал, есть блэкбокс, есть еще, это все... Можно дойти из одного места? Да, конечно. Смотрите, все актеры, которые занимаются непосредственно в залах, они сосредоточены в центре. Они находятся близко с каждым залом, при этом есть еще перехватывающие небольшие гримерки рядом с каждым залом. Вот здесь вот это основное рабочее пространство для репетиций. А также вот здесь под номером 54 это репетиции для студентов. Они могут раскрываться вообще во внутренний дворик и проводить здесь и мероприятия, тренируясь просто на прохожих, условно говоря. Но все находится в центре, да, а потом распределяется в залы, поэтому это недалеко. Другой не выходя на улицу? Да, конечно, 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 конечно. Есть ли еще вопросы? Я напоминаю нашим онлайн-членам жюри, что вы также можете поднять руку в системе и задать свой вопрос онлайн. Дэвид Базульта хотел бы задать свой вопрос команде. Дэвид, вам слово. Большое спасибо за участие. А не могли бы описать
Каким образом вы будете разрабатывать опыт посетителей днем или днем? Каким образом они смогут посетить берег, воду? Как это будет связано с внутренними пространствами? Спасибо за вопрос. Я надеюсь, что я успею долистать, да, у нас есть дополнительные слайды. Во-первых, смотрите, мы разработали программу сценарную, как можно проводить время не только внутри театра, но и снаружи, на рельефе. Вот эти сценарии разного из пространств. Самое интересное, я сейчас вернусь на планировку и покажу вам. Возможно, я действительно говорил близко и быстро, и при переводе это, возможно, утекло. Сейчас я вернусь на планировку. Значит, смотрите, про опыт зрителя, который сходит с Назарбаевой, я сказал, это прям такое целое приключение. То есть мы начинаем проживать театр уже на подходе к этому театру. То есть мы проходим через некое театральное действие, готовимся к нему и попадаем. И это прям предвкушение через систему кардинально разных по характеру пространств. Вот, например, вот этот зал, да, он ориентирован, поскольку на воду, мы можем вообще зайти с набережной и также выйти на набережную, потому что на самом деле стены-то открываются, и после представления можно вообще продолжить даже это представление прямо на улице со связью на воде. Вот этот, да, здание, в смысле блок блэкбокса, здесь у нас вот это вот фойе опоясывает зал, и у нас здесь находится как раз вот этот амфитеатр для того, чтобы проводить не только театральные какие-то действия, встречи, а действительно просто читать лекции, условно говоря, и заниматься чем угодно. А также у нас вот, значит, это первый этаж, да, фойе залы, а вот на втором этаже вот это вот как раз театральный буфет, смотрите, он с одной стороны может связаться с этим пространством, с фойе блэкбокса, может связаться с фойе круглого зала, может перейти к фойе, к балконам главного зала. Но при этом за счет того, что у него вот эти террасы есть возможность войти вообще сразу с улицы, днем, вечером, ночью, когда угодно, и, собственно, наслаждаться функциями, которые там предусмотрены. У нас также есть вот этот сценарий. При этом в основном мы понимаем, что представление, спектакли проводят вечером, поэтому и может идти подготовка, поэтому возможно пользоваться и фойе залов, если на то есть возможности, но также можно и отдельно пользоваться вот этим пространством, вообще минуя пространства, которые примыкают к залам. Это тоже, для нашего взгляда, кажется важным. И также я заострю внимание на функции вот этого театрального дворика. Понимаете, улица шумная, Назарбаева, очень шумная улица. Здесь тихое пространство за счет того, что мы сделали эту ширму. Мы как бы сделали загадку этому театру для того, чтобы там делать селфи. Мы вошли внутрь и увидели, что здесь, значит, пространство, где как раз первый осуществляется контакт актеров, которые выходят. Здесь могут, значит, студентов, которые общаются. Здесь сразу же у нас выходит коворкинг, общественный культурный коворкинг. У нас работает кафе, которое работает и на внутрь, и на улицу. У нас есть книжный магазин, и поэтому, на самом деле, это такое комфортное пространство для комфортного времяпрепровождения. И также сезонно. Обратите внимание, у нас были водоемы внизу, для того, чтобы театр отражался. Это небольшие 5-сантиметровые такие водоемы, и они зимой замерзают и просто превращаются в каток. А водоемы почему? Потому что вода — это, собственно, очень символичный для мусульманской культуры элемент. Поэтому мы также сделали воду. Надеюсь, я ответил на вопрос. Будут ли еще вопросы? Да, прошу вас. Ну, прошу простить, у меня вопрос не уровня полета фантазии. Просто, к сожалению, это не первый опыт, когда образ создается, а потом вот у меня большой опыт ходить по кровлям, в подвалы. То есть как будет потом эксплуатироваться. Поэтому я прошу, чтобы каждый участник, ну, начиная с вас, может быть, вам будет менее удобно, конечно, ответил на вопрос, как будет удаляться снег с покрытий, с ваших плоских террас, потому что мы живем в нашем климате, как говорится, велика Россия, а снег откидывать некуда. Хорошо, спасибо большой вопрос, и у меня готов ответ. Значит, во-первых, вот эта кровля, она
озеленена, но при этом люди туда не выходят на эту кровлю. Там просто лежит снег. У нас заложена нагрузка 350 килограмм на квадратный метр для того, чтобы снег лежал. Потом он тает, по решетке в ливнестоке, они отапливаются, и они подходят в террасы, да, чтобы не сбрасываться вычистные, они сразу проходят под террасы, и там очищаются через систему грунта. Очищается только вот эта, вот видите, обходная терраса, она фактически важна нам. И подходы к ней, пандусы, вот они нарисованы, пандусы и лестницы. Ширина рассчитана как раз для того, чтобы Bobcat туда проехал и просто почистил ее физически. Фактически мы чистим только вот это и вот благоустройство вокруг, которое является мощеным благоустройством. Соответственно, вопрос еще по закрытый театральный дворик, потому что как оттуда вычерпать снег, его же никуда не денешь, да? Там мы решили следующим образом. У нас отапливается отопление, но чтобы не тратить много электроэнергии, только периметр дворика, в центре снег складируется, и у нас отапливаемые приемные решетки, куда, собственно, через некоторое время там плавильника у нас нету, естественно, но когда он тает, он туда тает. Я бы хотела дополнить своего коллегу. Надо отметить, что вот эта система зеленого каскада, которая обволакивает у нас весь театр, это, как бы, ну, можно сказать, каскады озелененные, соответственно, снег тоже спокойно там лежит, укрывает растения на зиму, и в то же самое время мы решаем таким образом проблему, что у нас там с кровли снег не падает, да, на голову зрителям, то есть он как бы лежит вот на этих каскадах и плавно к лету тает. Да, именно с точки зрения как раз экономики и эксплуатации у нас достаточно экономичный получился проект, ну, по крайней мере, по тем аналогам, которые мы считали, смотрели. То есть, например, если бы мы сделали полностью эксплуатируемую кровлю, ну, была бы проблема, да, ну, мы дорожку, что ли, будем чистить какую-то, да, непонятно. Нет, мы сделали только функциональную террасу обходную. Согласно техническому заданию, насколько я помню, я могу сейчас соврать, по-моему, здесь размещается 178 машиномест или 175, я точно не помню, и еще 30 машиномест вдоль улицы для посетителей парка. То есть, условно говоря, мы подразумеваем, что, скорее всего, у нас же есть удобный доступ для такси, есть автобусная остановка, которую мы там запроектировали, и мы понимаем, что, скорее всего, эта парковка будет платная, потому что возможно ее модерировать. Да? Ну, для сотрудников, естественно, бесплатно, сколько-то мест, по-моему, 30, если я не ошибаюсь, тоже ПТЗ выделены для сотрудников, у них есть отдельный, значит, пожарный отсек для машин сотрудников. Вот. А посетители парка, конечно, могут воспользоваться и платной парковкой днем, если они хотят заплатить, но есть это 30 мест бесплатной парковки на улице вдоль вновь скоро благоустроенные и расширенные улицы Хади Такташин. Есть ли еще вопросы или комментарии у членов жюри? Если вопросов больше нет, у вас остается 5 минут времени. Если вы хотите сообщить нам что-то еще, у вас есть такая возможность. О, спасибо. Хорошая возможность. Мы не готовились. Вопрос. Вот то, что касается функционала, театрального, собственно, конкретно, когда это правильнее обсуждать уже на нашем заседании? Да, мы послушаем 4 проекта, после этого у нас будет потом, обсуждение. Да? Сейчас только вопросы. А комментарии мы обменяемся после этого. Давайте я скажу, вот у меня осталось 4 минуты, если не возражаете, Сергей, могу, да, воспользоваться ситуацией, если вы хотите задать вопрос, вы можете меня прервать, сказать: Артем, замолчи, и задать вопрос. Вот, а я расскажу. Значит, принципиальным для нас вот в создании этого театра есть несколько моментов. Я хотел бы, чтобы вы на них акцентировали внимание. Во-первых, мы стараемся идентичность вот эту вот не выпячивать и показывать, а ее прямыми такими цитатами, а ее переосмыслять. Например, вот эти вот узоры — это переосмысленные узоры символа солнца, да, которые здесь нанесены. Солнце, смысл, солнце действительно проникает через символ солнца, оставляет свой след в театре. То есть... И в то же время нужно добавить, да, что это, в принципе, традиционный символ татарской деревянной архитектуры. Мы решили его переосмыслить и привнести сюда. А дальше еще очень принципиальный момент, что с этой стороны мы не стали делать стену. Вот у нас очень много было вариантов, когда здесь получается стена, но мы поняли, что, блин, ну людям некомфортно. Дома не будут в ближайшее время сноситься, перестраиваться. Они не должны смотреть на стену, мы минимизировали это. Дальше мы сразу же отказались от идеи сделать вообще вокруг периметральное остекление. Вы разрешили, Артем, замолчи. Да, извините, пожалуйста. Это просто больной вопрос. Это первый минус нашего здания, современного, нашего сегодняшнего. Это акустика.
помимо цветовой гаммы, ну, в основном, конечно, главного зала, как это там решается вопрос с акустикой, это, ну, высчитывается, это инженерные технологии какие-то, что это? Это вообще-то вопрос, конечно, ко всем участникам, потому что хотелось бы, чтобы на это, ну, обращали внимание, потому что это, ну, для нас, как актеров, ну, самый первый минус, большой минус. Да, конечно. Смотрите, в большом зале, в частности, у нас используются 3 вида материалов. Если вы заметили по картинкам, Артем, можно попросить перейти. Да. Там черный материал в области рядом с порталом сцены, боковые рифленые стены и сзади портик деревянный. Все эти 3 материала обладают разными акустическими свойствами. Например, область вокруг портала сцены наилучшим образом отражает звук. Рифленые стены боковые, они хорошо как отражают, так и поглощают. А задний портик детализированный, ну тут как бы все понятно, что высокая детальность хорошо работает акустически. Кроме того, форма зала, его потолок, она тоже работает. Но, естественно, точные параметры акустики – это, наверное, вопрос, который решается на более подробном этапе проработки. Естественно, мы об этом думали. Спасибо. Продолжу про остекление. Мы отказались от идеи сделать там периметральное остекление, у нас было в первоначальных вариантах, именно для того, чтобы, во-первых, вот этот тренд на экологичность, если мы сделаем остекление, это большие теплопотери, мы их минимизировали и сделали освещение от остекления только там, где нужно. Вид на зал, выход из зала, это важно отметить. Да? Вот. И еще очень важный момент, то, что образ, который мы использовали, это на самом деле это система образов. Фактически это даже отсылка, если хотите, там, к слоеному пирогу, да, какой-то. Это некий такой слоеный пирог с множеством смыслов, которые объединяются. И в этом тоже есть дуальность. То есть вроде, с одной стороны, мы не взяли очень конкретного визуального образа, да, его как будто бы здесь нету конкретного. Но с другой стороны, любой человек увидит что-то знакомое и попытается угадать, какие образы и какие смыслы мы сюда вложили. И это тоже вот про эту дуальность, чтобы создать что-то современное, мы в любом случае должны переосмыслить традиции. И я думаю, что на этом прям важный акцент тоже стоит сделать. Ну, здесь хочется сказать, что все-таки хочется напомнить, да, что это прежде всего конкурс на идею, на концепцию. И несмотря на то, что мы не хотели отрываться, улетать там в небеса, да, мы действительно продумали наиболее рациональное решение. Все-таки мы много думали про философию этого проекта. У нас были установочные сессии, организованные для нас просто замечательным образом, и там мы смогли услышать и работников театра, и зрителей, которые действительно болеют за это место и очень переживают за то, что будет дальше вообще, собственно, с театром Камала. И на самом деле вот у нас даже был спектакль, подготовленный горожанами, мы максимально впитывали все, что они нам постарались передать, и они сказали, что они бы не хотели каких-то кричащих образов, они бы не хотели, чтобы татарские орнаменты, да, там крупно, максимально давили на них, кричали. Они хотели тонких отсылок, и они хотели, чтобы здание было снаружи, может, таким даже лаконичным, да, современным. Есть такой запрос на то, чтобы вот в Казани появилась современная архитектура, но в то же время они хотели попасть внутрь и почувствовать там родной дом, родной дух и место, где они будут себя идентифицировать действительно как татарский народ. И да, я думаю, что нам как раз удалось, здесь важно подчеркнуть, вот сделать вот этот прецедент не характерный, но задающий тренд не доминантной доминантности. То есть мы сделали важное здание, но при этом его частично скрыли и растворили в ландшафте. Средовой подход. Да, спасибо. Время сессии вопросов и ответов завершено. Давайте поблагодарим команду. Вы можете перейти в зону ожидания. Уважаемые коллеги, мы напоминаем, что наше заседание идет в прямой трансляции посредством YouTube-канала, а также Facebook на 3 языках – русском, татарском и английском. Для наших онлайн-участников вы можете выбрать перевод внизу с помощью кнопочки «Перевод» в окне трансляции. Для участников, которые присутствуют офлайн в зале, напоминаем вам, что первый канал – это русский язык, второй канал – английский язык и третий канал – татарский язык. У каждого из вас есть оборудование для синхронного перевода, вы можете работать на любом из 3 языков. Мы переходим к следующей команде, которая представит нам свое конкурсное предложение. Это консорциум под лидерством Казанского государственного архитектурно-градостроительного университета. В составе консорциума Shanghai Dapei Architectural Design и Диалог.
Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Крайне рады вас видеть и очень рада представить свою работу, которая называется «Зеленая шаль. Концепция нового здания театра Камала». Наша работа выполнена под девизом «Театр – это маленький город, а город – это большой театр». Прежде чем приступать к работе над театром, были проанализированы основные объекты, основные построенные в Европе, то есть в Азии, и сделан был ряд определенных выводов, которые были сформулированы в виде принципов, которые были, конечно же, заложены в наш проект. Один из главных девизов, то есть театр – это город, а город – это театр. То есть, и, конечно же, в первую очередь необходимо думать о том, кто здесь будет работать, кто здесь будет посещать, то есть и все сопутствующие. Следующий тезис, что город – это синтез искусств, и современный театр – театр – это синтез искусств, и современный театр готов в состоянии, то есть себя включать новые виды искусства. Современный театр и в том числе, то есть наш национальный театр татарский, то есть это сочетание, синтез высокой культуры, народной культуры и массовой культуры, да? А учитывая, что это новое издание, то мы должны думать и об этом, и о том, что то, что мы строим сейчас, то есть это подарок для будущих поколений. И вот анализ театра Камала показывает, что история театра Камала, что строительство нового здания, то есть приведет, конечно же, к новому скачку, привлечет внимание, то есть и позволит решить такую важную проблему, как вот отток посетителей театра. Анализируя, кто будет у нас посещать театр, то есть у нас сложилась такая, может быть, банальная фраза, но посетителями, то есть и потребители нашего театра являются все, да? Все, то есть от маленького возраста, от тех, кто здесь сидит, от тех, кто, может быть, в данный момент сейчас вот рождается в наших роддомах, то есть дети маленькие, которые уже совсем скоро пойдут в наш театр, то есть поэтому здесь особая ответственность, особое решение, то есть что это размышление о том, что театр для нас и нужно строить именно для нас, тогда все, кто здесь изображен, придут в этот театр, и театр Камала всегда будет популярен. Основные тезисы, которые мы заложили в нашу концепцию, хотелось бы их озвучить, они касаются 3 групп. Это сотрудники театра, это комфорт, самореализация и стабильность. Под девизом «Театр – второй дом». Создать максимально комфортные условия для работы, самореализации, это естественное освещение, инсоляция, возможность приложения труда, работа в течение дня, место, где можно оставить детей, детский клуб, образовательные функции. Для горожан основные тезисы – уют, интерес и открытие. Мы создаем модель, в которой все горожане, независимо от того, понимают ли они татарский, являются ли они носителем этой культуры, да, могут прийти в наш театр, самореализоваться, поэтому у нас большое количество культурных функций. И город, да, поскольку это реализовать городу, то мы предлагаем модель, которая позволит городу к этому объекту как бы относиться более уверенно, надежно, с надеждой на будущие коммуникации, что те решения, которые мы заложим, позволят городу, точнее театру, не быть обузой, то есть не быть как бы таким, то есть не поглощать, скажем, бюджет. Да? Основная идея, то есть нашего театра – это обращение к природе, да? Поскольку природа для татарской культуры является бесконечным, нескончаемым источником вдохновения. Это в литературе, в музыке, в искусстве можно наблюдать. Градостроительный анализ показал, что место заслужило, то есть да, в результате своего развития заслужило, то есть пристального внимания, то есть и вот некий виток развития, когда здесь были раньше лес, сады, и сейчас мы предлагаем все-таки, да, здесь создать парк, полноценный парк, как некий такой элемент исторической справедливости. Поэтому наша концепция заключается в том, чтобы сохранить то обещание, которое было дано городом для горожан, с созданием парка, и туда внедрить театр. Театр с развитой функцией и некой такой с зеленой шалью накрыть театр, чтобы сверху прорастала зелень, а внизу под покрывалом, под этим одеялом зеленой шали, то есть прорастала наша культура. Концепция предполагает, конечно, предварительный анализ, и мы тут, конечно, хотели бы сказать, что не хотелось бы, да, то есть создавать на данной территории отдельно стоящее громоздкое здание, здание-икона. Мне кажется, эффект Бильбао здесь не сработает, поэтому любое появляющееся крупное здание уничтожит озеро Кабан, и мы против повторения ошибки еще с того здания, когда появилось крупное здание, это Старотатарская слобода пострадала, и
отчасти и другие слободы, которые тоже подходили. Поэтому мы за то, чтобы органично набережная превращалась в парк и была кульминацией развития тех набережных, которые сейчас построены. Здесь принципы развития. Здесь некий такой финальный образ, то есть праздник, День города, когда вот все горожане приходят в наш театр, распределяются по парку, по площадям. Некий такой образ праздника. Градостроительное решение представим в виде геймплана. Как вы, наверное, видите, мы предлагаем избавиться, то есть, от заправки, то есть мы рассматриваем всю территорию, то есть и набережная органично, то есть, да, переходит наш объект. Также мы представили развертки, то есть есть зимний геймплан, чтобы показать, что зимой это тоже все работает. И вот здесь еще небольшая такая концепция, то есть нашей выездной сцены, то есть театр на воде, то есть она представлена в виде такого модуля, который может по металлическим конструкциям выезжать до самого центра озера и работать на большие мероприятия, потом находиться рядом, то есть, да, это небольшие концерты внутри, находиться на театральной площади и распределяться для каких или иных каких-то фестивалей. Это панорама с улицы «Птичка со стороны улицы Хайтакта», чтобы показать озеро, Средний Кабан. А это вид со стороны, то есть Среднего Кабана, со стороны зоопарка, чтобы показать, что и с этой стороны, когда люди въезжают на поезде в Казань, видят вот такой приятный вид. Это противоположный берег. Это с воды, то есть наш холм. А это полностью противоположная, то есть сторона, то есть Хади Такташ, улица Назарбаева, то есть здесь открывается наш фойе. Это улица Хади Такташ, когда видим границу между фойе и парком. Это зимний вид, когда все вот пространства, которые скрываются под холмом освещены. Ночной вид. Функциональная программа, которую хотелось бы особо объяснить, то есть это холм, внутри него располагается очень четкая структура, которая делится на две части: улицы, театральная улица, на которую выходит 5 основных коммуникаций, которая позволяет театралам, то есть и горожанам, то есть легко ориентироваться в этой структуре. Четкое деление на две части: часть фойе с залами, то есть и служебная часть, образовательный центр. Основные 8 блоков: образовательный центр, фойе с залами, медиа-центр, административный, театральный клуб, квартал мастеров и гримерки. Здесь все блоки. Здесь мы с другой стороны можем увидеть фойе, 3 зала и вот нижний уровень, то есть где у нас располагается гардероб, 2 гардероба и нижнее фойе. План, который показывает нашим вот голубым цветом театральную улицу, на которую выходят все основные блоки. Это цеха, это склад, это репетиционный зал, это все 3 зала, это театральный клуб. Здесь вот мы видим галерею, потому что театральная улица, которая растекает и собирает весь театр, подступает к галерее, по которым театралы могут перемещаться, передвигаться по всему театру, попадая в любое пространство нашего театра. Любое помещение в театре имеет естественный свет и четкую структуру. Здесь мы видим музей. Дальше. Это вот важно было показать на отметке, то есть ниже, то есть это большая парковка и гардероб. На разрезе мы видим основные сечения для вопросов. И вот развертка фасада. Наш театр состоит из 9 основных блоков. Театральная улица Идель является его главной артерией, соединяет все блоки театра. Эпизодически она может превращаться в экспозиционное пространство и место проведения театральных шествий. Она защищена от осадков, освещается естественным светом и не отапливается. Все мастерские по производству декораций, костюмов и реквизита собраны в квартале мастеров СТА. Зрители могут непосредственно подглядеть за происходящим в цехах через театральную улицу. Театральный клуб «Таун» — это сердце театра, где происходит внутренняя жизнь его большой семьи. Двухслетное пространство с амфитеатром позволяет проводить капустники и публичные камерные мероприятия. Актуализирует работу театральной труппы, а также является дополнительным пунктом монетизации медиацентр ХИС, где на специализированном оборудовании производится аудио-видеозапись, размещена радиостанция «Камал». Образовательный блок МИ – это центр дополнительного образования, посвященный изучению татарского языка и культуры через занятия творчеством и театральное искусство. Центр обособлен как институция, имеет отдельный вход, внутренний двор и выход на театральную площадь.
Гримерные выстроены по иерархии, по вертикали. Каждая гримерная имеет озелененную террасу с видом на озеро Кабан. Музей Нигес посвящен не только истории театра Камала, но также рассказывает об истории места, архитектуры, истории города Казани, культуры татарского народа, его традиций и литературы. Из музея открывается панорамный вид на город из прежнего здания театра Камала. Рабочие пространства сотрудников театра решены согласно современным требованиям в проектировании офисных пространств. В блок входит исследовательская зона рядом с музеем и архивом театра. Кафе «Куштяняш» открывается на улице Назарбаева, а также в фойе театра. Вип-зал имеет отдельный вход и подъезд театральной улицы, располагается над карманом сцены. Кафе – это место знакомства с национальной кухней и эксклюзивными кулинарными изделиями. Главный зал «Казань» имеет снаружи образ леса и пробивающиеся через кроны деревьев солнечные лучи. Белые колонны и потолок – отсылка к Казанскому Кремлю и его доминантам. Оболочка театра – это медиафасад, который видно через прозрачный фасад здания. Зал классический, со сценой-коробкой, имеет 3 трансформации для разных форматов мероприятий. В интерьере зала используется дерево как лучший материал для акустики, а также он напоминает о прежнем зале театра Камала. В определенных местах в них встроены LED-панели, которые используются для освещения зала до начала спектакля, а при постановке могут использоваться режиссерами для большего погружения зрителя в спектакль. Универсальный зал Black Box под названием «Булгар» имеет прообразом Шамаили и квадратные формы главных древних строений Великого Булгара. Его оболочка – это библиотека свободного доступа, возможно, филиал нашей национальной библиотеки. Зал полностью состоит из 64 подвижных платформ на ножничных механизмах, которые позволяют создать огромное количество вариаций использования, обеспечивают широкий спектр возможностей для экспериментов режиссеров. Восточный круглый зал «Биляр» – это наши корни. Город сохранился в виде руин, поросших зеленью. Его планы имели круглое очертание. Все это мы постарались передать в образе этого зала. По сути, это возрожденный формат античной круглой сцены. Цилиндр диаметром в 20 метров приподнят на 7200, что позволяет создать сразу 2 зала. Нижний, открытый в фойе, и верхний, в который мы попадаем по пандусу. Он может использоваться как с дневным, так и искусственным светом. В фойе мы предлагаем сделать максимально светлым. Кессонное перекрытие передает образ каменной резьбы восточной архитектуры, которую также можно встретить в архитектуре мечетей города Казани. Свет, пробивающийся через световые фонари кровли, обеспечит разнообразие атмосферы фойе. Фойе делится на 4 тематические зоны, располагающиеся между основными залами. Пол решен с использованием рисунка татарского орнамента. Его цветовое решение меняется согласно концепции времен года. От красно-желтых цветов осени до тонких металлических вставок зимы в дальней части фойе. Потолок и светильники подчеркивают геометрический рисунок кессонов. Входная группа акцентирована парящей пластины, образом которой является парящая птица. Фойе, как городская гостиная, полностью открыта городу. Мы стремились стереть границу между городом и интерьером фойе, чтобы оно стало частью городского пространства. Здесь представлены гардеробы, разрезы по фойе, если будут вопросы. И здесь как раз-таки 3-я и 4-я часть фойе. 4-я часть – это мы предлагаем здесь разместить театр горожан, поэтому здесь возможны самые разнообразные форматы проведения мероприятий. Прошу прощения. Холм. Концепция благоустройства холма – это отражение ландшафтов нашего края на холме через подборку растительности и геометрии самого холма. Так формируются выразительные пейзажи, интересные прогулочные маршруты, набережные и площади. Театральная площадь становится местом активности, где проходят массовые мероприятия. На холме формируются амфитеатры, зоны отдыха и смотровые площадки, которые будут привлекательны как для горожан, так и для гостей нашего города. Наш объект полностью продолжает концепцию развития набережных озер Кабан, является его органичным продолжением и может комфортно эксплуатироваться в течение всего года. Растительность подобрана с разным периодом цветения, чтобы холм постоянно менялся и был выразительным в любой сезон. Так мы позаботились и о обитателях этих мест, предлагаем для них специализированное жилище. Мы продумали богатую программу мероприятий в зависимости от времен сезонов. Мероприятия могут проходить
На разнообразных площадках предусмотрены детские, спортивные и фестивальные площадки. Маршруты проложены с учетом необходимой приватности театральных помещений, которые выходят на холм. Конструктивная схема всего здания достаточно простая. Используется сточно-балочная система из железобетонных монолитных конструкций, опоры с регулярной и нерегулярной сеткой, кессонное перекрытие. Большие пролеты залов перекрываются металлическими пространственными конструкциями. Продумана схема устойчивости здания. Важно, что мы предлагаем концепцию, сделанную в Татарстане. Реализовать проект максимально силами Татарстана и его стройиндустрии, поэтому используем несложное решение. Мы стремимся к тому, чтобы театр мог максимально зарабатывать, поэтому предлагаем внедрение ресторана, бутиков в аренду в нижней части фойе, образовательного центра, платной парковки, кафе и ателье. Предполагаем, что не всеми объектами будет управлять театр. Образовательный блок, коммерция. Время вашей презентации завершено, но вы можете использовать презентацию для иллюстрации ответов на вопросы. Хорошо, спасибо большое. Мы переходим к сессии вопросов и ответов. Уважаемые члены жюри, кто хотел бы открыть сессию? Ильнар, можно я спрошу? Вот у нас есть тут идентичность и преемственность. Вот совсем мало. Я понимаю, что это новая архитектура, но совсем мало нашего такого исконно казанского. Вот это где-то отражается мне. Это Евгений подсказывает, спасибо. Или потерялась по дороге, или это татарская культура завтрашнего дня так будет выглядеть? Да, спасибо за вопрос. Ну, у нас изначально такая концепция была, да, то есть сложная воспринимать от архитектора, да, такую мысль, но архитектура без архитектуры, да, то есть мы постарались, то есть ее растворить в природе, в ландшафте, в парке, поэтому она читается, наша идентичность, вот в рисунке пола, вот в кессонных перекрытиях фойе, то есть вот некая такая арабская вязь, то есть татарский шамаиль, свет проникающий. Скажем, мы обращаемся к идентичности в корне, да, то есть вот то, что мы говорим, наша природа, то есть те образы, которые с детства в нас как бы входят, и потом превращаются в наше творчество, да, поэтому мы, наверное, все-таки старались обратиться как бы к корням этой идентичности, да, поэтому много природы, много вот этой геометрии, да, которая свойственна нашей культуре, поскольку все-таки мы связаны с исламом, то есть да, запрещены какие-то образы буквальные, поэтому вот это геометрический и орнаментальный рисунок, он присутствует, да, в дизайне. Господин Фарух Дерашхани хотел бы задать свой вопрос. Farouk, could you switch the mic on? We cannot hear you. Please switch your microphone. Sorry, I'm very sorry. I'm very sorry. Now it's okay. Okay. My question is that from the environmental point of view. Мой вопрос касается окружающей среды. Вы использовали все пространство, и у вас очень много места, которые не входят в соотношение между функциональным пространством и природным пространством. Как вы рассматриваете, используя этих мест именно зимой? Потому что не так уж легко эти все места отапливать. Почему вы так сделали много общественных пространств? Потому что с точки зрения отопления это затребует очень много больших затрат. Спасибо за вопрос. Действительно, такое изначально первое впечатление складывается о действительно большом объеме. Но мы спланировали так, чтобы большинство тех пространств, которые находятся внутри, они как бы не имеют отопления. Да? То есть у нас театральная улица, она состоит из двух частей. Одна часть закрытая, другая открытая. То есть и даже закрытая часть, то есть она, поскольку изолирована, то есть от галерей, то есть мы не предполагаем там отопление. Зеленая вещь, зеленая шаль, которая накрывает наш театр, она террасированная, то есть мы изначально вот в геймплане это можно видеть, закладываем коммуникации, то есть пешеходные связи такой ширины, чтобы можно было убирать снег, да, чтобы даже во время больших снегопадов можно было временные отвалы снега сделать.
То есть также у нас в эту зеленую шаль вписаны каскады, которые здесь предполагались, мы их чуть-чуть сместили. Поэтому мы постарались вписаться в тот участок, который нам выделялся, помимо, то есть, только, конечно же, заправки. А все остальное, то есть мы как бы вписали, и у нас такая ступенчатая структура, которая позволила даже в самых, то есть, нижних уровнях внедрить, то есть, полезные функции для города, поскольку парк большой, поэтому у нас на нижних уровнях есть для парка 2 общественных туалета, у нас есть места, где мы можем хранить снегоуборочную технику, которая убирает парк. Также мы создали пространство для персонала, то есть горводеленхоза, который будет ухаживать. Поэтому мы постарались подумать о тех людях, то есть и о тех технологиях, которые будут использоваться во время эксплуатации этого большого такого парка. Надеюсь, я ответил. Спасибо за выступление. У меня один вопрос. С вашего слайда понятно, что вы даете возможность театрам зарабатывать. Там очень много бутиков, кафе, детских каких-то центров, коворкингов. Но не теряется ли главная цель, главная концепция театра? У меня сложилось такое впечатление, что все в одном месте. Да, действительно, это, наверное, вот тоже правильно, абсолютно верная реакция. Спасибо за вопрос, потому что тем самым вы подсказываете еще то, что мы не рассказали. Потому что, наверное, все-таки это театр, который, такой больше национальный наш татарский театр, который никогда не чуждался, то есть, да, не только высокая культура, то есть в нем как бы процветает, но и больше народная культура, массовая культура. И подглядывая за жизнью, то есть людей, то есть, да, вот наши литераторы, наши писатели, да, то есть они всегда подмечают какие-то особые события. И мне кажется, то есть на театру Камала, то есть даже не стоит бояться того, что жизнь города, да, она максимально будет втекать в их пространство, потому что они наблюдают, то есть, да, они смотрят, они подмечают, то есть они становятся ближе к людям, то есть, и, наверное, то есть люди становятся ближе к театру, потому что, известно же, что театр Камала не так уж большое количество людей, которые ходят, уходят постоянные фанаты, ходят люди, связанные с татарской культурой, а хотелось бы сюда привлечь всех, то есть, да, кто не знает татарский язык, кто хочет его изучать, кто хочет просто посмотреть, как национальная культура проявляется вот в жизни, да, поэтому мы изначально, то есть, да, не боялись в театр максимально внедрить, но есть границы, да, то есть есть, конечно же, граница, как и такая черта нашего татарского народа, мы открыты, то есть, да, но всегда есть границы, да, то есть всегда можно почувствовать, что что-то там за душой свое еще скрывается. Поэтому та же самая театральная улица, за ней видно, как живет театр, как перемещается по галереям актеры, как ходят там декорации. Это можно увидеть, нельзя попасть. То есть, да, но эта театральная улица при этом еще открывается раз в неделю во время отдыха театра, то есть там может происходить какие-то мероприятия еще и современного искусства, мы это тоже забыли сказать. А по поводу монетизации, действительно, это часть нашей концепции. Мне кажется, театр должен в 21 веке, то есть, да, и с взглядом на 22 век, поскольку он актуален, то есть он актуален будет всегда, то есть, да, театр становится, и современный театр будет актуальный, и технологии ему не чужды, поэтому нужно, чтобы театр мог себя обеспечивать, поэтому мы действительно предлагаем большой образовательный центр, где изучение языка является определяющим, то есть и мы предлагаем зарабатывать на парковку, то есть мы внедряем, да, ресторан, то есть мы даже те функции, которые работают в первую очередь на театр, позволяем им зарабатывать, да, то есть потому что есть у нас кухня, она работает на буфет театра, и при этом она работает целый, как бы на город, да, то есть потому что кулинария, то есть татарская кулинария все актуальны. Пошивочный цех, где работают мастера, могут работать как ателье для города. Вот тоже дополнение. Татьяна Прокофьева хотела бы задать свой вопрос. Татьяна, будьте любезны, если возможно, включите видео, мы выведем вас на экран. Если неудобно, вы можете задать его по аудиосвязи. Да, спасибо большое. Видимо, это была ошибка, я не поднимала руку, но тем не менее задам вопрос. Еще раз поясните, пожалуйста, каким образом у вас загрузка осуществляется? Я вижу красивый фасад со стороны Кади Такташ и со стороны главных осей. Будьте добры. Чисто технологически. Да, спасибо.
Да, спасибо за вопрос, потому что, да, у нас вот эта театральная улица, вот на плане можно будет увидеть, то есть она как раз и техническая улица, да, она проходит насквозь, и мы с Хади Такташа, то есть загружаем в театр по этой театральной улице необходимые материалы, то есть, да, крупные конструкции, которые где-то как бы приготовили театр на стороне. По этой же улице мы загружаем продукты питания для кухни, да, то есть и в кулинарию. Поэтому эта улица, она такая многофункциональная, да, то есть мы по ней, то есть можем загрузку, то есть мы по ней, то есть переводим декорации из, вот, например, прямая связь между залом и монтажным цехом. Из зала мы можем на склад вывозить декорации, на эту же улицу у нас выходит большой репетиционный зал. То есть это такая многофункциональная коммуникация, которая позволяет театру максимально удобно, комфортно существовать, и она всегда освещена, есть естественный свет. То есть мы изначально в концепцию закладывали отсутствие коридоров. То есть, да, коридоры, то есть, которые не красят, мне кажется, ни одно общественное здание. То есть, и мы постарались без этих коридоров. Единственный коридор — это эвакуация. То есть, видите, от каждой лестницы есть эвакуация. То есть на холм кратчайший путь на случай, если вот какой-то ЧП будет. А скажите, пожалуйста, репетиционный зал, он не соразмерен сцене, да? Да, вот изначально у нас этих заданий, то есть была, то есть установка, чтобы все-таки в репетиционном зале, то есть сцена была такая же, как и в большом зале. Чтобы, да, да, чтобы они были сопоставимы, да, и мы их специально выносили вот на центральную площадь, чтобы, то есть она была такая более экспериментальная, да, чтобы, то есть репетиционный зал можно было использовать городу, как бы не просто для, ну, театр не только для репетиции, а еще и там можно было проводить какие-то отдельные постановки. Подглядеть немножко. И там, да, немножко подглядеть, да, потому что вот там боковой фасад у этого репетиционного зала, то есть он выходит на площадь, а с стороны образовательного центра у нас вот еще есть два зала: театральной лаборатории и зал для студентов, малый репетиционный зал, то есть и как бы жизнь театра в процессе, она видна горожанам, то есть подглядев один раз, они потом хотят увидеть их уже в каком виде, собранном, то есть уже идут на постановку, то есть через неделю, месяц уже в сам основной зал. Такая задумка. Спасибо. Есть ли еще вопросы у членов жюри? Прошу вас. Хотел задать вопрос по театральной улице. Это у вас такая ось, основной трафик по ней осуществляется. С торцов будет открыто, как круглогодично, так? Не возникнет ли эффекта аэродинамической трубы? Нет, торцы, да, у нас закрываются, то есть большими такими воротами, то есть, да, которые с поликарбонатом, то есть, да, стекло. Поэтому там ворота, которые закрываются, а вот если на третьем этаже посмотреть, там галерея, то есть, в которой движутся непосредственно актеры, она как бы закрыта, то есть там уже есть отопление, то есть и актеры между гримерками, то есть между гримеркой и залом, они уже в теплом контуре перемещаются. Поэтому по театральной улице у нас происходит перемещение в первую очередь декораций, материалов, то есть техники, поэтому они закрыты. Эта улица открыта для городского трафика, я так понимаю? Нет, она закрыта, то есть мы ее открываем раз, ну, как бы предполагаем, что еще у нас был такой сценарий развития события, когда эта театральная улица, поскольку она многосветная, что это хорошая площадка для современного искусства. В Казани не хватает таких площадок, где можно было бы, вот у нас как раз видовые кадры есть, где современные художники могли бы на верхних уровнях создавать свои инсталляции, и раз в неделю, когда театр отдыхает, мы бы эту улицу открывали, да. То есть тогда горожане смогут насквозь проходить и видеть, как и современное искусство выставлено, и чем живет театр, потому что на первом уровне, то есть это слесарный цех, столярный цех, монтажный цех, репетиционный зал, то есть они бы могли увидеть, чем живет театр. Но при этом улица не отапливается. Какой температурный режим? Вот, да, поскольку сверху у нас есть остекление, с двух сторон мы тоже ограждаем. Есть просто естественная теплопотеря от того, что здесь галерея, здесь фойе. Получается, что здесь уже минуса никогда не будет. Такого специального отопления, конечно, нет, поскольку это просто огорожено. Ну, это как получается, мы специально делали театр, у которого нету заднего фасада, нет технического двора, мы его вытянули, то есть, да, вдоль, и на этот вытянутый технический двор посадили все необходимые функции, да, театру. Поэтому мы его оградили от снега, от ветра, то есть и он превратился в такую как бы вот улицу, да? Как нам показалось более удобно, если бы мы делали, например, двор. То есть или вот, например, вынесли бы на Хади Такташ, то есть и сама территория действительно подсказала, поскольку, соответственно, одна улица, другая улица, там вот
будет движение, которое позволит, например, той же самой технике выходить в сторону моста, выезжать. Потому что у нас галерея здесь располагается на высоте 7 метров, и по этим галереям, вот видите, там в данном кадре видно, как перемещаются актеры. Такое решение у нас по театральной улице возникло, потому что у нас как бы нету тыла на самом деле у территории. С этой стороны мы выходим на озеро Кабан, мы должны быть очень аккуратны по отношению к нему. Здесь мы формируем улицы, поэтому тоже должны были выйти парадно. И именно поэтому мы свернули внутрь вот эту техническую часть и сформировали такую театральную, мы ее назвали театральной улицу. Да, спасибо. Страничку с бюджетом откройте, пожалуйста. Хорошо. Мы посчитали, что общая стоимость реализации объекта ориентировочно является 12 миллиардов рублей. При этом как бы расходы на эксплуатацию в год ориентировочно, приблизительно точнее, составляют 800 миллионов рублей. И доходность при минимальном раскладе это в районе 700 миллионов рублей. Конечно, это все очень такие обобщенные суммы, но все-таки они приближаются к тому, что театр может стремиться к самообеспечению. Да, ну, поскольку такое уникальное место, то есть мы думаем, что основные доходы, то есть это будет ресторан, это будет, мы еще вот не рассказали, что у нас есть колосники, на них смотровая площадка, которая тоже приносит доход театру. Время Большая сессии парковка. вопросов и ответов завершено. Мы благодарим вас за выступление. Вы можете перейти в зону ожидания. Спасибо. Спасибо. Большое. Уважаемые члены жюри, напоминаем, что у вас на столах лежат бюллетени. Для вашего удобства, помимо ручки, у вас есть также карандаши. Вы можете помечать свои оценки по критериям карандашом, прежде чем мы перейдем к дискуссии, для того, чтобы потом иметь возможность вспомнить, как вы оценили ту или иную команду, поскольку в завершении нашей процедуры вам необходимо будет заполнить бюллетень полностью. Пожалуйста, используйте карандаш, если вам так удобнее. Общий балл и итоговые оценки вы сможете поставить ручкой в завершении. Это традиционная практика для удобства всех участников. Для наших онлайн-зрителей мы напоминаем, что мы не только даем возможность видеть трансляцию, но также и будем рады отвечать на ваши вопросы и комментарии. Не беспокойтесь, под каждой трансляцией на русском, английском и татарском языках мы обязательно ответим каждому, кто задает нам свой вопрос или оставляет свой комментарий. Уважаемые коллеги, мы переходим к третьему консорциуму под лидерством архитектурного бюро «Рождественка» в составе консорциума бюро «Смарт».
Добрый день, уважаемое жюри. Я начну с того, что скажу, что появление в 1905 году Национального татарского театра – это очень важное событие, которое невозможно переоценить, сопоставимое с появлением московского МХАТа. Я уже не говорю о том, что именно в Татарстане появилась первая женщина-актриса мусульманского мира. И сегодня, проанализировав роль театра Камала в пространстве города Казани, в пространстве Республики Татарстан, России и мира, мы видим, насколько национальный театр сегодня развивается. И, конечно, ему сегодня нужны новые возможности, новые пространства. И программа, которая предложена конкурсом, невероятно амбициозна, что говорит о том, что при реализации ее новый театр станет площадкой, не побоюсь преувеличения, мирового значения. Подобных площадок для национальных театров, относящихся к тюркской культуре, в мире сегодня не существует. Проведя градостроительный анализ, мы поняли, что площадка выбрана для нового театра практически идеально. Она находится на пересечении всех основных городских каркасов, и культурного, и природного, и транспортного, и расположена в границах исторического поселения. Если коротко коснуться истории, то площадка расположена на территории бывшей Архангельской слободы. И зная историю Казани, которая нам рассказывает о том, что татарам запрещено было до 17 года селиться на правом берегу озера Кабан, старотатарская слобода расположена на левом берегу, то можно сказать, что сегодня татарская культура закрепляет свои позиции на правом берегу, и мне кажется, это очень символичным моментом. Что лежит в основе нашей концепции? Прежде всего, мы видим, что новая площадка расположена в непосредственно визуальной связи со старым театром, и это важное преимущество, которое каким-то образом может определить преемственность этих двух театров, старого и нового. Во-вторых, мы видим, что территория конкурсная достаточно обширная и своими северными и южными краями примыкает к двум важным узлам, один из которых, южный, находится на перекрестке улицы Хадид Акташа и улицы Назарбаева, бывшей улицы Эсперанто. И это узел, который связан и с общественным транспортом, и, в принципе, с большой городской активностью, но имеет очень урбанизированный характер, возможно, не очень комфортный и не очень визуально позитивный, но в то же время с точки зрения использования городского пространства очень важный. И второй узел, это там, где улица Хадид Акташа смыкается с пешеходным каркасом, с пешеходным маршрутом, который сегодня проложен вдоль озера Кабан. И здесь мы получаем еще одно пространство, не менее важное, но совершенно с другим настроением. Это возможность любоваться пейзажем озера, городским раскрытием старотатарской слободы и видеть, собственно, с этой площадки старый театр. То есть мы имеем два важных узла, активный и созерцательный, и в своей концепции мы решили соединить два этих узла и сделать два входа в театр. Кроме того, площадка является неким буфером между городской средой улицы Хадид Акташа и парковой зоной, которая непосредственно выходит к озеру. Если перейти к принципам формообразования, то здесь мы можем рассказать о том, что мы связываем две эти площади между собой улицей, которая становится основной функциональной осью нашего здания. К этой улице у нас примыкает основной технологический блок театра, который обеспечивает и северную, и южную его сторону. Залы, коих у нас планируется 6, ну, собственно, согласно заданию. И мы считаем, что залы – это, собственно, основная часть этого театрального пространства. Залы мы решаем как парковые павильоны.
и соединяем их необходимыми функциональными связями с технологическим блоком и блоком управления театром. Далее мы добавляем необходимые общественные пространства, чтобы все это увязать в единый комплекс, и создаем пространство, которое все время взаимодействует с внешним контекстом. Все время при движении по этому комплексу мы видим или город, или парк, который выходит к озеру. Если два слова сказать о концепции формы этого здания, то прежде всего мы хотели, наверное, здесь передать ощущение, что это не какой-то закрытый объем и недоступный, а это часть городского пространства, это городской квартал, по которому можно перемещаться именно как по городу и каждый раз открывать новые планы, получать новые впечатления. Кроме того, задумываясь вообще о современной форме театра, мы поставили перед собой такой вопрос о ее моральном возрасте. Нам показалось, что, безусловно, театр – это уникальное сооружение, но если мы целиком весь комплекс облечем в какую-то актуальную для нынешнего времени форму, то его устойчивость жизни во времени может быть достаточно сомнительной. Поэтому мы разделили этот квартал на средовые элементы и уникальные. Уникальными у нас являются залы, а средовыми – все, что их связывает. На этой схеме показано, что технологические процессы, которые на этой схеме указаны синим цветом, и движения посетителей, публики разнесены в отметках. И это позволяет жителям города и посетителям находиться в этом комплексе в течение целого дня. И, соответственно, его повестка существенно расширяется. Помимо непосредственно театральной, она еще становится, у нее появляются возможности проведения и фестивалей, и проведения национальных праздников, и, безусловно, проведения досуга, образовательных и всевозможных иных культурных, выставочных, музейных и так далее мероприятий. То есть это становится не просто театром, это становится очень важной культурной площадкой, которая может работать достаточно активно на протяжении всего года. Останавливаясь коротко на генеральном плане, скажу, что все транспортные загрузки у нас осуществляются с улицы Хадид Акташа. Это заезды в паркинг, это загрузка декораций, также это остановки перед площадями для высадки пассажиров и остановки для возможных экскурсионных автобусов. Они расположены и рядом с южной, и рядом с северной площадями. Благоустройство. Мы считаем, что благоустройство должно остаться преимущественно естественным. Безусловно, над ним необходимо будет поработать, но нам кажется, что естественная природа здесь, во-первых, весьма уместна и, естественно, с точки зрения этой площадки. Во-вторых, это имеет еще некоторый экономический аспект. Учитывая, что парк становится частью театра, то за ним необходимо будет ухаживать, и это должна быть тоже устойчивая система, которая поддерживает сама себя. Из искусственных добавлений у нас появляется Восточный сад и площадь на северной стороне, которая имеет и перформативные возможности и выходит к воде, открывая круглый восточный зал, который у нас тут расположен с этой стороны к озеру. Дальше небольшая экскурсия по отдельным элементам этого комплекса. Это вот эта крупная большая картинка показывает северный вход в театр. Это как раз та часть, которая у нас наиболее спокойная и созерцательная, как мы ее называем. И нам показалось, что у входа в театр должен быть какой-то важный элемент, который бы говорил о том, что это театр. Нам кажется, что таким элементом является портик. И мы видим эту крытую площадь как символический портик. Кроме того, под эту крытую площадь у нас выходит пространство ресторана. И мне кажется, это отличное место для того, чтобы ждать друзей перед началом спектакля. Здесь картинка показана летняя, но я, в общем, представляю себе, как можно здесь под этой крышей стоять и видеть, как в это круглое отверстие льется дождь или падают снежинки зимой. И две картинки, которые показывают преобразование улицы Хадид Акташи после того, как будет реализован проект. Здесь появится бульвар.
Южная площадь, та самая, которая более, скажем так, активная, она решена более строго, и в качестве портика здесь предложена вот эта галерея, которая является началом, собственно, нашей вот этой внутренней улицы. И из этой галереи мы можем попасть сначала в универсальный зал и в большой репетиционный, если там идут спектакли, и чуть глубже вот это деревянное сооружение, это зал-лаборатория, который также сопряжен с образовательным комплексом. В принципе, по настроению у нас южные и северные стороны разделены на южную, более активную, более открытую, образовательную. Здесь расположены залы, в которых идет что-то экспериментальное, и здесь много пространств для молодежи, здесь есть место и для коворкинга, и аудитория, и библиотека с лекторием. И северная часть, которая отличается, наверное, большей парадностью. Там расположены круглый восточный зал, главный зал и камерный зал. И они формируются вокруг Восточного сада. Здесь мы движемся вдоль улицы Хади Такташа и можем видеть, как выглядит здание управления театром. И в глубине мы видим камерный зал. Мы используем в архитектуре, во внешней архитектуре комплекса ордер, в общем-то, протоархитектурный прием, который не имеет для нас какой-то временной коннотации. И нам кажется, что с точки зрения устойчивости этот стилистический ход позволит архитектуре комплекса прожить достаточно долго. Но при этом мы используем активно дерево и акцентируем деревом именно, во-первых, уникальные объекты, это зрительные залы, во-вторых, мы делаем основные объемы тоже, скажем так, двуслойными. В этом есть тоже есть определенный смысл, который имеет отношение к истории развития татарской архитектуры в Казани. Я об этом немножко позже, наверное, скажу. Если мы движемся в сторону озера, в сторону парка, то с этой стороны у нас открываются объемы, в которых расположены грим-уборные. Грим-уборные у нас смотрят на озеро открытые. И вот это круглое странное сооружение, которое нам хотелось ему придать масштаб и вид парковой ротонды. Это артистические гостиные, в которых на нижнем уровне располагается оркестр, ожидающий выхода на сцену. На отметке 0 располагается на уровне сцены, собственно, артистическая часть для актеров. И верхний уровень – это гостиная, которая может использоваться актерами по своему усмотрению. В глубине мы видим за стеклом объем главного зала. Вот на этой схеме как раз отражено то, каким образом мы попытались татарскую национальную культуру интегрировать в наш проект. Ну, прежде всего, это структура объекта. Дело в том, что, изучая устройство татарских национальных усадеб, мы увидели, что они отличаются принципиально от всех остальных тем, что это отдельные объемы, связанные между собой галереями и переходами. И вот эта слитность и оставляют при этом еще ряд открытых пространств, в том числе разного рода сады, площади, площадки. Мы постарались этот прием интерпретировать в структуре этого нашего театрального квартала. Во-вторых, безусловно, выделяя уникальные, как мы называем, объемы, которые говорят о том, что это не торговый центр все-таки, а театр, да, у нас есть объемы залов, мы используем здесь дерево. Понятно, что дерево, скорее всего, особым образом обработанное и пригодное для того, чтобы оно могло долго и устойчиво жить в климате Казани. Используем приемы, национально-декоративные приемы в форме, в организации этих объектов. Из дополнительного это то, что даже вот в нашей такой классической средовой части комплекса мы видим тоже прием, который
на наш взгляд, довольно символичен для Казани, когда Екатерина Великая разрешила официально строительство и застройку Старо-Татарской слободы, то она застраивалась по образцовым петербургским проектам. Поэтому внешне она имеет совершенно европейский вид. Но внутри всегда, особенно там, на вторых этажах, сохранялись черты национального быта. И вот эта вот двуслойность, когда у нас есть внешняя европейская оболочка и спрятанная внутри, скрытая, сокрытая национальная традиция, мы попытались это тоже интегрировать, интерпретировать в этом проекте. Для того, чтобы не выставлять на показ, а наоборот создать ситуацию сокрытия впечатления. И, может быть, тогда это впечатление становится более сильным. Не сказала еще небольшое, может быть, еще дополнение, задержавшись на предыдущей картинке, то, что на площади, которая у нас выходит перед круглым залом, мы решили интегрировать в покрытие символическое древо татарского театра, которое может стать своего рода площадью звезд, и это древо может дальше расти, вписывая все новые имена. Это фотовстройка на перекрестке улицы Назарбаева Хади-Такташ в сочетании с той архитектурой, которую мы сегодня там видим, говорит о том, что мы не хотели бы взрывать среду Казани каким-то поражающим воображение формальным приемом, а хотели бы намекнуть и спровоцировать постепенное улучшение. Мы трезво понимаем, насколько сложно идут преобразования города. Дальше мы видим вид, который мы... Это вид с противоположного берега. Зеленая стена, зеленый занавес говорит о том, что это все-таки в первую очередь парк и объект в парке. Основной смысловой... Я не успела, к сожалению, рассказать Время всего. презентации истекло, но вы сможете иллюстрировать слайдами свои ответы на вопросы членов жюри. Мы открываем сессию вопросов и ответов. Уважаемые члены жюри, кто хотел бы задать первый вопрос? Вот вы не успели. Спасибо большое за презентацию. Вот действительно, так очень много уделяется внимания пространству, а театр внутри, сцена, гримерные, вот сидят выдающиеся артисты здесь этого театра. Очень важно вообще, вокруг чего это пространство. Это самое главное. Для меня, наверное, как для художественного руководителя театра. Может, все-таки уделите внимание этому. Спасибо большое за вопрос. Это как раз тот раздел, который я не успела рассказать. Он начинается ровно тут. Конечно же, основной смысл этого объекта – это театр. И мы постарались создать такие пространства, которые практически на 100% являются перформативными. У нас нет практически ни одного квадратного метра, который не относился бы к пространствам театра. Я постараюсь быстро сейчас по ним пройтись. Восточный сад, который открывается и в парк, и в фойе, может быть не только площадкой созерцания. Созерцание – это, в принципе, основа творчества, наверное, или одна из основ творчества. Он может быть также и сценическим пространством. Круглый зал восточный решен достаточно просто, но технологично, с тем, чтобы с ним можно было бы работать как с театральной площадкой. Так, дальше наши фойе, которые также смотрят, основной их декорацией является вид либо на сад, либо на город, и также могут быть использоваться для театральных постановок. Большой главный зал. Внешне он решен в камне и дает отсылку тоже к национальным мотивам древнебулгарской архитектуры. Внутри это классический зал итальянской формы. Также два зала одинаковых в плане, но разных по возможностям. Это большой репетиционный и универсальный зал Black Box с образовательными и общественными пространствами, которые к ним примыкают. В центре, там, где у нас, собственно говоря, пространство нашей улицы, из которого мы не видим внешний мир, у нас расположен музей театра.
Здесь более подробно разобраны сами залы. Круглый зал сформирован двумя стенками галереи, которая позволяет перемещаться и артистам, и зрителям. И здесь показано, почему у нас не применяется никакого декора практически в нем, потому что он должен иметь возможности обыгрываться для различных постановок. У него есть также фонарь, и он открывается как внутрь, так и вовне на улицу. Камерный зал на 120 мест и зал-лаборатория – это площадки для работы, прежде всего, для экспериментальных спектаклей, для работы студентов, для постановки детских спектаклей. Универсальный зал оснащен таким образом, что он может менять форму расстановки зрительских мест, и он может работать не только как сценическое пространство, но и как съемочная площадка для съемок в том числе. Большой репетиционный зал, он по форме похож на универсальный, но все-таки предназначен в большей степени для репетиций. У него также меняется система рассадки, поскольку кресла сделаны в виде бличера. И еще вот эта белая штора, в принципе, если ее открыть, то этот зал может открыться в сторону озера. Главный зал вмещает на 640 мест при поднятой оркестровой яме. И он решен в классическом ключе. И вот, собственно говоря, круглая гостиная для ожидания выхода на сцену здесь показана, расположена непосредственно рядом. Здесь есть возможности менять планшет за счет арьера, есть поворотные круги и люки провала. В общем, все, что предполагалось делать согласно заданию. Если будут более подробные вопросы, вот Петр Попов потом сможет на них ответить. В качестве заставки декорация Сумбаташвили, спектакль, известного спектакля «Театр Советской Армии. Смерть Ивана Грозного». Общий вид комплекса с южной стороны немножко висит презентация. Здесь мы видим некую экскурсию по нашей улице, чтобы было понятно, какие помещения куда примыкают, и понятно, что мы с нее можно идти как с юга на север, так и в обратную сторону. И вот эта схема, наверное, очень важна для специалистов. И здесь мы показываем, каким образом у нас загружаются декорации, как они перемещаются. Должна сказать, что загрузка происходит, я, к сожалению, не могу найти здесь указку на этом пульте. Загрузка происходит со стороны улицы Хади Такташа. Я, наверное, просто руками покажу. С этой стороны, и отметка загрузки плюс 1,20 м, это высота дебаркадера, у нас принята за 0. Абсолютный 0 и, соответственно, уровень сцены. И в этой отметке у нас происходят все перемещения декораций в цеха, которые расположены в центре, на сцену. И отсюда же, с этой площади, у нас происходит вход, у нас расположен вход в административный корпус, из которого мы можем пойти либо в администрацию, либо актеры проходят в гримерки, которые расположены, как я уже говорила, в сторону озера. А можно, подождите, вот вопрос, вот там сцена, да, большая, вот это. С кругом, не зал, сцена, а вот за... Вот это? Нет. Вот это? Это сцена, да? А вот это арьер или что? Это арьер, да. Еще ниже арьер, да. А он почему с кругом? Мы сделали еще один накатной круг. А, он выездной да, круг, выездной, да. Также в этой же отметке загружаются оба зала, экспериментальный и большой репетиционный зал. Через подъемники у нас декорация по отметке минус 4,50 перемещается в сторону, на этой схеме лучше показать, перемещается по технологическому коридору, который расположен под общественной улицей, и он на уровне парковки позволяет технологическое обслуживание всего комплекса, не соприкасаясь со зрителями. И
Камерный зал и круглый зал, они, собственно говоря, снабжаются декорацией. Здесь есть подъемники расположены, и загрузка декораций происходит с отметки минус 4,50. Сколько у вас репетиционных залов? У нас большой репетиционный зал, у нас зал-лаборатория и камерный зал предполагаются как основные репетиционные площадки. Возможные репетиционные площадки, помимо тех, которые также могут, во всех залах, в принципе, могут проводиться необходимые репетиции, но мы подумали, что надо предоставить несколько залов для того, чтобы это можно было бы делать отдельно. Я задам вопрос по-татарски, если позволите. Вы не очень нам показали театр. Синхронное оборудование, канал 3, Нарине. Канал номер 3, справа кнопочкой. Мы много что слышали про парк, про улицу. По садам проходили, но театр не очень увидели, и поэтому у меня такой вопрос. Вы хорошо изучили татарскую историю, спасибо вам за это. Однако в части театра мне показалось, что театр темноватый получился. Многовато вы темных цветов использовали. Возможно, я что-то не увидел. Спасибо, да. Я, наверное, на этой схеме попытаюсь показать, что у нас светлое, а что у нас темное. Темными мы показали только непосредственно зрительные залы, которые действительно, ну, в данном случае у нас здесь, мы их проиллюстрировали именно тогда, когда в них идут спектакли, а там обычно темно в это время. Все остальные пространства, как вы видите, светлые, и фойе абсолютно светлое, все решено в белом камне. И внешне театр тоже сочетает в себе белый камень и дерево. В общем, это основных два материала. Да, прошу вас. Если можно, по генплану, уточните, пожалуйста, если у нас где-то процентов 70-75 посетителей театра попадают с Назарбаева, нужно пройти по улице или использовать вашу внутреннюю улицу? Если можно, как мы попадем в гардероб с улицы Назарбаева? Сейчас я вернусь на генплан. На генплан, да. Ну, собственно говоря, вот на этой схеме я могу показать. Мы считали следующим образом, что в каких случаях у нас люди вообще приходят, какие есть сценарии использования этого пространства. Значит, если люди приходят днем заниматься или просто провести здесь досуг, то, в принципе, они заходят, могут зайти с южной стороны, с Назарбаева. Гардероб у нас в отметке минус, есть гардероб в отметке минус 4,5 сразу в этой зоне. Это один из гардеробов, если они планируют остаться дальше в зоне образовательной. Здесь тоже есть небольшой гардероб, все блоки у нас, в принципе, гардеробами оснащены, либо если они хотят пройтись в музей. Если человек бежит на спектакль куда-нибудь, допустим, и у него билет в один из залов, который находится на южной стороне, то, как вариант, он может, конечно, и здесь оставить пальто, но также он может пройти насквозь, и у нас большой гардеробный узел, потому что здесь большее число посетителей у нас, предполагается, находится вот под этой, собственно, площадью. Гардеробы есть и на северной, и на южной стороне, и рассчитаны на большое количество посетителей. У нас театр рассчитан на 1700 мест, плюс возможные посетители, 2000 человек здесь, в принципе, могут спокойно разместиться и раздеться. То есть и с южной, и с северной стороны. Вход в административную часть отдельный, ближе к Назарбаева, своя площадь небольшая, где можно оставить в том числе и несколько автомобилей. Есть ли еще вопросы, коллеги?
В таком случае, Нарине, у вас есть еще 2 минуты для того, чтобы сказать главные слова. Ну, собственно говоря, я хотела, наверное, завершить. Благодаря вопросам я успела как-то осветить технологическую часть. И мы действительно серьезно думали о том, каким образом это будет устроено. Мы проектировали театр именно для актеров и режиссера, для того, чтобы они получили свой дом, в котором им было бы удобно и комфортно находиться, с одной стороны. С другой стороны, мы проектировали театр как чистый лист для творчества. Именно поэтому он, наверное, кажется достаточно простым. Это и фактически это занавес между городом и парком, это пространство для открытия возможностей, и это... Ну, это главное, что я хотела сказать, что это, в общем-то, открытое, с максимальным предоставленными возможностями пространство. И последнее, наверное, что хотелось бы сказать, это то, что в составе задания было также предложено сделать какой-то новый логотип и новый стиль для нового комплекса. Рассматривая тот логотип театра, который есть сегодня, безусловно, в нем отражен силуэт сегодняшнего знакового здания. Мы подумали, что этот логотип, в общем, практически безупречен, ему можно добавить лишь только большую рамку, чтобы обозначить, что театр в своих традициях остался прежним, но стал больше и стал новым. Спасибо. Благодарим вас. Вы можете перейти в зону ожидания. Уважаемые дамы и господа, мы переходим к 4-й команде, завершающей в этом блоке перед обсуждением и перерывом. Свою работу нам представит консорциум под лидерством компании Вау-хаус в составе консорциума Кенгакума Associates, Вернер Собек и ПТМ архитектора Бакулина Германа Алексеевича. For us, the new theater should be a part of Kemal Theater's long history. It should have the spirit of Kemal Theater, so the theater will be passed on as a symbol and will not be forgotten. The strong impression to me about this city is that diverse religions and cultures coexist harmoniously here. The new Kemal Theater is located on the site of Kaban Lake, facing the classic Kemal Theater. It is surrounded by a rich nature with a natural forest, a lake that shows various faces in different seasons. The concept of our proposal is about the continuity to build connections between the new theater with the story of the classic Kemal Theater, with unique nature and climate, with distinctive Tatar culture and tradition. The new theater should be a part of Kemal Theater's long history. We decided to inherit the strong, iconic triangle facade of the Kemal Theater and to interpret the classic triangle facade into a modern, transparent and harmonious design language. At the same time, the new theater is a reflector of surroundings.
The geometry comes from the unique ice flower in Kaban Lake, and with the material of the facade, the building reveals various faces by reflecting the forest, the lake, the sky, and the citizens in different seasons. Here is how we image the building within surroundings. The building rising from the ground naturally, the whole building blends into nature like the terrain and gradually introduce citizens into the theater. The theater itself is a park. This is a basic planning for ground floor. Surrounded by 3 main performing halls, in the lobby we introduced feature textured walls to reflect and celebrate Tatar's traditional art culture, warmness, rich colors. About the performing space, to start with the Great Hall. The room impression is defined through balconies and colonnades, like the traditional Tatar and Islam space. The audience can feel that they surround the stage together and share the same experience during the performance. For Universal Hall, we think it is a functional room. We are inspired by the patchwork pattern and fabric texture from traditional Tatar crafts. They slide from the ceiling and create a vibrant and cozy atmosphere of traditional Tatar dwelling. At the same time, the Universal Hall is a simple black box. All the attention on the performance. For the round hall, we are totally agreed with the spirit of blending the stage, the performance with the nature, the reality. So here, we connect the room closely to the outside environment, trying to reflect nature to the stage. The movements and energy of performance will be accumulated and reflected by architecture as medium. The inspiration of our proposal is strongly based on the classic Kamal theaters and surrounding natural elements. We are aiming to create a unique space only for people in Kazan, to inheritance the beautiful story of this land. Hello, Kazan. This is Kengo Kuma. Казань, здравствуй. Это Кенго Кума. Всем большое спасибо. This project comes from a comprehensive understanding from the classic theater to nature and Tatar traditions. We want to design a theater only belongs to people in Kazan. Хотим спроектировать театр, который принадлежит населению Казани. Мы осознаем, что классический театр Камал очень важен для людей, живущих здесь, и является важной частью этого народа. Мы считаем, что новый театр должен унаследовать дух театра Камала. Поэтому выбрали вот этот заметный образ треугольника этого театра и, соответственно, интерпретировали его, как сделали его современным, динамичным в нашем дизайне, для того, чтобы напоминать людям о том, что история театра Камала продолжается. Плюс также этот дизайн вдохновлен окружающей природой, и цветы тоже, вот эти заледеневшие растения на озере Каман, для того, чтобы позволить этому зданию, скажем, стать частью природы, частью Камана. Здание должно отражать в себе разные сезоны, может где-то быть частью вот этого покрытого льдом озера, отражать снег. С другой стороны, естественно, зелень и голубые небеса в ваши прекрасные летние сезоны. Здесь оно оказывается вот своего рода посредником между природой, культурой и средой. Также мы считаем, что
заостренность, устремленность — это важная характерная черта татарской культуры, и поэтому соответственный образ стрелы нами был выбран. Нам сказали, что стрела — это чуть ли не ядро духа татарского народа. Естественно, мы выбираем форму кристалла, который отражает разные аспекты природы. Также, естественно, стрела говорит и о целеустремленности и динамике татарского народа. Мы хотим таким образом в архитектуре подчеркнуть основные черты как земли, так и населяющего ее народа. Также, говоря об остроте углов, необходимо говорить о том, что, несмотря на все это, вот эта теплота всегда живет внутри. Герман Алексеевич, включите микрофон. По улице Назарбаева. Город растет, в том числе активно в южном направлении, что требует расширения территории городского центра. Это новый статус рассматриваемой территории обеспечивается новыми пешеходными направлениями по улице Хади-Такташ, поперечным бульваром через микрорайоны, предусмотренные концепцией устойчивого развития исторического поселения, дальнейшее развитие набережной озера Кабан, станция метро на площади Вахитова увеличивает связность рассматриваемой территории и требует формирования новых ансамблей, что создает иное качество среды, ориентированной на человека. Строительство театра является катализатором формирования культурного кластера на базе существующих театров, филармонии, института культуры. Это взаимодействие может развиваться на основе программных, функциональных и пространственных точек взаимодействия. Уважаемые члены жюри, вот мы вам показываем этот объект, и видно, что он является частью ландшафта существующего, он как бы вырастает из ландшафта. Он увеличивает, продолжает набережную Кабан. Мы сохраняем все существующие насаждения, делаем новый парк. И, надо сказать, вот в районе, в левом нижнем углу мы делаем плавучую сцену, и над ним есть амфитеатр, и тогда это может использоваться как летняя площадка для фестивалей. То есть это такое большое, важное для этого места дело. Надо сказать, что довольно гармонично театр спускается к озеру. Нам кажется, что в этом образе сложилось что-то такое от национального татарского характера. Здесь твердая, заостренная снаружи форма и довольно мягкая, гостеприимная внутри. Вот так мы предполагаем ночное освещение, когда изнутри на нас льется теплый свет, а стеклянные панели его растворяют в небе. Чем ближе мы подходим к театру, тем больше у нас изнутри тепла и энергии, такой творческой энергии изливается. Вот, собственно говоря, такая партитура освещения. Днем это отражение всего окружающего, а чем дальше к вечеру, тем все больше и больше проявляется внутренняя структура, которая растворяется вот этими стеклянными панелями полупрозрачными в природе. А здесь мы видим, что этот театр отчасти и парк. Мы сохранили все существующие большие деревья, и мы сделали на отметке плюс 14, куда мы можем забираться и смотреть на озеро Кабан, тоже такой сад, который одновременно и сохраняет нам прохладу летом и тепло зимой. Смотря уже внутреннюю структуру, мы говорим о том, что вот в верхней части это фойе, которое в одном уровне. Из этого одного уровня мы можем попасть во все залы. Он не имеет никаких перепадов. Это такая городская гостиная, с 3 сторон вход, в том числе со стороны озера. И там все, что нам необходимо, мы можем, там кафе, там ресторан наверху, извините, там буфет,
там место, где мы можем устраивать читки, где мы можем проводить некоторые лаборатории. Ну, в общем, это пространство для всех и постоянное. Второй и третий этаж тоже отданы зрителям от большого главного зала, вы видите. А четвертый этаж, это уже опять, как я уже говорил, плюс 14 верхняя зона променада, которую мы видим. Прекрасный вид у нас на город и на озеро, прежде всего. Там мы можем зайти в репетиционный зал, он же танцевальный зал, и им пользуются как актеры, как театр, так и внешние люди. Довольно большое внимание мы уделили жизни труппы, потому что внизу это подъезд и разгрузка, там же основные мастерские с естественным светом все, и там основной репетиционный зал. Но главное место, ну как бы театралов, труппы, тех, кто работает там, это третий этаж, там все гримерные по периметру в основном со светом, там еще один репетиционный зал оркестра. С другой стороны, справа, это такая синенькая, это администрация. Там же есть такая опция, как переговорные, коворкинги. То есть здесь может быть развиваться некоторая театральная жизнь того самого квартала или кластера, которые существуют уже в городе. Это центр театральной жизни. И, наконец, наверху у нас там есть несколько репетиционных залов, которые можно совместно использовать и, как я уже говорил, и театр, и город. Но вот на третьем этаже у нас есть переход технический. Надо сказать, что вот с этого третьего этажа есть лестницы и лифты, по которым актеры могут перемещаться вниз и в любой момент, в любом месте зала зайти технологически для представления. По верху мы видим верхний разрез, как основная вся плоскость театра расположена в уровне улицы. То есть, по сути дела, город как бы присваивает себе театральное пространство, наоборот, театр – это часть города. Мы не имеем никакого зазора, и это прозрачный, проницаемый театр, где отчасти, здесь всегда каждую минуту есть жизнь, где люди могут взаимодействовать с актерами, видеть часть, какой-то такой сакральной отчасти жизни, но когда нужно, труппа уединяется у себя на третьем этаже или в репетиционных залах, и ничего не существует отдельно. Это основной вход, он довольно прозрачный, такие входа 3. В основном мы используем национальные мотивы в декоре внутреннем. Это основной фойе, или вот это вот главное пространство, оно освещается сверху, оно пронизано светом, из него мы видим озеро. Одновременно вы видите вот эти такие чечевицы, которые как бы второй ряд у каждого зала. Там всегда можно пройти, кроме того, когда есть спектакль. Когда в каком-то зале театра это место контроля, это место такого фойе для каждого зала при необходимости. Мы используем, как мы уже говорили, национальные мотивы. Главный зал. Все, что мы делаем, он формируется за счет балконов и стоек. Тем самым мы максимально стараемся убрать ощущение стен. Как бы нет стен, мы делаем большое пространство. Одновременно этот зал чрезвычайно технически оснащен, в том числе колосниками. Здесь круглое пространство и максимально близко зрители общаются, видят актера, одновременно видят друг друга. Это некоторое такое сообщество. Мы старались всегда сделать такое некоторое пространство общения по возможности. Так он выглядит. Это универсальный зал. Универсальный зал мы делаем с участием такой вот тоже национальной культуры. Что мы делаем? Мы вот слева внизу мы видим, что мы делаем многослойное пространство, где разные тканевые панели всегда меняют пространство. Одновременно мы видим, что этот зал трансформер, он имеет большую возможность трансформации, в том числе в пустую черную коробку. Если нам нужно, то мы делаем некоторый просвет на главную нашу основу, это озеро, а одновременно это такой домашний, такая теплая атмосфера, куда люди могут всегда прийти. Но если у режиссера есть специальная задача, то есть для того, чтобы облегчить жизнь режиссеру, мы сделаем и блэкбокс. А вот есть уже такой восточный зал, мы тоже делаем там некоторую ссылку на традицию. Сюда мы пытаемся пустить максимальное количество света, как сверху с крыши, так и на озеро. Значит, мы видим, что он тоже трансформируем, это круглый зал, мы можем по кругу пускать как зрителей, так и актеров, у него довольно большие возможности. Это когда все открыто.
и вот так происходит, это такой ринг, это максимальное общение зрителя-актера, но можем и делать ночное, вечернее представление классическое. У нас есть малый зал, он на 50 человек, все предыдущие на 200, а основной зал на 600. Он располагается прямо в фойе, там могут быть читки, там могут быть лекции, там может быть все, что угодно, он открыт. Но когда нужен закрытый спектакль, у него есть специальная панель, которая перекрывает вход в него. Технически он вместе с универсальным залом ибо обслужит одни и те же помещения. Здесь мы показываем, что все наше довольно сложное такое сооружение, искрящиеся, на самом деле это довольно простые панели. Они все прямые, там нет нигде сложного геометрического рисунка, и минимальное количество подземного пространства мы стараемся занять. Мы довольно много думали об устойчивом развитии, об экологии. Здесь УФ-панели, мы видим, что мы сделали таким образом, чтобы максимальное количество вентиляции было естественным. Естественно, понятно, что это естественная вентиляция поддерживается искусственным вентиляцией дымоудалением. Одновременно мы за счет верхнего озеленения снижаем перегрев этого помещения, ну и за счет некоторых особенностей стекла также избегаем перегрева, но сохраняем естественное освещение. Далее, последнее, что надо сказать, что эта конструкция довольно простая. Это просто стоечно-балочная конструкция, сделанная из металла. При этом у нас есть фермы, которые позволяют нам перекрыть любое пространство и сделать нужное, необходимое нас пространство безопорным. Там же, где опоры у нас есть, вот мы видим на этом планчике, они спрятаны в стенах или в этих чечевицах, поэтому у нас всегда такое как бы волшебное, парящая крыша, и никогда нет никаких железяк, которые мешают нам жить. Ну и, наконец, мы получаем объект, который у нас вписан в ландшафт и меняет ландшафт. Он меняет и дополняет ландшафт озера, природный ландшафт. Он меняет и дополняет ландшафт культурный города. Наконец, он действует в преемственности со старым театром национальным Камала, повторяет как его форму, или это такая иллюзия формы, так и, собственно говоря, наследует его значению внутри татарской культуры. И вот два театра недалеко друг от друга, один принимает миссию другого. Таким образом, нам кажется, что наш театр новый исполнит, более чем исполнит свою роль в преобразовании этой части города. Спасибо. Благодарим вас за презентацию. Мы переходим к сессии вопросов и ответов. Прошу вас, коллеги. А вот у меня два глупых, вернее, один умный вопрос, а второй глупый. Первый, сколько это может стоить? Чудо. А второй, как это чудо мыть? Вот эти потрясающие кристаллы. Да, отвечаю. Значит, первый вопрос, он стоит, казалось бы, у нас 7 с небольшим миллиардов. И это, казалось бы, большая история, но поскольку у него 28 тысяч метров, то у нас получается 208 тысяч рублей на квадратный метр. То есть 37 тысяч у нас площадь всего. Поэтому у нас получается 208 тысяч рублей на квадратный метр, что вместе с оборудованием и с ландшафтом, в общем, довольно умеренная цифра. Он просто большой. Ну, большой, потому что большая задача. Что касается омывания кровли. Существует много способов омывания. Надо сказать, что в современной строительной традиции довольно часто используются кровли. Начиная от 20 века в ГУМе, мы знаем, кровля есть, в Третьяковской галерее, в Пушкинском театре. Мы знаем, что у нас есть только что построен ГЭС-2. И это все есть существующие, кроме альпинистов, есть специальные такие тележечки, которые омывают эти поверхности. А здесь они довольно простые, и они хорошо обслуживаются. Сразу, чтобы не было и следующий вопрос, ровно так же решается вопрос перегрева и эксплуатации этой штуки. В современном архитектурном и строительном мире это всего лишь вопрос технологии. Тот же вопрос про снег. Вот у нас за прошедшие 2 месяца в интернете
ходит шутка, что Россия большая, но снег вывозить уже некуда. Вы знаете, у нас есть Герман Алексеевич, который построил в вашем городе 2 прекрасных объекта, оба со стеклянной крышей. И за счет... Можно напомнить про эти Да, объекты? я с удовольствием напомню. И на Качаловском театре у нас стеклянная крыша над фонарем, и в вычислительном центре Татэнерго. Там вопрос решается в несколько позиций. С одной стороны, внутренний обдув вентиляционной поверхности, а при некоторых уклонах кровли, как, например, на Корстене, там происходит аэродинамическое сдувание. То есть в зависимости от местоположения вот этого покрытия разный тип и защиты от снежного покрова. Если правильно уклоны, то он сдувается или съезжает? Вчера в рамках заседания экспертного совета было много вопросов, комментариев, связанных с тем, что некоторые сочли форму несколько агрессивной и даже милитаристской. Вот поскольку у вас очень теплая, плавная структура внутри, хотелось бы попросить вас прокомментировать такое впечатление. Не кажется ли вам, что слишком милитаристский получился образ? Нам кажется, что это некоторая заостренность и некоторый летящий. Это такой полет. Но я бы хотел попросить Кума-сан, это его дичь, не хочу чужие. Мы вдохновлялись формой треугольного театра, а также татарской культурой, остротой, остроконечностью, которая очень важна для татарской культуры. Это очень важный знак для татар. И мы хотим, чтобы сохранилось вот это понятие конечности, остроты. Конечно, форма остроконечная, но материал очень простой и прозрачный. И это, конечно, он ведь касается этого момента. Мы пытались сохранить гармонию с прекрасной природой. Микрофон. Олег, включите микрофон. Мы считаем, что эта форма, во-первых, она действительно летящая и легкая, а во-вторых, она довольно много что отражает. Это такие осколки зеркала, скорее, чем угрожающая стрела. И в этом смысле, скорее, в нашем истории это о хрупкости и полете, чем об угрозе. И еще я спросил у главного режиссера сейчас, художественный руководитель наш, Фарид Таравхадж, почему только 600 мест зал? Все-таки мы такое большое пространство строим. Он говорит, 2 зала по 200. И знаешь, полегче нам заполнять. Но и как я мэром не всю жизнь буду работать, так все-таки мы строим не на сегодняшний день. Не на сегодняшний день. То, что тяжело заполнять, мне бы хотелось, чтобы... А бывает, когда хорошие спектакли... Нет, у них вообще хороший спектакль, но пандемия, она пройдет... Это чтобы дефицит создать? Не, но искусственный дефицит. Вот я, допустим, не согласен. Почему 37 тысяч квадратных метров и зал всего лишь на 600 мест? Ну и так задачу Да. Не, вы задачу поставили. Вы, понимаешь? Я могу сказать, знаете, несколько у меня есть двойной ответ. Первое, что этот театр не только, то есть это сооружение не только действует во время спектакля. Фойе, репетиционное, библиотека театральная наверху. Это такая жизнь везде. То есть это не закрытый театр, это такой вполне открытый театр. Это один момент. Второй момент, это больше драматизм. Смотрите, мы можем поставить, то есть этот зал не ограничен, мы можем до 1000 метров довести, но вот у нас здесь есть как минимум 3 режиссера, поэтому... Это идеальное количество зрительных мест, 600. Спасибо.
Коллеги, у нас идет трансляция, пожалуйста, используйте микрофоны. Для драматического театра, я поддержу коллег, 600 человек – это хорошее заполнение, это хороший живой звук. Если больше, если мы там музыкальные, там это другая история. Здесь это действительно это такая оптимальная площадка. Тем более, что у них предполагается и одновременная загрузка 3 площадок тоже потом. Давайте вопросы задавать. Можно я задам вопрос на татарском языке? Канал номер 3 синхронного оборудования справа. Канал 3. Мы посмотрели проект, он туристического стиля, но очень важно, где будет строиться это здание. Если смотреть это место, то с одной стороны Нафис Косметикс, с другой стороны такие серые здания, такие панельные дома. Вот в этой местности, в этой площадке, вот как будет синтез этого здания со всей этой местностью. Надеюсь, вопрос понятен. Ну, город, система такая довольно инерционная. Мы не можем изменить, с одной стороны, быстро город одним сооружением, с другой стороны, это начало изменений. У нас там, если можно поставить вот этот вот кадр, следующий, который был. Здесь мы видим, что сзади есть вот этот микрорайон сложившийся, но понятно, что и там за ним метро, и понятно, когда возникнет такого значения сооружения, он должен иметь связность. Герман Алексеевич говорил, что уже с одной стороны у нас по улице уберутся грузовые автомобили, поэтому легче будет подойти. С другой стороны, у нас есть пешеходная улица новая вдоль Кабана будет, а с другой стороны, мы сквозь этот микрорайон делаем некоторые связи, делаем проницаемым тренд. Понятно, что со временем он изменится, не сразу. Во-первых, можно менять фасады, это не так дорого. А во-вторых, ну да, понятно, что это, как, знаете, джентрификация, она не всегда хорошо. Но понятно, что при джентрификации... Это вообще здесь не был центра, этот центр сюда движется, и поэтому в любом случае мы меняем, среда будет меняться понемногу, но она будет меняться. К сожалению, она будет меняться в сторону дороговизны. Но с другой стороны, эстетика, видимо, эстетические характеристики ее будут повышаться. Ну, конечно, исторический центр будет развиваться. Это территория резерв для развития ядра общегородского центра. И, конечно, новые объекты общественные, которые будут по соседству с театром, добавить сюда точек прибытия, активность населения в этой зоне вырастет. Конечно, фасады, те, которые здесь есть исторические, их надо реконструировать, сделать новые витрины. Там арендная плата сразу повысится, когда актуальность территории поднимется. Значит, и будут более престижные статусные объекты вот на этой части. Поэтому это сейчас это какая-то периферия, но с учетом генплана Казанского это не будет периферия, это будет немножко по-другому окрашенная территория центра Казани. Я в поддержку Германа Алексеевича. Нажать надо, чтобы у них время не тикало. Таймер остановите. Да. Ну хорошо, прибавим волю председателя. За 5 лет, как там изменилось, и мы сколько вычислили аварийного жилья, гаражей, это самый центр, это сердце Казани, Старо-Татарской Слободы, поэтому лучшего места, сколько мы там всего разгребли, которое 100 лет стояло. И это точно не обочина, это точно не окраина, это центрее некуда, это сердце не просто Казани, а Старо-Татарской Слободы. Для членов жюри, которые с нами онлайн, я напоминаю, что вы можете поднять руку и также взять слово для вопроса. Есть ли у кого-то еще вопросы или комментарии, коллеги? Прежде всего,
Я хотел бы... Мне очень понравилось выслушать вас и увидеть ваш дизайн. Я очень люблю Казань. Но я не живу в Казани, но я очень часто сюда приезжаю. Ваш дизайн настолько информативный, и его можно выставить даже в Инстаграме. Это то, что нужно городу, потому что городу нужен не только театр, но также здание, которое можно будет выставить на показ. Согласно критическим высказываниям, открыты ли вы для того, чтобы пожертвовать некоторым стеклянным строительным материалом? Вы настаиваете только на стекле или сама конструкция исходит из какой-то другой идентичности? Спасибо. Да. Мы думаем, что такой монумент нужен для этого места, но каким образом достигнуть того, чтобы это было действительно как бы памятником для этого места, для того, чтобы он был открыт? И мы также открыты любым экспериментам с другими материалами. Мы можем использовать любые материалы для этого места. Наша философия заключается в том, что мы уважаем это место, и мы хотим создать икону для этого места, для того, чтобы мы были гибкими и были готовы на компромисс, и для того, чтобы не беспокоились об этих материалах. Спасибо огромное. И вправду Казань последние годы очень обновился, улучшается. Но вот этот объект все-таки вносит изменения в наш город. Вот хочу напомнить Японию, то, что принимаем в Казани новый объект, который пока не подходит к нашему стилю. Вы будете менять, приняли ли вы во внимание архитектуру нынешней Казани? Пока думает, кому сам открою, отвечу. Нам кажется, что мы приняли во внимание архитектуру Казани. Довольно долго мы даже об этом говорили. Безусловно, это коническое сооружение, и оно должно быть таким. То есть понятно, что на этом месте такого масштаба должна быть что-то, что запоминается, что продолжает или меняет это здание. В нашем понимании это здание, с одной стороны, повторяет вот это вот острые шпили, силуэт, несглаженный характер, несглаженную историю. И это такая несколько довольно важная для нас штука, в том числе нам кажется, что это дает возможность как-то соотноситься с таким традиционным пониманием жизни. Но, с другой стороны, как сказал Кому-сан, понятно, что это концепция, которая вынесена на первое обсуждение. И, конечно, от концепции до проекта длинный путь. Его можно пройти разным способом. Архитекторы обычно в этом смысле японские довольно гибкие люди. Но это вопрос диалога. Время истекло. Дополнить ответ разрешите? Казань – это город, если так говорить просто, где очень много хороших мест. Они пространственно взаимосвязаны.
И вот эта вот пространственная неоднородность Казани является уникальным качеством вообще столицы. И если стремиться к единообразности, мы можем это свойство потерять. А вот это место, это оно особенное в этом смысле. Здесь вода, здесь набережная. И создание акцента градостроительного, где скрыты важные символы, где скрыты определенные образные посылы, это вот важная категория создания грамотной, качественной и человеку обращенной среды. Мы благодарим вас за выступление. Вы можете перейти в зону ожидания. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, все те, кто следят за нами посредством YouTube-канала и Facebook-трансляции. На этом наша трансляция прервется, и мы вернемся к вам снова уже во второй части после перерыва, а члены жюри остаются для обсуждения первой четверки, которая была представлена в этой части заседания. Я попрошу вас сделать паузу буквально на 1 минуту, прежде чем трансляция, которая идет на 3 языках по многим каналам, завершится, и мы сможем перейти к обсуждению.
Уважаемые коллеги, имелся в виду боковой экран, а не центральный, конечно же.
Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наше заседание. Напоминаю, что мы снова возвращаемся в режим прямой трансляции. Я попрошу наших технических специалистов сообщить нам, когда трансляция будет запущена, и мы можем продолжить заседание. Итак, мы рады приветствовать вас на второй части открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра имени Галиаскара Камала. Наше заседание проходит на 3 языках: русский, татарский и английский. Вы можете выбрать трансляцию и перевод с помощью соответствующего оборудования. Жюри проходит в гибридном формате. Часть членов жюри участвуют онлайн, часть офлайн. Также наши участники присутствуют как в зале, так и дистанционно. Мы переходим к 5-й команде из 8 финалистов. И следующая команда, которая представит нам свое конкурсное предложение, это консорциум под лидерством творческого производственного объединения Pride в составе консорциума Zaha Hadid Architects, Atelier 10 и Theatre Projects. With a history of over 1,000 years, Kazan is one of the most ancient Russian cities and simultaneously one of the most forward-looking ones. It is the fine balance between traditions and modernity that made Kazan, an old city with a youthful spirit, so unique. We designed a theatre which belongs to its audience, paying tribute to Galiaskar Kamal and a world-class landmark perfectly integrated into the beautiful landscape of the Tatarstan capital. Our proposal for Kamal Theatre envisions a very extroverted building, which merges with the existing natural and built environment, especially the renovated embankment of the Lake Kaban. The horizontal orientation of the building ensures that the building does not overload the site or block the lake view. An intricate flat roof consists of a series of inflated linear pillows, allows users to manage rainwater and efficiently remove snow as it melts, a sustainable solution for local climatic conditions. The main public entrance and drop-off area is located on the Hadi Tektash Street. On the same street, 2 ramps lead directly to the underground parking area. 2 additional entrances for pedestrians are located on the south and west, making the building flexible to the embankment and the surrounding park area. The public entrance brings visitors into an open foyer area filled with natural light, with immediate and obvious access to the 4 performance spaces and all the functional groups. In the center of the foyer, the meticulously designed restaurant is placed, where Tatar chefs will demonstrate their excellence on an open fire. The Great Hall is designed according to the brief to hold an audience of 600 people with direct access from the main foyer area. The acoustic panels of the Great Hall are inspired by Tatar art ornaments and patterns. The Great Rehearsal Hall is located above the rear stage area of the Great Hall. Along with a cafe and balcony accessible by the public, we aim to bring people together with a view of the city from above. The 200-seat Universal Hall offers the possibility of different stage and sitting configurations using transformable floor system for multiple types of events. The 200-seat multi-purpose Eastern Hall is a hybrid space for a variety of performances. It is located close to the west entrance of the building and has an ornamented glass dome and big arched windows towards the lake. Next to it, overlooking the lake, is located the small Chamber Hall, an intimate, flexible performance space.
The loading dock is situated between the Great Hall stage and the production department. The dock offers easy unloading directly to Great Hall and the workshops. A loading lift is provided to carry goods to the back of house of the Great Hall, the Great Rehearsal Hall above, and to storages and workshops on the basement. Via this lift and a logistic corridor at B1, goods can arrive to the Eastern Hall at stage level and to Universal Hall with another similar size goods lift. From the dedicated lobby and entrance of Khadi Taktash Street and the lobby, staff and artists can access directly the Great Hall back of house area, the production block, the artistic and administration group above, and the logistic corridor on the first basement. This arrangement gives unobstructed access to staff and artists to all the performing and supporting areas of the building. The new Kamal Theatre building has the potential to become one of the city's top attractions, especially for those willing to immerse into the rich Tatar culture. Our proposal reflects the city's soul. It is a welcoming, comfortable, inclusive, vibrant, and sustainable piece of architecture. A first-class landmark that a city like Kazan truly deserves. Добрый вечер. Меня зовут Кристофер Пасос, и я здесь для того, чтобы представить консорциум, который видит Прайд Заха Хадид, и представить наше предложение для строительства нового татарского академического театра Галяскара Камала. Господин мэр, очень приятно вас видеть еще раз, господа. Наше видео было достаточно пространственным, поэтому я хочу удостовериться в том, что я смогу закончить свою презентацию. Я хотел бы обратить ваше внимание на ключевые элементы проекта, и я дам вам время задать нам вопросы, которые у вас могут возникнуть. Итак, когда мы начинали смотреть на этот проект, мы пытались раскодировать, какое воздействие имела такая личность, как Галяскар Камал, который здесь лежался, и результат его работы. И я полагаю, что люди, подобно этому, оставляют свое наследство, которое сохраняется и уважается. И для того, чтобы сделать это, общество должны позволить, чтобы их работа смотрела в будущее, была направлена в будущее. Это, то есть мы создаем не только дом, а только воспроизводим это наследие. Театр Камала живет своей собственной жизнью сейчас. И в течение многих лет он дает представление, вы гораздо лучше это знаете, но это то, что мы узнали. Он является театром, который корнями находится в татарской традиции, но в то же самое время это очень современный театр. У него есть несколько экспериментальных подходов к типологии театра и идеи драматургии. То есть это то, что для нас очень интересно. В то же самое время место, которое город предложил для этого проекта, является местом, которое является очень особенным и проблематичным. Я объясню, почему. С одной стороны, перенося театр Камала в новое место, близко к озеру, мы получаем очень прекрасное место, но в то же самое время у нас имеется несколько зданий вот здесь вот по соседству, которые нужно как-то реконструировать, ну или они должны быть принадлежать этому куску земли, этому отрезку земли для того, чтобы татарский театр стал тем местом, которое люди захотят прийти. В то же самое время, с точки зрения градостроительной, восточная сторона озера Кабан становится важным доступом к культурным гражданским монументам, и мы должны это признать.
Это здание будет жемчужиной на вершине, и это здание, которое будет привлекательное для гостей, но также и здание, которое нужно рассматривать с внутренней точки зрения. Оно должно пониматься как то здание, которое открывается для города, и это цель нашего предложения. Доступ и дорожки вокруг озера Кабан двигаются с севера на юг, и когда мы приезжаем с этой стороны, вот эти дорожки и доступность усиливается для того, чтобы мы могли посмотреть на это здание снаружи или снутри. Характеристики здания видят три основных входа для публики, еще отдельный вход для рабочих, а также погрузочный док, который расположен для того, чтобы разгружать декорации. Также у нас повышенная доступность для транспорта. Мы используем дорогу, улицу Хади Такташа для того, чтобы парковать машины и позволять им воспользоваться прекрасными садами, которые располагаются по всем сторонам этого здания. Архитектурный подход, который касается отражения традиционных морфологических идиом, а также развивает форму архитектуры в современным способом, позволяет нам разработать это здание, это открытое здание, как место, как заведение, а также как образец архитектуры, который говорит, где архитектура находится на сегодняшний день. Вы сразу увидите отличительные выдающиеся крыши, которые привлекают интерес на вот эти куполы, показывают позицию основного зрительного зала внутри театра. Это глубокий план, который построен горизонтально, который позволяет делать здание максимально гибким и использовать пространство для представлений, для спектаклей автономным способом. Главный зрительный зал является пространством, которое выдается из архитектурной формы и открывается большими окнами на высоком уровне, выходя на Кабан, для того, чтобы еще видеть в проекции и театр, старое здание театра Кабана. Это сделано для того, чтобы вдохновить историческую связь со старым театром для всех артистических труп, которые будут показывать представления на этой сцене. Это здание, это дом театра и театр этого дома. Мы хотели, чтобы оно выражало культурные идиомы, орнаменты, текущие формы, чтобы все это было таким образом, чтобы создавалась типология. И мы очень много рассматривали таких форм, и нам все очень интересно, что стоит внизу, что является подложкой этой татарской культуры. Поскольку вы приезжаете извне, у вас должен быть аппетит и любопытство для того, чтобы узнать, что такое новое сообщество, и для того, чтобы ценить, что оно нам предлагает. И мы поэтому здесь показываем вам стратегию и подход, каким может быть театр. И сюда мы пришли с обещанием, что мы будем с вами сотрудничать, а также с театральной группой для того, чтобы разработать эту схему очень выдающимся способом, а также очень точным способом. Что же представляет собой этот план? Вы видите, что основные компоненты театра справа на экране это основной театральный зал, это мастерские, административный блок, грим-уборная для актеров, образовательное отделение,
На каждом из них есть подпись под этими пространствами. Все они очень компактно расположены и образуют системную функциональность. С другой стороны основного фойе у нас есть восточный зал, у нас есть татарский ресторан, у нас есть камерный зал и, конечно, снизу слева у нас есть black box. Каждый из этих компонентов может функционировать независимо или полунезависимо. В то же самое время они все могут действовать одновременно для того, чтобы предлагать и активировать зрителей. Это здание не только фасад, это также и интерьер здания, потому что конструкция интерьера, она вызывает определенные ощущения у посетителей. Вы видите, они очень мягкие линии, которые обволакивают, дают вам комфорт, приветствуют тех, кто пришел сюда, а функциональные группы внутри здания становятся местом собрания, встреч людей, местами, где люди будут встречаться и где их можно будет увидеть, то есть становится театром жизни. А центральный зрительный зал тоже небольшой павильон, который мы хотели вам показать, для того, чтобы объяснить, что татарская культура выходит за рамки театрального искусства. И также есть кулинарное искусство, которое можно показать. И поэтому мы здесь располагали небольшой ресторан на 50 человек для того, чтобы показать, каким образом опытные татарские повара могут подготовить определенную еду. А также слушает метафоры для кухни вашей бабушки, где семьи могут встречаться и обмениваться мнениями и просто поговорить. Мы воспользовались орнаментом как инструментом, определяющим нашу геометрическую поисковую работу. Орнамент тут стал инструментом для исследования структуры, определения проекта трехмерной формы нашего ресторана, параллельно характеризующиеся вот этими элементами, спускающимися сверху, как своего рода трубы, либо воронки, обеспечивающие безопасность тех, кто находится внизу. Параллельно такой мотив позволяет нам изучить другие возможности интерьера, когда арки становятся элементом нашего исследования, экспериментов архитектурных. И тут восточный зал становится круглым залом с колоннами, который открывается с одной стороны на озеро, с другой стороны на пространство, и использует различные решение занавеса, которое открывается как на воду, так и на внутреннее пространство, для того, чтобы даже из воды можно было увидеть в некоторых случаях, что происходит внутри. Если такое, по идее, допускается. Расположили уникальным образом места для зрителей, для каждого из залов. Большой зал, естественно, это пространство, в котором человек может ожидать наиболее экстравагантных представлений. Посещая Казань впервые, у нас появились возможности сначала взаимодействия с театром, и, соответственно, мы хотим показать, что в том решении, которое мы предлагаем, есть будет возможно очень быстро менять декорации, двигать элементы на сцене для того, чтобы наиболее эффективно использовать все возможности. Дерево также у нас используется в качестве акустических панелей, естественно, с узорами. Требуется соответствующее предложение для комфорта гостей, что мы предложили. Теперь отношения большого зала с репетиционным большим залом также очень важны. Важны, потому что эти пространства, они живут в синергии
общий купол. И расположены они таким образом для того, чтобы позволить как актерам, так и представителям администрации театра, так и для гостей попадать в этот зал с двух разных сторон. Гости будут входить в зал из лобби по оранжевой стрелке, ну а персонал будет приходить сзади и подниматься дальше на третий уровень. Позиционирование здесь интересно, потому что у нас открывается прекрасный вид внаружи. Большой зал — это двухуровневое пространство с балконом и, естественно, с большим основным залом для основной площади для расположения зрителей. Плюс вы также увидите, каким образом мы работаем со звуком внутри пространства. Посмотрели предварительно на акустику, посмотрели на аспекты окружающие, на орнаменты, которые мы используем. И, соответственно, начали уже анализировать то, каким образом акустически мы решим это, как с помощью естественных, так и усиленных акустических решений. Рассматриваем возможности вовлечения местных мастеров, резьбы по дереву, таких много, к счастью, и в Казани, кого можно вовлечь в этот процесс. Соответственно, выработку как и орнаментов, так и производство акустических панелей необходимой формы. Современный театр, оборудованный по последнему слову техники, многофункциональный зал, сейчас универсальный, это очень гибкий зал на 200 зрителей, и мы проектировали его с трансформируемой конфигурацией, вовлекли тут компанию, одну из лучших в мире. Конечно же, много разных можно предложить. Мы пользовались услугами группы Гала. Мы благодарим вас. И переходим к сессии вопросов и ответов, в ходе которой вы можете иллюстрировать слайдами ваши ответы. Если позволите, я очень попрошу Кристофа завершить. Это будет частью моего вопроса. Просто завершить презентацию. Я большое спасибо за щедрость, я очень быстро закруглюсь. Зал камерной музыки и оставшееся пространство не освещены естественным светом. Постараюсь как можно больше напрямую поддержать и поддержать отовсюду, где бы ни находились, соответствующее помещение светом. Пространство лобби — это место культурного обмена, и тут вы увидите и бронзового цвета колоннады, окутывающие восточный зал. Ну а разрез нашего здания, видео мы его продемонстрировали, но все обслуживание, вся логистика организована. Видите, как в подвале грузовые лифты поднимают большие необходимое оборудование непосредственно на сцену театра. Ну и эти связи также очень важны для того, чтобы все постановки развить необходимым образом. Здесь на диаграмме показываем производственную зону, как соответствующие мастерские получают из мастерских доступ на сцену, административных помещений, таким аналогичным образом. Зоны для артистов, расположенные за сценой с прямым доступом, как с одной стороны в театр, с другой стороны окна, выводящие на улицу, административная зона, естественно, получает с одной стороны вид на кабан, с другой стороны прямой доступ непосредственно к территории залов, собственный вход. Структура у нас конструктивная. Вы видите своего рода одеяло соответствующей структуры. И вы видите то, что мы организуем крышу, как своего рода подушки для того, чтобы вода, а зимой снег у нас естественным образом или легким образом удалялись. Достаточно компактный план, пространство сосуществует, скажем так, достаточно интересно, вблизи друг от друга.
Фасад, вот, пожалуйста, разрез показывает, как различные материалы будут использоваться. Возможно, на вопросы отвечу позднее. Но тут вы увидите богатую крышу, ну и соответственно, защита, вот эти навесы над входами. Сегодня был прекрасный день, побывали на площадке, увидели еще раз, каким образом здание там расположится. Ну и хотя здесь у нас художник это сделал, достаточно четко показывает, каким образом здания будут находиться в этой точке, как особый памятник, посвященный Гляскару Камалу. Рахмет. Спасибо. Сессия вопросов и ответов. Christos, please use an equipment for translation. Channel 2 for you. Для вас, для английский, коллеги. Это второй канал. Christos, коллеги. Есть ли у кого-то вопросы или комментарии, прошу вас. У меня один, может быть, такой вопрос. Грузовой лифт, который будет поднимать декорации, какого он, габариты, размеры лифта грузового? 4 на 6 метров. Другими словами, 24 квадратных метра. Очень похожие на те, что обслуживают крупные больницы, доступны. Уникального размера оборудования, но доступны. Использование подобного оборудования, на мой взгляд, освободит очень многое, облегчит в работе театра, предоставит необходимую гибкость вашего взаимодействия с производственными площадями. Спасибо. Можно вопрос, Владимир Кристов? Вот я был в театрах и в Казахстане, и в Баку, и в Катаре. Вот не пройдешь мимо, сразу видно, что вы. Где идентичность Казани и татарской культуры? Вот где мы заходим, и мы видим, что мы не в Катаре, что мы не в Баку. Понятно, стиль, он есть стиль. Я был у вас в офисе в Лондоне, он узнается, и это хорошо. Но вот где наша идентичность? Где ваша идентичность? Мне кажется, идентичность в орнаментах. Мне кажется, идентичность в том, что архитектор приглашает местных мастеров сотрудничать в этом процессе. Идентичность в том, как орнамент не перевешивает здание. Я очень внимательно посмотрел. То, что вы здесь видите, это не Абу-Даби и не Катар. Здесь орнамент особым образом используется в вашей культуре. И тут декоративный мотив, он всегда вплетен в нечто такое более простое пространство. И морфологически особое внимание на формы. И о формах также отмечу. Читая ваши орнаменты не только из каталога, который нам предоставили в рамках тех заданий, но и в рамках собственного исследования, я что понял? Татары – счастливый народ. Народ, живущий в природе, живший в природе, наслаждающийся жизнью, когда приходит весна, и умеющий наслаждаться, когда приходит зима. Орнаменты полны цветов, прекрасных форм, которые говорят о радости жизни. И об этом, конечно, могу говорить бесконечно, потому что такой уровень коммуникации мне нравится. Очень надеюсь, что это помогает донести, каким образом мы к этому относимся. И это донесло до меня вот это сильное ощущение весны, понимание того, что жизнь, она цветет, она богата. Вот почему вы видите цвета желтые, синие, красные и все другие элементы, как они вместе собираются. И мне кажется, что мы, как архитекторы, а вы, как клиент, должны позволить дать этому пространство для того, чтобы аккуратно работать с этим режимом расцветки. Да, крупные элементы, бронзовые элементы и так далее мы предоставим, но конечные, вот эти, но более тонкие элементы, они должны быть местные. И вот это вместе должно быть своего рода совместным приключением, если мы примем решение пуститься в него вместе.
Мой вопрос краткий на татарском языке. Я писатель, я вижу именно текст. В начале видеоролика было написано: Казань более чем вековой истории. Казань күп гасырлы шундай. Более чем вековой. Бер гасырдан артык тарихлар беткән. Biz 2005 yılında Kazan'ın 1000 yıllıgını bayram ettik. Siz onu bilmişsiniz. В начале, вроде мы отмечали тысячелетие. Возможно, это была ошибка перевода, но на английском говорится это «тысячелетнее». В этом я более чем уверен. Историю города мы однозначно изучали, территорию, историю народа. Поэтому за вот эту ошибку, если вдруг она такая произошла, закралась в видео, я приношу извинения. К сожалению, русский перевод я не проверял, я не мог этого сделать, но я прекрасно знаю, что это тысячелетний миллениум, как минимум. Добрый вечер. Спасибо вам большое за презентацию. И складывается такое ощущение, что главным центром притяжения в фойе является ресторан с открытым огнем. Так ли это? Или я ошибаюсь? Частично, да, своего рода центр позволяет организовать пространство вокруг, но посмотрите на это как на дом. Входите, когда в дом, и центром дома является огонь. Традиционно всегда это было так, этот очаг. И, естественно, это то, что тоже символично проявляет, то, что вместе собираетесь. А как формально, так и неформально. И создаете пространство для такого, будь то официального, формального, будь то неофициального общения между людьми. Один из кластеров. Этот огонь, он будет использоваться по назначению для готовки? Или это просто элемент декора? Нет, нет. Будет использоваться, должен использоваться. Кому-то там нужно будет готовить. Другими словами, нам необходим, там будет замечательный шеф, который знаком с кухней. Во время спектакля тоже? Может происходить в течение дня. Люди могут туда приходить на обед, на ужин. Даже если вдруг не идут на представление. Потом, когда люди вышли со сцены, могут прийти и захотеть там покушать. Господин Фарох Дерахшани хотел бы также задать вопрос. Прошу вас. Меня тут вот этот разрез немножко запутал, что там происходит, потому что форма такая формалистичная и выглядит очень-очень крупным. Что там происходит на вершине тех элементов, которые вы покрыли, вот эти башни и так далее? Что это такое? Это контролируемое пространство или там, что-то так пошло? Нет, это действительно контролируемое пространство. Мы хотели бы поговорить об этом как чердак, как пространство, где заканчивается подушка крыши и охватывает все элементы с точки зрения структурной. А что касается техники, вы видите эллиптические формы, которые структурно формирует остов, и тем самым структура крыши спускается вниз до земли для того, чтобы у нас формировалось фойе, как дерево. Есть ли еще вопросы, коллеги? Если можно, как вы определились с масштабом вот этого единого сооружения, учитывая, что рядом не море, а все-таки небольшое по нашим меркам озеро Кабан, и рядом стоит пятиэтажная застройка, перед окнами которой вырастает вот такое темное сооружение. Почему вопрос? Потому что мы видим, что даже залы вы накрыли единой структурой, и получается, что небольшие залы, которые есть там восточный,
они вынуждены быть чрезмерно вытянутыми в высоту, и пространство там получается не очень уютное. Не было желания у вас немножечко скорректировать общий масштаб сооружения относительно среды, в которую вы его поставили? Спасибо. Okay. So, I mean, Это очень интересный вопрос, конечно, но я бы сказал следующее. Дело в том, что программа для такого здания, как она была разработана, это была очень детальная разработка, очень детальное задание. Это большая программа. Это здание, которое исключает из себя цокольные этажи и другие пространства, может быть, около 30 тысяч квадратных метров. И неизбежно, что вот эту массу надо как-то соорганизовать. Что мы сделали? Мы решили, что мы хотим, чтобы это здание было не очень высоким, поэтому оно не выше 15 метров. Это нам позволило использовать горизонтальную структуру и горизонтальное планирование для того, чтобы позволить гибкость движения и создать общественные места в фойе внутри театра. И делая это, мы привели высоту крышу соотносительно тем же зданиям, которые стоят на улице Хадид Акташ, и в то же самое время дали открытые обзорные площадки, чтобы можно было видеть это здание со всех концов этого места, то есть с моста, со стороны озера Кабан, с другой стороны озера Кабан, а также напротив. Короткий вопрос из трансляции. Из чего сделана конструкция, отделка кровли здания? Она сделана из стальных конструкций и покрыта слоем изоляции и затем слоем свинца. Свинец обычно используется в российских, или цинк используется в крышах. Это очень гибкий материал, который позволяет создать какие-то ребра на крыше, которые позволяют давать сток водам, как при таянии снега, так и при дожде. То есть, а внутри это акустические панели какого-то цвета дерева или бронзы, как вы видите, которые покоятся на стальных колоннах, которые прячутся внутри оболочки. Вопросов и ответов Our завершена. Q&A session is over. Thank you very much. Уважаемые коллеги, следующая команда, которая представит нам свой конкурсный проект, это консорциум под лидерством компании «Метрополис». В составе консорциума Куб Химмельблау, Вольф де Прикс и партнеры и Мириада Групп.
Всем добрый вечер. Сегодня мы со своими членами представляем новые здания нового театра Камала. Это новое поколение зданий театра, которое связано с новыми поколениями татарстанцев со старой культурой. В 1968 году господин Прикс основал свое бюро, которое работает в духе конструктивизма, и мы специализируемся в культурном представлении нового вида. Это первое конструктивистское здание в Европе. Мы разработали огромное количество выдающихся зданий по всему миру, в основном здания, связанные с культурой, но также и с банками. И вы видите новые башни. Мы также строили здания в России. Самое большое, которое есть построено, это стадион в Санкт-Петербурге. Конечно, мы вдохновлялись не только культурой, а мы также глубоко исследовали татарскую культуру, которая почти везде выражается в этом городе. И не только в архитектуре, это в художественном изобразительном искусстве, это в ткани, мы можем везде ее найти. Мы взяли это как вдохновление для того, чтобы спроектировать наше здание. Мы попытались проанализировать ее, и вот этот анализ преобразовался в какой-то новый образ. Для Камаловского театра, конечно, есть определенное наследие, но это наследие нужно передать новому поколению. Мы должны не просто передать, мы должны его проанализировать и передать его новым способом. Вот это наш подход к новому зданию театра Камала. Это очень современное здание. У нас есть фасад, где мы попытались вписать, соединить внешнюю и внутренние части. Мы вдохновлялись, конечно, вашими сказками. Нам так было интересно читать и слушать вот эти детские книжки, и мы просто влюбились в них, особенно с Шурале. Вероятно, вы уже видели это, конечно. Это наш основной вдохновляющий персонаж. Поэтому мы хотели вывести театр в свет, конечно. И я посетил старый театр Камала, и я все видел там. У вас уже что-то есть такое очень сильное, ваше лучшее отражение в вашей культуре. Это и есть театр. Вы уже создали то заведение, где вы можете продолжать и передавать вашу культуру будущим поколениям, чтобы они стали частью этой культуры. Мы также вдохновлялись существующей архитектурой. Это Казань. Вы лучше меня знаете, где это. Но мы также видели очень много напоминаний от старого, то, что существует в современной архитектуре. То есть вот юрта, допустим, мы ее трансформировали в такую форму. Наше здание будет как бы растворять границу между внешним и внутренним. Мы потому что вдохновлялись деревянной структурой, которая, как мы помогает нам слить наружную часть и внутреннюю часть. Еще один вид, который вам показывает, что здание очень светлое и открывается наружу и сливается с природой. Очень сильная связь со старым театром Камала проходит через озеро Кабан. Нет нужды объяснять это. А старый театр Камала и новый театр Камала, что происходит? Когда строилось это здание, это было новое здание. Было то, что, может быть, даже пугало людей. Но спустя некоторое время, когда происходят изменения, люди принимают это. Они сами это принимают. И татары, которые, я узнал, представляют огромную диаспору, считают этот театр своей Меккой. Они приходят сюда, они используют время до пьесы и после пьесы для того, чтобы общаться. И какой у вас здесь культурный обмен? Поэтому мы пытались разработать новое место, где вы можете встречаться и обмениваться культурной. А что лучше может быть, чем театральная пьеса, которая рассказывает вам историю? Это все касается рассказа истории, конечно. Новое здание, вид сзади.
Мы его как бы осветили, вы видите? Наша концепция достаточно проста. Мы разработали эту линейную конфигурацию здания с функциональными пространствами впереди. У нас есть огромное пространство в фойе для того, чтобы люди здесь общались и также общались с природой. У нас есть театральные места, которые связаны со всеми функциональными местами. Устроив здание таким образом, мы сделали его очень компактным, и мы оставили огромное количество пространства для природы, для парка и для людей, которые могут там отдыхать. Наша основная цель создать театр для города. Он как бы трехмерный. У нас есть Black Box, у нас есть основной зрительный зал, у нас также есть огромное фойе, которое становится очень мультифункциональным местом. Конечно, у нас есть круглый зал, у нас есть камерный зал, у нас есть общественные места на крыше, а также места для выставки в цокольном этаже, которое может выходить на амфитеатр. А что такое театр для города? Это не только место, куда вы идете для того, чтобы посмотреть пьесу. Это будет местом, где вы будете проводить свое время, где вы связываетесь друг с другом, общаетесь. Здесь вы можете видеть, каким образом он вписывается в ландшафт. Очень открытые фасады, каким образом они взаимодействуют с набережной озера. Мы ничего здесь не меняли, добавили только водную станцию, потому что она дает вам вид на старое здание театра Камала. И тогда сам театр становится сценой. У нас есть маяк, у нас есть обзорная платформа, то есть это может быть использоваться как место для выставок. Вчера кто-то меня спросил, а где я бы хотел провести свою свадьбу? Конечно, вот это место можно использовать для проведения свадеб. Как я уже говорил, наш основной вход ориентирован на центр города. У нас есть, конечно, вход и сзади здания, с улицы Хадид Таксара, а также с улицы Назарбаева, а мы также создали городскую плазу. Это как бы место, где люди могут встречаться, где можно играть в шахматы. Вы можете гулять со своими детьми, там есть игровая площадка, у нас есть амфитеатр, который также взаимодействует с природой. Второй вход располагается со стороны парка, то есть вы можете прогуляться по набережной и зайти туда со стороны парка. И вот основной вход и вход с парка, они связаны под землей. И где располагаются такие службы, допустим, которые используются для содержания сада. То есть мы пытались создать трехмерное пространство, которое как можно больше открыто для публики. А вот здесь располагаются все производственные, хозяйственные службы, как цеха и так далее, которые связаны с закулисьем. Мы сделали здесь грузовой лифт. Здесь вы видите хранилище, откуда декорации и реквизит можно привозить также в Black Box, а еще одно хранилище может быть расположено вот в этом месте. То есть очень компактное функциональное здание. Но целью являлось отдать больше пространства, конечно, публике, людям, потому что здесь изменяется культура. На первом этаже у нас располагается гардероб. Здесь амфитеатр, который дает свет в нижне расположенные части здания. Здесь вы видите разрез. Здесь у нас есть башня Тюльпан и также платформа, на которой располагается ресторан. Она может быть освещена, когда у вас есть представление. То есть это станет не только знаковым местом, а просто это будет извещать людей о том, что идет представление. Вы видите, здесь у нас есть бар, у нас есть Black Box. На первом этаже, конечно, круглый зал и камерный зал. Еще один разрез. Здесь показываем сердце театра, а именно пространство актеров вокруг внутреннего садика. Крутятся и гардеробы, они очень близко расположены рядом
со сценами, но посчитали, что это нужно сделать уникальным. Потому что всегда говорим, что театр — это такая машина, которая работает благодаря людям. А соответственно, кто здесь самый важный? Это актеры, это состав труппы. И, соответственно, когда вот я ходил по существующему театру, мне вот этого не хватало. Не хватало своего рода дворика, что ли, пространства. Вот почему, собственно, и родилась эта идея. Как раз хотели это создать, покажу. Мы хотели создать вот это особое пространство для актеров, потому что они же самые важные. Другой слайд с круглой крышей фойе. Для некоторых проявлений можно раскрывать это все, не только, например, потолок открывать, но раскрывать и вид наружу. Дальше мы используем вот этот вот мостик, который связывает, что делает фойе трехмерным пространством, которым можно познакомиться, пройдясь по этому мостику. Верхние этажи — это зоны для актеров, для персонала. Тут, наверное, проскочу. Общественное пространство, рестораны. Это фасад, вид на фасад с улицы Хади-Такташа. Что мы здесь видим? Это вход в различные мастерские, плюс вход для актеров с общественной площадки. Тут мы хотели создать такой очень живой фасад. Несмотря на то, что это, видите, задняя часть здания, она одновременно и лицевая часть здания тоже. Как строить будем? Очень просто. Достаточно простая такая структура и бетонная компонента. Экстровая часть, наверное, только вот пространство фойе. Вот это вот. Посчитали, что было бы интересно реализовать из дерева с учетом наследия вашего древнего, говоря о юртах, и современный ваш вот этот вот дворец водных видов спорта. Но, как уже отметили, для нас очень важно переплетать внутреннее и внешнее пространство. Как это у нас работает? Мы создаем своего рода структуру, покрытую кожей над нашими этими боксами. Это фасад однослойный. Дальше, когда доходим до такого коробкообразного, до коробки, тут мы получаем второй уровень. Создаем своего рода климатический буфер с учетом, естественно, энергоэффективности. Дальше, с другой стороны, и тень мы можем необходимо получить, и защита от шума внешнего. Энергоэффективная концепция, а тут изображение. Как я уже отметил, мы тут выносим такие заметные компоненты сюда, и вот этот вот фонарь, говорящий о том, что у нас лампа, о том, что театр работает, платформа, с которой посмотреть на город. Дальше, если приближаемся со стороны набережной, прогуляетесь по парку, дальше подходу, когда со стороны центра города идете, проходите через основной площадь и входите в зал. Вот здесь вот показываем группу для образовательных целей. Соответственно, очень легкая структура, прямой доступ в парк для детей, очень интересно. В этой части круглый зал с возможностью открытия в сторону озера. А вот здесь вот наша, зона, которая может использоваться как будто для выставок, будто для возможности выхода на воздух. Вот здесь вот амфитеатр, возможность доступа к этажам, что пониже, делает это более гибким. Вход для актеров, дальше городская площадь, зона погрузки, доставки, ну и со стороны Хади-Такташ основной вход здесь показываем перед представлением. Хотим создать очень такое теплое, привлекательное пространство. Основной вход здесь, основное лобби с башней тюльпан, как мы ее называем, здесь, и, естественно, компонента для здания, для расположения административных. Здесь лобби, билетные кассы, соответственно, за стеной. Вот это в раскрытом положении наш зал Black Box, что позволяет раскрыть
открываться и увеличиваться фойе многофункциональный благодаря тому, что платформы вот эти могут убираться. Вот это вот внутри наших аудиторий у нас 2 балкона. Один балкон выводит вас на мостик, который позволяет вам прогуляться по всему зданию, очень открытое, легкое. Вот это 2-й уровень, подход к залу, 3-мерный вот этот вот опыт восприятия. Вот это сердце жизни актеров, вот этот вот внутренний дворик театралов, соответственно, их зоны для переодевания. Господа творческие директора, вы можете выбирать себе этот офис для того, чтобы рядом с вашими актерами находиться. Пожалуйста, Black Box, как я уже говорил, многофункциональный, открывается и на подиум. Вот это наш круглый зал. Как вчера отметил господа, шутку уже отмечал, видимо, надо будет повторить. Круглый зал вдохновляется тем, что мы тут открываем крышу, делаем. Вот это основной зал, 600 мест, основная сцена. Вот открытие на сцену. На этом все. Большое спасибо за внимание, господа. Мы переходим к сессии вопросов и ответов. Напоминаю нашим онлайн-участникам, что они могут поднять руку и также задать вопрос. Уважаемые коллеги, кто готов открыть сессию? Я, наверное, не с вопросов, а хочу поблагодарить за такую великолепную работу. Я прошу прощения, если я сейчас своим выступлением повлияю на какое-то голосование, но действительно и проработанная работа, и большое удовольствие от вашей презентации. Спасибо вам за то, что вы приняли участие и на самом деле так глубоко погрузились в историю города, в историю культуры, в историю театра. Спасибо. As a mayor, thank you very much. Большое вам спасибо. И мне тоже было. Зрители нашей трансляции не остаются безучастными к работам и задают все больше вопросов, пока мы думаем над профессиональными вопросами. Вопросы из трансляции. В центре большая шахта, так ее видят люди, которые следят за нами. Какое ее назначение? Есть ли будет возможность задавать вопросы и дальше командам? Они бы хотели продолжить. Вот это да, что это? Спрашивают телезрители. Это место для зрителей. Это еще один такой аттрактор, притягивающий якорь, для того, что у каждого может быть свое мнение. Это точка, с которой посмотреть на ваш город. Дэвид Базульта хотел бы включиться в нашу дискуссию. Дэвид, прошу вас. По-своему. Я хотел бы спросить о том, каким образом вы воспринимаете кожу этого здания, разные сезоны, день и ночь, каким образом рефлекция будет происходить в остекленных частях. Я полагаю, глядеть будет очень интересно. Когда представьте, как солнечные лучи движутся по зданию, ориентация, основной вход, видите, на север. Другими словами, так или иначе, солнце будет попадать в течение всего дня. Ну а в связи с отражением красиво будет. Я не знаю, ответил на вопрос или нет, но, может быть, я и не совсем понял, как я воспринимаю, каким образом вот эта кожа керамическая, в технических аспектах. Это керамическая поверхность с элементами изолированного стекла. И, другими словами, общественные пространства покрыты вот этой кожей, фасад однослойный. Функциональная часть здания, такие как вот эти боксы, о которых я говорю, они содержат вот эту кожу, но кожа становится частью компонента этого здания. Она генерирует своего рода как вторую кожу, еще как климатический буфер и там защита как от шума, так и от солнца излишнего. Спасибо. Спрошу, скажите, пожалуйста, все-таки внешне, вот я понимаю, что внутри очень тепло, сейчас ощущение, что внутри очень тепло, там дерево, а внешне очень холодно, да? И это металл и стекло или что еще? Я, может быть, пропустил. Керамика, да?
Если позволите, я воспользуюсь этим вопросом и отмечу следующее. Познакомившись с татарской архитектурой, я узнал нечто новое. Это то, что снаружи закрыты, а внутри сокровища прячутся. Что мы тут пытаемся сделать? Конечно же, сделать шажок в сторону следующих поколений. Другими словами, стараемся получить легкое здание, потому что это же общественное здание. Но это не сталь, это керамика. А керамика, которую вы используете, традиционный материал. У вас и в мечетях это используется. Я это видел, когда ходил. И на театре Камала также у вас вот эта голубая керамика на крыше. То есть мы используем традиционный, на мой взгляд, строительный материал, просто применяем его теперь на наш фасад. Спасибо отдельное за внимание к блоку артистов. Я никогда не видел театра, где внутри был бы дворик для артистов с деревьями, с какими-то местами отдыха. Про это даже не думают, забывают. Это интересно очень. Спасибо. Welcome to Coop Himmelblau. Добро пожаловать в Coop Himmelblau. We build what other people Строим то, promise. что другие обещают. Есть ли еще вопросы, коллеги? Может быть, у наших онлайн-членов жюри? Уважаемые члены жюри, есть ли у вас еще вопросы или комментарии? У меня есть вопрос. Вот эта вот флагообразная форма, которая рядом с тюльпаном, она почему так выбрана? Она выбрана в соответствии, ну, не только же в соответствии того, что она там внутри будет использоваться как бар и выставочное пространство, а в соответствии как бы с внешней архитектурой. Почему? Потому что она немножко, конечно, режет... Да. Что это? Все начинается с мечты. Извините, всегда приходится на вас ссылаться, потому что вы меня вдохновляли. В данном случае начинается с наброска. А набросок — штука очень эмоциональная. Начинается, когда мы так или иначе копаемся в культуре, исследуем. Не могу глубоко объяснить, почему здания выглядят такими, как они выглядят. Мы же создаем, мы можем создать атмосферу и какое-то желание. И мы старались, много всего анализировали. И чего мы хотим получить? Мы хотим создать своего разные вот эти лампы волшебные для разных точек, чтобы можно было увидеть, понимать, что происходит. И мы предположили, тогда, когда постановка в основном зале, там башня тюльпан загорается. Или когда вы создаете скайбар, выставочное пространство, это многофункциональная зона, может использоваться как общественное пространство. Ее тоже можно зажечь тогда, когда выступление, презентация в блэкбоксе происходит. Таким образом, мы создаем ансамбль, который одновременно работает как реклама, когда вы хотите. Поэтому все эти головы, если хотите, они представляют те функции, которые с ними связаны. Это функциональное отображение и становится своего рода знаком, landmark. Спасибо. Вот они рождались, так и родились. У меня есть один вопрос. Вот это здание, если осчастливить им город Казань, во сколько денег это обойдется? И еще вопрос. А снег как вы будете убирать вот со всех этих башен? Что это может встать, перенести вашу культуру в будущее? Сколько денег вы планируете инвестировать за следующие 50, 60, 70 лет для того, чтобы показывать, кто вы такие?
Денег, конечно, будет стоить, но мы гибкие. Вопрос денег всегда можно отложить в сторону. Почему? Потому что клиенты всегда встречаются, у которых денег не хватает. Мы гибкие, мы готовы находить решения, которые будут работать. А снег, вот только сейчас прошел мимо театра Камала, куча там снега на крыше, никого же сильно это не беспокоит. Другими словами, да, работаем с инженерами, структурщиками, поэтому о нагрузке ветряной и снежной однозначно позаботимся. Об этом не переживайте даже. Можно небольшой вопрос? Во время предварительных презентаций вы обосновывали образ и очень, по-моему, так убедительно, что это танец или движение фигур, актеров. Почему-то вы сейчас об этом не рассказываете. Если есть возможность, пожалуйста, на это тоже обратите внимание всех членов жюри. Вот об этом? Ну, мы международный офис. Я должен изучать и не только татарскую культуру, но когда я генерирую общественное здание на будущее, вы хотите, чтобы чего-то блистало, как по всему Татарстану, по всей России, по всему миру. И нам нужно создать нечто такое, что будет блистать. Вот это называется glittering machine. Это набросок, руками сделан, двухмерное, но генерирует то, что показывает ту, назовем это машиной, которая создает атмосферу, разные звуки, поворачиваешь, получаешь. Когда поворачиваешь за ручку, птички крутятся, создают песню и так далее. Что мы здесь видим? Мы здесь видим и основной зал, и блэкбокс, универсальный. Когда вот людьми, актерами эта же машинка работает, вращается. Вот почему о них подумали. Мы хотим, чтобы эта машинка работала, а значит, о них нужно подумать. Мы рассматриваем театр как машину, как оборудование. Тут производственная линия, огромное количество людей работает. А тут это вдохновение, которым мы воспользовались. И дальше, вот, исходя из этого, уже творили остальное. Можно, да? А из этого можно понять, что если у вас еще озарит вдохновение, то вы можете эту паутинку как бы трансформировать в будущем? Вы хотите сказать, что сделать так, чтобы она еще и двигалась? Не. Или что? То есть сейчас у вас есть проект вот определенный, ну, допустим, вот эта фигурка, да, но вас посетит вдохновение, и вам покажется, что эта фигура, ну, допустим, она там неорганична, или что-то другое интересное. То есть вы можете в плане проектировки, пока дойдет до строительства вот этой паутины, то есть вы измените это. Не уверен. Я не могу объяснить, да, вопрос? Да, это окончательный проект вот этой паутины. How flexible are you about changing? How flexible are you with changing? Насколько вы гибки в том, чтобы... Секрет раскрыть, да? Ни один проект, который выигрывает конкурс, будет строиться таким, какой он есть. Потому что первое, чего будет, мы будем сидеть с театралами и фиксировать технические моменты. Потому что сотни еще аспектов, которых не хватает. Мы, естественно, стараемся следовать вашему техническому брифу. Много всего не хватает. Что мы презентуем, это желание, это идея. А вот это желание и идея, да, она будет сохранена в течение всего проекта. Возможно, вы знаете какие-то там знания, но вы смотрите на набросок, вы видите на модель. Вот это первая модель, которую мы ее вырезали, и мы продолжали, и продолжали, и продолжали. До тех пор, пока не получаем то, что хочется. И дальше мы работаем это в течение всего пути. Огромный, естественно, в какой-то момент и вопрос финансирования будет влиять, пространство, те или другие требования законодательные будут влиять и прочее, но мы готовы меняться. Здесь я не боюсь того, чтобы менять этот проект. Когда будем рассматривать эту оболочку, которую сейчас мы будем, конечно, изучать, как будет влиять эта оболочка на окружающую стройку, с учетом ветровая нагрузка, снегом и так далее. И будем еще дорабатывать, сохраняя идею, этой концепции, с учетом всех факторов, которые будут влиять на здание.
great engineer. Yeah. Прекрасный инженер. That's what we need. Architect alone Это cannot то, do anything. архитекторы одни ничего сделать не могут. Нам нужно серьезное влияние. Это командная работа. А как команда можем делать все, что захотим. Можем мечтать по-крупному. Yeah. Спасибо большое. Thank you, Ben. Thank you. Бен, спасибо. Вы можете перейти в комнату ожидания. Please feel free to pass to the waiting area. Thank you. 1.5 minutes. You can say the main words if you want. У меня 1,5 минуты. Ты Вы можете можешь сказать еще несколько слов, если вы хотите. Я хочу добавить несколько слов. Я очень рад, что такая программа, которая позволяла, чтобы найти реально проект и найти стоимость этого проекта, и как его построить, и как в будущем в реальности. Но обычно как приходит в нас? Приходит вот у нас, допустим, 2,5 миллиарда, у нас площадь такого, давайте мне театр. И получается, что деньги не хватает, площадь не хватает, начинается проектировать. А проектировать что? Соответствие техническое задание, которое ее отсутствует. Это я проходил несколько раз, на самом деле, в России. И была практика. Площадь бывает от 2,5 или 12 тысяч квадратных метров, а нам нужен театр для оперы и балет и с большим сценом. Но я очень рад, что появился такой конкурс для определения стоимости, определения театра. Спасибо вам большое. Thank you. Следующий консорциум, который представит нам свой... Это консорциум под лидерством Национальной творческой союза архитекторов Республики Татарстан, архитекторы Новикова, члены консорциума Borgos Piper и City Projects.
Добрый день и огромное вам спасибо за приглашение и возможность представить вам наше предложение. Что же это такое новый театр Камала? Каким образом этот проект, это здание должно совпадать с культурным, социальным контекстом? Мы верим, что живем в знаменательный момент, когда искусство и культура в Казани переживают свое возрождение. Есть возобновленный интерес к тюркоязычным культурам, новый интерес, уважение к природе. Также есть возможность преобразовать весь район города, который был маргинальным, в более живую среду, привнеся экономические и физические улучшения в это сообщество. Театр-сад. Наш первый исходный тезис, из которого развивались все последующие решения. Исторически казанские театры часто располагались именно в городских садах. В саду Эрмитаж, Панаевском саду, саду Аркадия, на озере Средний Кабан. В своем предложении мы развиваем именно эту идентичную традицию, именно эту традицию Казани. И стремимся создать не просто иконическое здание театра, но интегрировать в городской сад, в ландшафт. Именно поэтому мы предлагаем концепцию театр-сад. И это не театр и сад, и не театр в саду, а театр как сад. Сад как театральное представление, где сад продолжение театра и наоборот, где нет четких границ. Важна и символическая роль сада в культуре восточного мира. В Коране тенистые сады с прохладой воды – это образ рая. Сад, как проекция небесного рая на землю, присутствует в знаменитых памятниках архитектуры, ансамблях Альгамбры, Генералиффа в Испании, Тадж-Махала в Индии и дворцовых садах Ирана. В нашем проекте сад дает театру открытые площадки для представлений. Например, на Восточной овальной площади на Урас-Майдан или вдоль променада. Сад дает невольных зрителей, посетителей парка Озер-Кабан. Театр же дает висячие сады на крыше, городской балкон с видом на озеро, новый зрелищный фокус притяжения. Вода также неотъемлемая часть восточного сада, образа рая на земле. Она формирует живые декорации театра, подвижная вода в прудах, журчащие потоки в каскадах, дождевых садов, спокойное зеркало бассейна на площади перед театром. Все это создает мелодию театрального сада. Фасад, обращенный к воде, напоминает волны, складки театрального занавеса. Струится вода и струится занавес. В складках структурного фасада в лучах закатного солнца отражается вязь бронзовой перголы. Проблески драгоценного металла через толщу воды – это еще одна ассоциация с древним мифом о сокровищах Казанского ханства, скрытых на дне озера Кабан. Здесь я отмечу роль экоустойчивой функции воды в проекте. Мы участвовали в создании, в разработке каскадов биологической очистки воды на набережной озера и считаем, что нужно и важно продолжать развивать эту тему на этой территории. Свет. Свет – третье действующее лицо в нашем спектакле, образ театра. Зрительская часть обращена на запад. Сюда приходят низкие закатные лучи в вечернее время, когда собирается публика. Рабочая же часть театра обращена на восток, освещается утренним и дневным светом, когда здесь кипит работа. В производственных цехах, гримерных, коворкингах, образовательных помещениях, кафе, создавая живой сценарий уличной жизни. Свет и небо. Главные материалы фасадов театра, обращенных к озеру. Здание, казалось бы, плывет, а фасад башни, он наполовину отражающий, и он исчезает днем за отражением облаков и неба, а вечером за отражением
ночного небосвода. Природные материалы, деревья, которые мы сохранили на переднем фронте, вода, свет помогли нам в создании образа близкого к природному, близкого и любимого в татарской культуре. Но однако, что в закулисье представленного образа театр-сад? За последние 100 лет наши представления о образе татарского театра менялись по крайней мере трижды. От странствующего театра «Саяр» далее к сталинскому ампиру, и теперь существующее модернистское здание типового проекта воспринимается зрителями как свой дом. Наклонная башня с бирюзовой кровлей сегодня – это узнаваемый образ татарского театра. И новый театр, куда нас привели поиски. В исламе не изображают образы живых существ. А в традиционной татарской архитектуре нет примеров крупных общественных зданий с символической формой. И это заставило нас задуматься, как изобразить, не изображая, как сделать запоминающуюся архитектуру, но чтобы она не была интервенцией. И мы предлагаем ненавязчивый образ, таинственно мерцающий сквозь занавес деревьев фасад. Но тем временем тому, кто ищет путь к театру, мы даем явный запоминающийся образ, как отпечаток, тавро, видимый на карте, в форме листа. Театр словно прорастает здесь. Плавные формы и крепкий остов листа. Это, конечно же, татарский характер. Он мягкий, но сильный внутри. И здесь мы расскажем о четкой внутренней структуре театра. Как мы вчера уже говорили, что Фарид Равкатович, главный режиссер театра, поставил перед нами в самом начале задачу, что театр должен быть открытый и одновременно закрытый. И мы думаем, что мы смогли дать ответ на этот вопрос. Очень, ясно, что там есть четкая технологическая планировочная структура, которая разделяет открытую часть зрительскую от закрытой рабочей, как в традиционном татарском доме, в котором была открытая часть для гостей и более частная территория закрытая. Общественная прогулочная часть, изогнутая, без границы, которая сливается с садом, она способствует проникновению взглядов с фасада, а внутри, в закрытой части, проходит волшебство театральной жизни. Мы очень много работали с коллегами из Theatre Projects, которые участвовали в разработке организации театральных процессов и пространств. Его можно построить, это достаточно устойчивая конструкция. План имеет ясные природные общественные места, строго организованная стержень в середине, а также который обслуживает театральное сообщество. С этой улицы загружаются все три зала. То есть у нас есть здесь атриум, внутренний дворик, дает возможность доступа к производственным и складским помещениям. Логистика крупноговорительных декораций организована на одном уровне. Улица соединяет мастерские, офисы и пространство коворкинга на всех трех уровнях. Такая планировка делает пространственную коммуникацию удобной и прозрачной для театральных работников. Есть очень четкая коммуникация всех групп пользователей. На первом этаже очень легкое передвижение материалов и декораций на одном уровне, которое происходит. В каждом пространстве, которое обозначено красным, в каждом зале, он акустически изолированный, и он имеет свои собственные производственные помещения, такие как гримерные и технические помещения. У каждого зала есть независимая вертикальная коммуникация, то есть это лестницы, которые
которые соединяют все уровни. Это позволяет актерам не пересекаться с техническими потоками. Такое решение позволяет по необходимости каждому залу функционировать независимо. И это очень важно, чтобы каждый зал мог функционировать независимо. Здание открыто для публики. Оно приглашает публику зайти и увидеть богатство внутренних пространств. Мы попытались проектировать не только высокотехнологичное здание, но сделать его домом для людей, которые работают в театре. Здесь есть театральная улица. Это не только технический коридор, но это основная артерия жизни, где происходит вся деятельность театра, как городская улица, с естественным освещением. Есть места для отдыха, для общения, где вы можете пообщаться с коллегами, лаунж-зоны. Также есть внутреннее театральное кафе. Эта улица дает возможность для комфортабельного, неформального общения. Здание не стремится увеличить свою высоту, а скорее тщательно укрывает минимальный объем, охватывает минимальный объем, чтобы соответствовать его контексту. Структура открытой части для зрителей разбита на 3 уровня. Фойе, которое обеспечивает доступ к залам, а также к кафетериям, барам, которые расположены на различных уровнях, а также рассматривается как театральная площадка. Здание подготовлено к проведению технически сложных спектаклей с особыми требованиями, благодаря гибкому, легко трансформируемому пространству и техническому оснащению всех 4 залов. Давайте посмотрим на них сейчас. Большой зрительный зал отличается теплой и уютной атмосферой благодаря долговечным и благородным материалам. Гибкость и адаптивность большого зала открывают более широкий спектр постановок, которые до сих пор были невозможны. Универсальный зал Black Box обеспечивает еще более гибкое пространство для проведения различных представлений с различной конфигурацией. Этот Black Box имеет продуманную и гибкую планировку этажа. То есть, вы знаете, мы вот здесь вот показали вам различные расположения. Восточный зал спроектирован с учетом особенностей тюркского театрального пространства. Есть естественное освещение, широкие раздвижные двери уникального зала позволяют соединить его пространство с фойе и далее с садом, который располагается позади него. Также есть камерный зал на 2 уровнях, который располагается рядом с фойе основного зала. Это дополнительные двери могут раздвигаться и также превращать его в закрытое пространство, а также открываться во время теплых времен года для того, чтобы можно было выносить действо на улицу. Включение здания театра в ландшафт не перетягивает на себя внимание, оно уважительно к контексту. Изогнутой формы, оно плавно разворачивается на территории, и вы никогда не увидите его форму, никогда не увидите полностью благодаря его изгибающейся форме. Новый театр Камала станет самым крупным общественным зданием, наверное, в ближайшие 50 лет. Наверное, надо это понимать. И мы думаем, вместе с другими креативными площадками он превратит бывшую окраинную территорию в новый культурный центр Казани. Работая с Theater Projects, специалистами по театральным процессам, мы возобновили дискуссию о необходимости создания таких удаленных креативных площадок, как производственный театральный парк, костюмный выставочный центр или художественных технические мастерские на территории бывших свобод. Это позволит рассредоточить импульсы роста исторического центра. С другой стороны, креативные кластеры будут работать и на другие татарские театры с общим геномом, возможно, на театры Татарстана или даже России. Это поможет восполнить нехватку производственных и складских площадей. И кроме этого, это может быть даже дополнительным источником дохода, уменьшая нагрузку на бюджет театра.
Рассматривать новые здания вместе с другими творческими площадками значит восстанавливать культурный код кварталов при Кабани. Здесь исторически в Татарской Слободе размещались производства пошива одежды и обуви. Okay. As a summary, в итоге мы рады огромному потенциалу, который проект нашего театра имеет для вас. Он радушно принимает публику, он приглашает вас войти. Мы рассматриваем его как радушный дом для татарского театра. Мы создаем уважительное интегрирование здания, учитывая природный контекст, а также его роль в городе, и превращаем его в сердце татарского театра. Театр может стать новой иконой города, освещая и оживляя эту когда-то маргинальную территорию, и стать новым символом татарской культуры. В нашем проекте в основе очень ясного образа театра лежит множество закодированных смыслов о татарском, которые, может быть, не прямолинейны, но прочитываются людьми через сердце. И мы верим, что хорошая архитектура генерирует подлинные образы, которые со временем станут родными. Спасибо. Спасибо. У вас остается еще минута 30. Вы можете сказать какие-то важные слова в рамках презентации или использовать для вопросов и ответов. Да, я, наверное, скажу несколько слов о том, как мы, казанские архитекторы, работали в консорциуме с очень сильными иностранными партнерами. И чем хочу резюмировать, чем мы остались довольны по результатам работы. Во-первых, мы очень переживали, что большие площади, большой объем здания разрушит, уничтожит идею парка, поскольку эта территория должна была быть парком. И мне кажется, нам удалось сохранить сад как часть парка на этой территории. Другая задача, которой мы рады, что она была решена, при том, что у нас получилось, как мы чувствуем, сделать сад, мы все еще даем очень красивый образ театра. И это тоже очень важно, потому что новый образ нужен, чтобы это был считываемый образ. И это тоже, я думаю, у нас получилось. Давайте перейдем к сессии вопросов и ответов. Уважаемые члены жюри, кто хотел бы открыть сессию? Можно я задам вопрос? Я повторю вопрос, который задавали во время обсуждения. Проект крепкий, хорошо очень вписан в окружающий контекст, деликатно вписан, мягко, вы полностью вписались в пятно застройки, которое мы вам давали. Но у меня вопрос. Когда мы смотрим на внешний образ здания, как мы можем определить, что это именно театр и это именно в Казани происходит? Позвольте. Yes? Okay. Well, I think there's the urbanistic. Если позволите, сначала с такого с макро на микро пойду, на уровень здания. Мы тут сначала подсказки дадим. Говорим об этом уже намеками с момента, когда вы подходите к зданию. Во-первых, масштаб, во-вторых, внешнее пространство, как оно создает эту драму, присутствие здания, особенно южной, со стороны Южной площади, но и с севера тоже со стороны площади Наурус. На наш взгляд, вот это волновое движение, что отображается и на фасаде, надеемся, оно так или иначе намекает на то, что
Во-первых, это чего-то необычное, инновационное, радушно приветствующее вас по мере приглашения. Далее, когда вы посмотрите, каким образом мы проектировали эти павильоны, вы увидите и деревянные, древесные павильоны, которые говорят о том, что тут что-то происходит, оно такое человеческого масштаба, общественное. Мы посчитали, что вот эту сторону отобразить также важно. Еще и то, что мы не создаем чрезвычайно бомбастической высоты какой-то монументальности. Нет, мы хотели сохранить и остаться в масштабе деревьев, уважать пешеходов, сохранить все потоки существующие. Таким образом, это позволило нам своего рода, как скульптуру лепить это здание в том или другом направлении, для того, чтобы с одной стороны, вписаться в пятно, которое определено природным контекстом. И может быть, да, не сразу это явно, но с одной стороны имеются разные пространства внутри, естественно, там большой зал, универсальный зал, восточный, но здание само говорит о многом. Тут и объемы разные, как оно спускается. Другими словами, так ли на всех уровнях видно, что это мягко. И по всем этим уровням мы сразу говорим о том, что это нечто особое место. Естественно, кроме, пожалуй, вот этой вот высокой точки, которая будет своего рода символом на скайлайне. Образ именно театральный, что мы воспринимаем пространство холла тоже как часть театрального представления. Люди, проходя мимо, видя внутреннюю жизнь театра, могут стать вовлечены в нее, заинтересованы. И здание приглашает ко входу тех людей, которые даже не планировали оказаться в театре сегодня вечером, например. Это важная была для нас мысль. Также вдохновением для решения главного фасада, выходящего на набережную, был образ театрального занавеса, который, мне кажется, довольно прозрачно в любых смыслах читается в этом проекте. А что касается отношений этого здания с национальной идентичностью, нам казалось, что решать это соединение через какое-то декоративное решение не совсем корректно, и это такой взгляд европейского человека на малые народности, когда мы просто пытаемся украсить фасад декоративными элементами, потому что так, со стороны кажется, что так принято. Для нас важным было создать планировку здания, которая перекликалась бы с внутренним его содержанием, в том числе и с идентичностью. Как, например, не знаю, татарский дом традиционный всегда был разделен на две части, одна из которых была приватной, а другая общественной, открытой для посещения других людей. Также театр состоит из этих двух частей, и нам кажется, например, такие чуть более неочевидные связи гораздо более важными, чем декоративность. Можно еще пару слов я добавлю? То есть, например, что именно татарского, мы же, как Аня сказала, мы даем такой ненавязчивый образ, может быть, застенчивый, видимый сквозь деревьев, но при этом мы даем очень явный образ листа. А природа — это же очень близкая к духу татарскому, к культуре татарской. И этот лист, он нам напоминает о характере татарском. То, что плавные очертания листа — это как мягкий характер татарского человека, но он имеет очень стержень твердый и жесткий. Спасибо. Зрители нашей трансляции просят вас больше рассказать про то, как все-таки будет использоваться крыша горожанами и пользователями театра, и будет ли она использоваться всеми. Okay. All right. Okay. Well, there is a. Well, it's all right. I don't need the image. Да, изображение, наверное, не обязательно.
На крышу попасть можно 3 способами. Довольно-таки интересно. Первый способ. И вот это, наверное, хотелось бы показать, потому что не сразу это все понятно. Есть, скажем, назовем это публичным расписанием, когда есть своего рода рампа, позволяющая в определенные часы попасть напрямую на крышу и на платформу обозрения. Плюс еще часть вот этой вот башни, камерный зал располагается здесь сзади, касается внутренней сцены. Тут есть и лифт, и лестницы, и плюс еще грузовой лифт. Другими словами, и людей, и материалы туда доставить, и так или иначе пути ухода с крыши имеются, и плюс и определенные зоны, доступные для публики, имеются, но мы считаем, что не только для театра, но и вообще для проходящих мимо будет это такой великолепной возможностью. Можно заметить, что с крыши мы видим не только вид, очевидно, на озеро, но и на существующее здание театра Камалы. Нам важно было сохранять эту связь, в том числе и визуальную. Можно вопрос? Наверное, это искусственная трава, потому что на крыше тяжело будет работать техникой. Трактор там как будет работать? И как там снег чистить? Right. Oh, you mean the green roof? Зеленая крыша, да? Это комбинированная, смешанная крыша. Другой, с одной стороны, разной структуры растения. Есть такая, та, которая не требует большого ухода, с одной стороны, и интенсивная, которая по периметру более вертикальная. То есть будут зоны, которые будут похожи больше на лужайку. И тут, естественно, оборудование такое более легкое используется. Но идея заключается в том, что разные зоны будут использовать разные насаждения в зависимости от того, что лучше с этой стороны, глубины растений. За последние несколько лет накопила опыт в эксплуатации таких кровель. Парк Зарядье является такой кровлей. И есть возможность, к счастью, сделать и реализовать такой проект. Еще бы я хотела сказать, что мы очень довольны размером и объемом здания, потому что Казань — это все-таки небольшой город относительно мегастолиц мира, и сохранить масштаб Казани было прям очень для нас важно, чтобы это не было огромным сооружением, которое бы задавливало сам город и исторический центр. И что касается площадей, то мы смогли сделать очень эффективную, рациональную планировку, планировочные решения, которые нам дали, то есть мы вышли на 20 тысяч квадратных метров с небольшим. Это 3 тысячи под землей и 16 тысяч получается, наземные, да. Вот. И очень хотела бы акцент сделать на высоте здания. Мы смогли... У нас переменная высота где-то от 9 до 15 метров. То есть это очень соразмерный для места на данный момент объект. Помимо этого, это позволит... соответственно, и реализацию объекта сделать реализуемой, потому что очень важно. Я участвовала в реализации, мы участвовали в набережной Нижний Кабан, и мы знаем, что следующим шагом это будут вопросы по реализации. И я здесь очень довольна, что у нас получилось создать очень сильную команду. Вот у нас на связи и технологи из Лондона, которые могут дать ответы и по акустике, и по внутренней организации. И Этьен привлек и конструкторов по фасаду. И мы точно знаем, какие у нас дальнейшие шаги и как
возможно реализовать здание в разумных, соразмерных бюджетах для Казани. То есть соразмерность не только в масштабе, но и в экономической. Коллеги, оставляйте хотя бы немного пространства, чтобы наши члены жюри могли задать вопросы, они еще есть. Если позволите, я считаю, что правильное решение было выдернуть из-под здания театра «Гараж», вынести его туда на юг, но я, может быть, пропустил, есть ли у вас доступ с этого гаража в ваш объект, потому что по планировкам такого хода нет. Спасибо. Я могу ответить на этот вопрос. Если вы имеете в виду доступ под землей крытый, нет. Предусмотрены выходы из подземного паркинга в сторону входной площади со стороны водных каскадов, где мы предлагаем разместить остановку общественного транспорта, перенести ее туда. И другой выход, который ориентирован на театральную улицу для сотрудников, чтобы им было напрямую удобно дойти до рабочего места. Паркинг вынесен не просто так, это произошло из-за того, что мы не хотели уходить ниже грунтовых вод, опять-таки, чтобы была разумная стоимость строительства. Можно еще один вопрос? Да, вот Анна сказала, что она довольна, и вы все довольны, что у вас такие очень четкие, выверенные, планировочные решения. Но они действительно такие. Это прям такой академически правильный проект. Я бы его на самом деле даже порекомендовал бы для включения в реестр типовых повторных проектов нашего федерального министерства. Вот, но при этом, говоря о нем, я бы сказал, что он такой очень правильный, грамотный и ровный. Но вот слово «ровный» как раз это скажем так, может быть, для него это отрицательная такая позиция. Почему? Ну, например, членение, все членения, как вы говорите, это занавес, да, это может быть и занавес, но хотелось бы чуть-чуть некого разнообразия. А если посмотреть на картинку такая сверху, которая предыдущая была, там, где и входная плаза видна, да, честно, может быть, это какая-то часть вашего замысла, да, но где входить, где центральный вход, как он акцентирован, как понять вообще, человек, который подходит к этому, кроме того, что я понимаю, что по планировкам центральный вход ориентирован на эту площадь, а он никак не сакцентирован, и мало того, глядя, я планировки смотрел, то есть фойе это центральное, оно даже меньше, чем некие другие пространства в этой обходной галерее. Как это чем-то объяснимо, или это так получилось уже? Ой, 30 секунд. Не знаю, дискуссировать на эту тему или нет. Просто это конкурсная работа, и, конечно, мы, может быть, что-то там пропустили, но, конечно, можем учесть это в дальнейшей разработке. Но если смотреть на самом деле наш генплан, у нас есть вход по диагонали со стороны улицы Назарбаева, и он как осью напрямую ведет к главному входу. Плюс эта овальная площадь, она отражает в себе здание и приглашает войти. Ориентация главного входа. Благодарим вас за презентацию. Наталья, я бы хотела поблагодарить вас и выразить большую радость по поводу того, как растут казанские команды, как они научаются создавать замечательные международные консорциумы. Коллеги участвовали у нас в конкурсе на набережную озера Кабан в 2015 году, и мне очень приятно видеть, как сильно с тех пор выросли вы и как сильно выросла ваша работа. Я думаю, что это большая радость. Спасибо. Yeah, I think we take it outside. Следующая команда в рамках возможности предоставления дополнительных материалов разработала также непосредственно архитектурный макет. Его установят перед тем, как мы объявим команду, и она выйдет с выступлением.
Итак, команда, которая представит нам свое конкурсное предложение, это консорциум под лидерством компании Bespoke, члены консорциума Асиф Хан, Charcoal Blue, Акти, Atelier 10. Вы в своем уме? Мы объявили команду и ждем на экране ее визитную карточку, пожалуйста.
Моя жизнь неразрывно связана с нашим театром Камала. С детства любимое здание моей родной Казани, которое формировало меня как архитектора. Наш проект дает возможность и шанс рассказать всему миру о татарской многогранной культуре. Я коренная татарка, и в моей семье окружали татарские традиции. Для моей команды архитекторов «Беспок» большая честь быть важной частью проекта под лидерством Асифа Хана и его студии. Мы объединили свои силы и разделяли общие принципы и подход. Это уникальная коллаборация наших местных профессионалов, а также татарстанских художников, музыкантов, совместно с зарубежными специалистами, как Charcoal Blue, Atelier 10, Act 2, лучшие театральные консультанты и конструктора и инженеры, которые сегодня с нами здесь онлайн. Совместно мы постарались отобразить в проекте «Милли Рух» всю глубину татарской души. Асиф? Большое спасибо, Елена. Я провел целую неделю в Казани, посещая театр и смотря представления для того, чтобы проникнуться душой театра. И я очень счастлив представить вам свой проект. Мне кажется, что это правильный проект для будущего театра Камала. Театр — это холст. Но что может быть более вдохновляющим для воображения, чем чистый лист бумаги, который затем становится творением? Из двух измерений в 3 измерения сложность возникает. А в орнаменте, который вы видите, здесь изображена красота природы. И если перевести на архитектурный язык, мы можем определить идентичность игрой света и тени через формы, отобразить многовековую и многостороннюю культуру татарского народа, посмотреть, каким образом изменяются времена года на самом здании. Долгосрочность очень большое значение имеет для нас, для того, чтобы здание продолжало жить, для того, чтобы это здание стояло в здании. Потому что мы посмотрели, что такое Казанский Кремль. Мы пытались понять, каким образом этот материал, белый кирпич, из которого выстроил Кремль, так долго простоял. Белый цвет очень важен для того, чтобы подчеркнуть все основные цвета. Это празднование гордости над всеми остальными цветами. И почему белый цвет всегда используется? Потому что он означает чистоту и гордость в культуре. Для того, чтобы усилить цвет парка и национальное наследие, которое составляет природы, мы таким образом даем жизнь зданию. Мы окружаем природу, природой это здание, и внутри также размещаем татарские мотивы. Давайте расширим внутреннее пространство и подумаем об этом в масштабах города. И вот эти улицы, эти здания, которые там стоят, и это внутренние дворики, в которых все что угодно могут происходить, потому что внутренний дворик — это отражение топологии старотатарской слаботы, потому что показывает взаимоотношения между гостеприимством татар, между домом, а также улицей. Духовная связь для театра для нас очень важно, поэтому мы очень уважаем театр Камала. Мы чувствуем, что история продолжает жить в нашей конструкции, и мы используем вот эти элементы, такие как резные двери, как элементы, которые могут вдохновить новых художников к сотрудничеству с нами.
Золотой цвет также для нас очень важен. Этот материал, этот цвет соединяет татар с нашей историей. Золотая нить пронизывает все пространства в нашем здании. Начиная со входа, давайте пройдем в фойе. Это вдохновляющее пространство, не похожее на все остальные пространства в Казани. Пространство полное света для очень многих видов деятельности, начиная с общения, начиная представления, места, где дети могут пообщаться. Конечно, вот эти места меняются в течение всего года, даже в течение дня. Это может быть местом, где у нас будут экспериментальные постановки, дает возможность аудитории стать частью представления, любого части представления, потому что можно даже там обед сделать. Лаборатория открытого театра, которая рядом с фойе располагается, дает возможность проведения общественных каких-то воркшопов, семинаров, которые могут вдохновить креативных работников. Это место для проведения выставок. И, конечно, книжная лавка, а также библиотека имеют прекрасные виды на озеро Кабан. Мы также расширили задание и позволили себе спроектировать конференц-зал на верхнем уровне, который дает панорамный вид на озеро Кабан и позволяет вам повысить вашу доходность. У ресторана точно так же такие панорамные виды на озеро Кабан. После белого идут другие цвета. Это такие цвета, как красный, зеленый, коричневый, цвет дерева. Мы видим, что здание соединяется с улицей, и также мы расположили производственные цеха на юге. Вы идете за зеленой этой нитью и проходите в основной зал. Мы рассмотрели все детали с точки зрения аудитории. Давайте войдем в этот зал. Мы вдохновлялись татарской шапочкой, ее текстурой и цветом. Большой зрительный зал – это такое закрытое место, которое позаимствовало атмосферу из старого зала Камаловского театра, но также создает интимную атмосферу между актерами и зрителями. В этом пространстве этот комплекс дает возможность использовать любые технологии, которые существуют в мире, и мы дали возможность для каждого зрителя иметь 8 метров на себя для того, чтобы дало возможность воспользоваться акустическими свойствами этого зала. То есть он выглядит обычным, как бы традиционным, а также футуристическим. Внутри вы видите человеческий размах этого театра, потому что мы взяли вот этот занавес из старого театра Камала. На стенах вы видите эти панели, которые пронизаны татарскими символами, которые подсвещаются светом. То есть стены оживают по мере того, как публика заходит в зал. Мы также использовали различный подход для того, чтобы отдать должное орнаменту. Дело в том, что тюльпаны и различные изогнутые линии, они преобладают в восточной архитектуре. А здесь вы видите купол и небо, которое соединяет вас с природой по мере того, как вы даете представление. Это очень особое место. Место напоминает сакральную, духовную архитектуру, а вот бирюзовый цвет, конечно, опять же относит нас к театру Камала. Пространство Black Box – это универсальный зал, который достаточно гибкий, он соответствует современным стандартам. И вы видите, у нас двойные стены, которые помогают давать представление на любом уровне этого зала. Камерный зал, который окружен деревянными стелами, дает возможность зрителям почувствовать себя сидящими на природе. То есть как это все было построено? Мы попытались использовать ту практику, которая используется здесь, в Казани.
Мы использовали проемы от 6 до 11 метров, и стекло, которое мы использовали, напоминает геометрию кирпичной стены. Мы посмотрели прежде всего, каким образом все это строится, то есть мы заранее сделанные элементы будем использовать, которые будут использовать как бы кирпичную кладку, а потом используем ручную кирпичную кладку. То есть у нас будут белые кирпичи, глазурованные кирпичи и, конечно, покрашенные кирпичи. Устойчивость также очень важна для здания. И согласно Елене, мы построили первое золотое здание в Татарстане. Мы хотим построить первое платиновое здание в Татарстане, и поэтому мы придали большое значение форме и размерам театра. Вот каким образом парк окружает наше здание. С улицы Назарбаева, вы видите, у нас есть место разгрузки, есть место парковки, а также выход на сцену для персонала, а также место для разгрузки декораций. Мы дали достаточное место для того, чтобы хранить декорации, а также реквизит. Что касается улиц и двориков, они очень важное место имеют на нашем плане. Давайте поделим план 50 на 50, то есть с фасада и задней части здания, потому что любые участники должны воспользоваться теми преимуществами, которые дает это пространство и конструкция здания. Это поэтажный план здания, вы видите здесь. Я хочу привлечь ваше внимание ко всему дворику, который обеспечивает освещение и природные виды, которые выходят на производственные площади. Поэтому, если вы даже работаете в каких-то цехах, вы видите, что ваши зрители, они могут увидеть, что происходит в этих цехах. С другой стороны дворика, вы видите здесь мастерская декорации, и здесь, конечно, репетиционный зал, из которого также открываются великолепные виды на озеро Кабан. Вертикальная танцевальная студия, конечно, выходит на внутренний дворик и на южный парк. На втором уровне у нас есть балконы для восточного зала и круглого зала, огромное пространство публичное и еще дополнительное образовательное пространство. На третьем уровне у нас располагается 92 фонаря на крыше, которые освещают грим-уборные. У нас есть 80 линейных метров остеклений, которые позволяют использовать природное, естественное освещение для грим-уборных. Все эти грим-уборные, которые я говорил, они все соединяются рекреационными залами, рекреационными пространствами, а также местами, где персонал и актеры могут поесть. И, наконец, на крыше у нас там не только сад на крыше, у нас есть также ресторан, у которого есть панорамные виды на озеро. Он напоминает маяк. Сад на крыше является протяжением сада вокруг озера Кабан. Его легко очень содержать во время любого времени года. Давайте сделаем тур в 360 градусов. Начнем с южного парка. С севера у нас основное здание. Еще 3 входа. Один с северной площади, один с озера Кабан. Здесь у вас место высадки пассажиров и так далее. И еще один вход выходит на озеро. С севера у нас основная ориентация здания, откуда вы можете видеть первоначальное здание театра Камала. То есть вы видите даже через крышу и через окна нашего здания. Мы подумали о своем проекте как о стоящем дополнении к видам озера Кабан. Мы видим, что это вписывается полностью в масштабы окружающей застройки. Она дает нам историю этого театра и сохраняет в то же время волшебство креативного процесса. Мы создали различный характер внутреннего и внешнего пространства, ландшафт, который отличает естественную экологию бассейна реки Волга.
Давайте выйдем на эту полянку и посмотрим, что мы можем делать здесь зимой на Южном парке. Вы видите, вы можем проводить здесь различные фестивали, проводить рынки продуктов и так далее. То есть это прекрасное место, где вы можете ощутить себя в парке. То есть вы видите, что этот парк окружает 360 градусов наш театр. Северная плаза – это место для представлений, для искусства. И это новое место для южной части Кабана, которого раньше не было. Мы будем продолжать поддерживать эту связь с Кабаном, улучшение и благоустройство этого места. Это прекрасное место, на котором вы хотите побыть в любое время года. Там, где могут поиграть ваши дети, выпить чашечку кофе, а крыша дает вам возможность соединяться с Казанью. Форма и содержание, отражающее таинство татарской души. Этот проект — отражение нашей веры, нашей идентичности. Спасибо. Мы переходим к сессии вопросов и ответов. Коллеги, кто из членов жюри хотел бы открыть сессию? Напоминаю нашим онлайн-членам жюри, что вы также можете поднять руку и принять участие в обсуждении. Разрешите, я задам вопрос? Несколько лет назад мне довелось побывать в Японии, в Токио. Нас отвезли, покатали по улицам на автобусе. Экскурсия у нас была. Остановились у одного здания. Экскурсовод у нас спросил: «Что это за здание?» — спросил нас экскурсовод. Одни сказали «музей», другие сказали «должно быть это театр». А экскурсовод сказал: «Неправильно, не угадали. Это мусороперерабатывающий завод». Вернулась делегация из Японии в Казань. Вот теперь представим, спросят, что это за здание. Японцы не скажут ли нам, что это мусороперерабатывающий завод? Никаких национальных узоров нет, никаких особенностей идентики нет. Внутри красиво, не спорю. Но при всем при этом у татар есть такая пословица, вот так мы говорим. Что содержится в горшочке, масло или что-то другое должно быть известно снаружи. Вот это здание издалека. Похоже ли на татарский театр? Оно ведь должно кричать, что это татарский театр. Хотя бы какие-то орнаменты, наверное, же нужно там предусмотреть. Мы посмотрели проект Ваухаус японский, там орнаменты есть, но там... Василий Исмагилович, мы не сравниваем проекты с других участников. У татар геометрические орнаменты не очень сильно, слабо используются, мало и используются. У нас в орнаментах больше цветы. Цветочные. В этом случае мы не критикуем. Да я и не критикую, я пожелания высказываю. Уважаемые коллеги, я думаю, что нужно дать возможность команде ответить, в чем же, собственно, идентичность, какие элементы татарской культуры внутри и снаружи вы использовали и почему. Ну, не хвалить же все, нужно же немножко и... Спасибо за ваши комментарии. Проект результатом является искреннего поиска на академическом уровне, на уровне орнамента, на уровне татарского искусства. В вопросах истории. Вопросы орнамента в архитектуре. Совсем не обязательно, чтобы орнамент был такой же, как и на кожаных сапожках, либо на украшениях. Орнамент на уровне города определяется очень многими элементами, поэтому мы изучали здания Казани, и здания Казани учили нас очень многому о том, как можно выразить идентичность татарскую, мечеть,
сети, Кремль, различные важные ваши исторические здания. И мы старались здесь показать, что это ведь не должно быть как чем-то, что может расположиться где бы ни было еще на планете, а это должно быть здание, которое родится именно в этом месте, театр, который рождается в этом месте и ориентирован на будущее именно этого места. Вот такое мое искреннее ощущение. Вот как это у нас родилось. Если позволите, два вопроса. Первый. Я задавал у других проектов то же самое, к тем, которые ориентировали на север вход в театр. Вот понимая, что городская магистраль проходит с юга, вы его развернули на север, причем замаскировали такой вертикальной щелью, хотя правильно, что надо было традицию сделать, но вот приглашения нет. Будет ли возможным, или считаете ли вы принципиальным для себя оставить так, или если при продолжении можно будет его отзеркалить, вы будете с этим согласны? И второй вопрос. Ну вот я как архитектор, который тоже не чушь смотреть европейскую архитектуру, современные тенденции, мне очень нравится. Но я вот абсолютно согласен с предыдущим задающим вопросы, что он, в общем-то, конечно, европейский, если говорить привязки к Казани. Соответственно, вопрос. Вот если мы смотрим с театра Камала на набережной правую и левую, мы видим, что Старотатарская слобода – это буйство красок. Допустимо ли у вас вот в данном случае при доработке дать здесь другую, более яркую колористику, имея в виду, что менталитет казанцев уже наелся силикатного кирпича и серой штукатурки. При всем уважении к качеству этих облицовочных материалов, этот мотив все-таки присутствует. Спасибо. Николай Георгиевич, мы вместо вопросов задаем... Вообще, да, я как мэр скажу, что это шедевр. Какой силикатный кирпич? Вы бывший главный архитектор ТГП. Вы силикатного кирпича наделали в Казани, да? К нам приехали светила архитектуры мировой. Про какой силикатный кирпич вы говорите? И давайте вопросы задавать, а не оценку. Мы останемся здесь. Вы поняли вопрос. Допустима ли колористика? Не сменит ли они ваши решения? Еще раз, мы в эфире, да, и у нас это достаточно большое количество международных участников. И, ну, немножко... Давайте вопросы задавать. Какой то мусоросжигающий завод вы там увидели? Ну о чем вы говорите? Если мы в чем-то не понимаем, давайте вопросы задавать, а не сравнивать. Мы выбираем будущий театр, и это гордость нашего народа и всех жителей на 100 лет вперед. Что вы там в Японии увидели? Это злые, и у павлина видят только ноги кривые. Даже у павлина красивого. Поэтому давайте мы вопросы задавать. Вы прокомментируете колористику? Если хотите, я постараюсь ответить на предыдущий вопрос про колористику. Спасибо за выражение ваших мнений, со всем уважением. Относительно входа северного и южного, на данный момент мы считаем, что очень важно, чтобы вход был с севера. Почему? Потому что это позволит этому зданию стать продолжением существующих элементов вокруг озера Каблан, чтобы обращение лицом к существующему театру Камала очень важно. В будущем, когда у вас южные части будут развиваться, там и зоопарк, и другие аспекты, и вот эти связи между озер появятся. Там тоже будет уместно. Но там мы предложили возможность входа в здание через прогулочную по набережной. Другими словами, наше здание явно имеет две стороны, но две разные атмосферы с обоих сторон. Поэтому мы не хотим игнорировать старую часть здания и только обслуживать новую часть города. Нам необходимо обслуживать и тех, и других. Вижу, что Михаил Микадзе поднимал руку. Вы хотели бы задать вопрос?
Если позволите, я также хотел бы про цвет комментировать, очень важный, очень фундаментальный. Это фундаментально белое здание. Если вы хотите наслаждаться цветами старой татарской слободы, вам необходим контраст. Конкурировать с ними нельзя. Слишком важна старая татарская слобода, чтобы с ней конкурировать. Вы потеряете, если будете пытаться конкурировать. Это здание, естественно, оно садится в существующей среде, но оно должно быть своего рода заметностью. Нет, вы знаете, у меня был вопрос, просто хотел поддержать проект всячески. Мне кажется, что вот эта полемика про орнаментацию, мусоросжигательные заводы и так далее немного более резкие, чем, наверное, хотелось бы, потому что проект действительно достаточно изящный и мягкий, в определенных местах затрагивает и вопросы идентики, и вопросы национального... Коллеги, я прошу прощения, мы не можем давать характеристик в ходе сессии вопросов и ответов. Для этого есть специальная часть в соответствии с регламентом. Мы в присутствии команды не даем ей оценок, мы задаем вопросы. Я видел, что Сергей Кузнецов также, по-моему, хотел прокомментировать. Сергей? Нет, я жду, у меня есть мнение абсолютно четкое. У меня нет вопросов, нет, это я, может, что-то не так нажал. Но нет, я дождусь выступления именно, чтобы сейчас не давать оценок. У меня есть сформулированная позиция полностью по этому проекту. В том числе, Хорошо. может быть, даже в первую очередь. Я подожду. Окей, давайте. Можно вопрос? Правильно ли я понимаю, что у вас очень компактное здание, и вы максимально сохраняете природную составляющую, и тем самым вы решаете вопрос стройности в окружающий контекст, который мы и прописывали в тех заданиях? Для нас очень важно было расположить здание так, чтобы природная среда, которая сейчас уже сформировалась на озере Кабан, оставалась естественной. И расположение между двумя парками – это как раз то ощущение, примерно связанное с тем, как ты приезжаешь на Сабантуй. Как любой татарин знает, что, подъезжая на Сабантуй, попадая на Майдан, он должен пройти сквозь деревья, сквозь что-то очень такое родное. И мы хотели это сохранить именно потому, что это вот напоминание, такое, может быть, не дословное, но напоминание о наших традициях. И поэтому и очень важно, что оно соединяет как раз именно город и окружение через озеленение и через природную среду. Вы просчитывали цену? Какова цена реализации вашего проекта? Мы просчитали, нам помогали в этом такие компании, как Унистрой и Найт Франк. У нас есть финансовые модели, где мы полностью можем сказать, что этот проект операционно окупаемый, и что приблизительный бюджет у нас 3,5 миллиарда рублей. И для нас было принципиально важным как раз использовать материал, где за счет материала тоже мы можем где-то сэкономить и где-то, то есть создать именно некий такой баланс. И доход за счет операционной деятельности превышает расходы на эксплуатацию в нашем проекте примерно на 60-70%, что очень важно, мы считаем. Спасибо. Еще один вопрос. Много высказывалось сомнений по поводу того, что глухие фасады. Расскажите, пожалуйста, как у вас устроено, как вы решаете вопрос естественного освещения и в какой части помещения оно присутствует? Конечно, с удовольствием хотел бы обратить ваше внимание на то, что у нас 780 квадратных метров остекления, 780 квадратных метров остекления. Это очень много стекла, очень много естественного света, великолепного сезонного света, будь то для посетителей, будь то для посетителей, будь то для театралов, 92 соответствующих раскрытия. Очень другое здание, отличающееся от оригинального театра Камала. Оно буквально залито светом. Каждые зоны гримерные, все они имеют, естественно, освещение. У вас остается 1 минута 30 секунд, и, может быть, вы хотели бы сказать какие-то главные слова в завершении и главный свой месседж выразить сейчас.
От всего сердца хочу поблагодарить вас за приглашение принять участие в этом проекте. Впервые в Казани оказался 3 года тому назад. Очень хорошо познакомился с городом, познакомился с пищей, с людьми, влюбился в это место. Для меня будет огромная честь получить возможность продолжить те сотрудничества, которые мы уже начали, и то сотрудничество, которое мы начали в работе с театром Камал, для того, чтобы впитывать все новые идеи, все комментарии, все то, что хотите изменить внутри, для того, чтобы работать с аудиторией, работать с городом, для того, чтобы сделать вот этот театр, вот этот проект центром для татарской культуры. Дайте повод для населения, для татар вернуться домой. И вот это будет таковым. Тоже хотела бы поблагодарить и сказать, что для меня самой главной целью участия этого проекта было как раз о том, чтобы о татарах и о нашей культуре заговорили на весь мир. Я определенно уверена, что этот проект будет действительно на весь мир показывать именно то, чем мы богаты и что в нас, в нашей культуре есть действительно очень много особенного. И да, спасибо. Вы можете перейти в зону ожидания. Завершайте трансляцию. Уважаемые коллеги, это было завершающее выступление в череде 8 команд. На этом открытая часть жюри также завершается. Жюри уходит на обсуждение и голосование. Но пока нас видит вся наша аудитория, а к нам подключены сотни экспертов из России и зарубежья, нам бы хотелось отдельно поблагодарить аплодисментами великолепных татарстанских переводчиков, которые обеспечили возможность безупречного перевода со специальной лексикой на 3 языках, благодаря чему вы и можете наблюдать эту трансляцию со всего мира. Давайте поаплодируем им.